Добрый день. Добрый день, уважаемые жители Республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, Новосибирска. В общем, жители всей нашей огромной родины. Мы вас приветствуем на 9-м чемпионате России по компьютерному спорту. Меня зовут Дмитрий Каретко. Я, как более младший спортивный комментатор, передаю слово Титану. Его зовут Денис Таипов. Денис, добрый день. Рада тебя видеть, рада тебя слышать. Пожалуйста, скажи что-нибудь уже. День, Дмитрий, здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы действительно открываем 9-й чемпионат России по киберхоккею с небольшой задержкой. Но об этом мы чуть позже, потому что наконец-то у нас все работает, все хорошо. И давайте не будем такое большое превью какое-то делать. Сразу же передадим слово Алене Муратовой, рядом с ней нападающий жители всей нашей огромной родины. Мы вас приветствуем на 9-м чемпионате России по компьютерному спорту. Меня зовут Дмитрий Каретко. Скажи что-нибудь уже. Где будет интервью. Пожалуйста, коллеги. Уважаемые телезрители, мы действительно открываем 9-й чемпионат России. Спасибо, Денис, ты все мое вступительное слово украл, собственно, да, со мной игрок ХК Салават Юлаев Владимир Жарков. Владимир, вы впервые на подобном турнире, вообще впервые сталкиваетесь с киберхоккеем, киберспортом? Да, впервые, как бы не доводилось ни играть, ни участвовать. Ну, если будет где-нибудь свободное время, попробую. Ходят слухи, что вы были созданы как игрок в самой игре НХЛ. Это действительно так? Спасибо, Денис. Да, все мое вступительное слово лет 9 украл, назад, наверное, в клубе New Jersey Devils на PlayStation. Это как-то обсуждалось у вас в команде? Вы как-то, может быть, это придает вам уверенности? Да не, просто друзья говорили, кто любит играть в PlayStation, что вот ты там в Нью-Джерси играешь, очень классная игра, так что, может, сам попробуешь. Я говорю, да нет, ребят, спасибо, пока, времени нет. А как вы относитесь вообще к тому, что Салават Юлаев поддерживает подобные турниры? Я вообще отношусь только позитивно и надеюсь, что любое такое спортивное мероприятие, общественное для людей, для позитива, чтобы они больше было радости и веселья, чтобы любые организации делали подобные вещи для всего народа, для республики, для страны. Чего сами ждете от сегодняшнего дня? Море позитива, улыбок, смеха, главное без травм, чтобы друг друга никто не покалечил пультами или там, компьютерами со злости. Главное это просто заряд положительных эмоций и делать веселье. Спасибо, Владимир. Мы надеемся, вы получите удовольствие. Передаем слово комментаторам. Да, спасибо огромное, Алена, спасибо, Владимир. Уважаемые друзья, ну, мы, как мне кажется, уже готовы, да, мы уже часа 4 как готовы к тому, чтобы начать комментировать первый матч. Это мы ждали Володю Жаркова, я вас перебью. Он пришел и все заработал. Конечно, конечно. Сейчас мы объявляем первую пару спортсменов, киберспортсменов. Сергей Шварцман и некий Азамат Муратов, человек, которого мало кто знает, на самом деле, в Республике Башкортостан. Да, новичок. Это будет уникальное противостояние с той точки зрения, что оно открывает наш 9-й чемпионат России по компьютерному спорту. И говорят, Денис, вы меня поправляете, если я не прав, что 4 из 9 чемпионатов России по компьютерному хоккею проходили в столице Республики Башкортостан. И тем самым мы как бы неофициально имеем статус столицы компьютерного хоккея. Абсолютно верно. 4 из 9 это абсолютный рекорд. Представляете, только у Москвы было 2. И Уфа здесь абсолютно на первом месте. А Уфа столица Москвы теперь. Да, Уфа столица Москвы. Скажем так. Если вы знаете многие ситуации, которые происходят в нашей республике, то Уфа это столица Москвы. Азамат Муратов, и мы уже в эфире, он начинает свою игру. Он принимал участие в 8 чемпионатах России по киберхоккею из 9. Представляете? Что? 8 из 9? Да. Обалдеть. И он пропускал только самый первый в 2003 году, а уже в 2004 году был в составе оргкомитета. То есть представляете, насколько это матерый и опытный игрок. А Азамат Муратов играет в желтой форме, его коллега и соперник играет в красной. И первое большинство уже у Шварцмана. Слушайте, как-то вот так вот мы пропустили, что уже и большинство, и Шварцман сейчас... Ну, не очень здорово играть в большинстве, потому что перехват, да, и команда Азамата Муратова может организовать неплохую контратаку. Вообще турнир, друзья, по-настоящему удивителен. В том плане, что сильнейшие киберспортсмены нашей страны, а возможно и мира, собрались в городе Уфа. И по-настоящему мы признаем, что вот этот турнир едва ли не самое яркое киберхоккейное событие в нашей стране в этом году, ну, на данном этапе, по крайней мере. И Азамат Муратов каким-то образом входит в этот список самых сильных киберспортсменов. Ну, молодец, 8 из 9 турниров
чемпионатов России по киберхоккею проходили при его непосредственном участии. Шварцман лично для меня такая темная лошадка. Что из себя представляет этот киберспортсмен, я сказать пока не могу. До того времени, что мы наблюдаем за хоккеем, мне точно не хватило для того, чтобы определить истинный уровень Шварцмана. Но, с другой стороны, ведь он находится здесь в числе лучших спортсменов. Поэтому Денис сделал вывод, что этот спортсмен очень хорош. Смотрела на Муратова, снова получает он второе удаление подряд. Такое у него было выражение лица. Видно, что пока не контролирует игру, но тем не менее есть шанс забить в меньшинстве. Когда был чемпионат республики по киберхоккею, большинство шайб летело в начале турнира, особенно в группе, а именно в меньшинстве, а не в большинстве. Этим и прекрасен киберхоккей. Кстати, вот говорили, что Владимир Жарков был создан в НХЛ. В НХЛ 12, но Владимир Жарков в первом звене играл в Нью-Джерси, между прочим. Был богом меньшинства, как и в жизни. Как и в Уфе, да, и королем раздевалки еще плюс ко всему необходимо добавить. Но Владимир Жарков даст свой профессиональный комментарий по ходу одного из периодов. Мы думаем, что это будет период под номером 2. Денис, я вам уступаю возможность поговорить с Владимиром здесь, задать ему вопрос, тем более, что интервью вы, как профессиональный журналист, у него уже брали. Владимир сам так нескромно говорит, что крайне редко играет в киберспорт, в киберхоккей, в частности, да. Но, тем не менее, нам интересно, ведь многие его партнеры по команде нет-нет, да играют. И здесь Муратов, смотрите, очень неплохую атаку проводит, такую массированную, играет уже в равных составах. Муратов давит в меньшинстве, пока у Шварцмана ни одного момента в атаке, и если бы в противоположный угол ворот бросил бы Кросби, то счет мог был открыт. Ну вот, смотрите, только мы сказали, что моментов нет, и такой опасный моментище. Здесь Макдэвид, очень хороший состав у обеих команд, надо признать. Кросби, Макдэвид, Овечкин. Это только те фамилии, которые мы успели увидеть. Маршант. Да, кстати, Дмитрий, давайте сразу оговорим регламент турнира. Команда играет в режиме Ultimate Team. После этой атаки мы продолжим. Кучеров! Нет, помешал. Никите Кучерову помешал Никита Кучеров. Нормально. Здесь такое возможно. Так вот, играют команды в режиме Ultimate Team, и общий рейтинг игроков не должен превышать 85. То есть это такое специальное ограничение, чтобы у киберспортсменов не должен быть ниже, наверное. Нет, именно выше. Здесь у Овечкина рейтинг 84. Это специальные карточки. Для чего это сделано? Для того, чтобы не было карточек с рейтингом 99. В этом случае у игроков с любой практически точки залетает шайба в ворота. То есть у нас кибертурнир превратится непонятно что, а мы все-таки за реализм. За то, чтобы проходили красивые комбинации. Да, именно поэтому Кучеров есть и в той, и в другой команде. Да. Мы за реализм, друзья. Первый период так плавно подходит к концу. Не сказать, чтобы под градом атак одного из спортсменов. Но, тем не менее, вот сейчас Шварцман выглядит не столь ярко, как в первых минутах, когда он дважды заработал удаление. Неплохая атака может пройти, но здесь уже большими силами вернулись в оборону хоккеисты в красном. Хоккеисты Шварцмана. Перехват в средней зоне. Кстати, Муратов поменял состав по сравнению с чемпионатом республики. Появились Бёрнс, Лайны, такие габаритные игроки. Видимо, делает ставку на силовой хоккей, потому что до этого у него были такие игровички. Ричи заходит в зону, разворачивается. И как хорошо Бёрнс подключается. Что дальше? На синюю линию. А дальше вот, если бы хват у защитника был другой, можно было получить щелчок хороший. Но нет. Смотрите, наличие Ричи, у него маленький рейтинг, но он очень хорош в физическом плане, в борьбе. И поэтому, я думаю, Муратов будет делать ставку на силовой хоккей. Но вот Шварцман нет проводит очень опасные атаки, которые заставляют Муратова попотеть, как мне кажется. А Муратов все так не то чтобы размашисто, но старается проводить атаки. Правда, вот часто без завершения в виде броска. Лишняя передача была, конечно, лишняя. Но хочет красивее, конечно, Муратов, ведь он принимающая сторона, ведь он один из организаторов. Ой, перекладина, смотрите. А вы слышали этот звон, наверняка у своих экранов, но и Муратов третье ударение получает. Мне кажется, он специально фалит. Он понимает, что в меньшинстве он давит, все в порядке. А может быть, просто лишнюю клавишу нажимает, да? Да нет. Нет? Дмитрий, конечно, специально. Не знаем. Первый период 0-0. Третье. Нарушение правил Азаматом Муратовым. Напомним, что он играет в желтом. Ну что ж, первый период заканчивается. Кстати, скажем, что Азамат Муратов один из задрафтованных игроков. Он представляет компанию Мегафон. Совсем недавно этот контракт был заключен, и поэтому Муратов бьется не только за себя и за свою честь, но и за команду. Ну что ж, Дмитрий Каретка нас покидает. На время. На ваше счастье, у вас будет идеальное счастье, когда не будет в эфире Дмитрий Каретка. Ну а к нам присоединяется Даниил
Владимир Жарков, простите, пожалуйста, я уже переволновался, когда Дмитрий ушел, запутался в именах. Владимир, здравствуйте. Добрый день, еще раз. добрый день. Ну что ж, посмотрели первый период со стороны, как вам вообще вот то, что происходит у экранов киберхоккей, насколько он отличается сильно от реального? Ну, я думаю, по эмоциям он не отличается. Я вижу, как игроки сосредоточены перед экранами. Вот. А сама игра, естественно, чуть-чуть отличается. Очень много плотности. Все игроки, 5 человек, бегут на шайбу, но это своего рода, так сказать, изюминка. Может быть, это потому, что команда играет на маленьких площадках, Вот да, либо финская, либо большая. Есть и канадский, вот я вижу, какая динамика, да, мне очень нравится. Очень динамичный хоккей, силовой, очень много борьбы, вот я смотрю. Кстати, хотя вот я смотрю на игроков, они неплохое катание показывают. Кстати, если вы не знали, здесь действительно есть большие площадки. Если вы выбираете сборную России, играете в режиме сборных, то там катаются на большой площадке. Там такие длинные диагональки проходят, все такое, раскаты медленные. Ну, знаете, да, это вот преимущество российского хоккея. А когда вы вообще последний раз играли в приставку, в что-то спортивное, FIFA, НХЛ? Ну, давно, наверное, очень давно. Что мешает? Вам не интересна семья или постоянные тренировки? Наверное, семья больше. Потому что хочется больше времени уделять детям, потому что не так часто все равно их видишь, а когда начинается регулярный чемпионат, с играми вообще мало времени остается. А вы вообще в какую-то часть НХЛ плотно играете? Потому что некоторые игроки говорят: ой, слушай, ну ты тут в НХЛ 19, мы в свое время в НХЛ Уэйн Грецкий играли, это первая самая часть. Какую-то были части, в которые вы прям засели, играли? Не, конечно, было в детстве, я думаю, лет до 14, в любом случае, там, и в Денде, и в Сеге был хоккей, и там всевозможные рак-хоккей был, там, где ты там набираешь бонусы с сильными ударами, там сумасшествие было. Так что такого плана мне тоже нравился хоккей, когда там шайбы сносишь у вратаря, это на Денде была игра, я так, сейчас не помню хоккей, как называется. Шварцман получает первое удаление в этом матче. Возможность у Муратова отличиться. И первое большинство у него будет. Сейчас посмотрим, разыгрывали они на тренировках большинство или нет. У Муратова было много тренировок. Если кто не знает, Азамат Муратов перед турниром уехал в Президент отель, проводил там сборы, играл в киберхоккей, готовился, реально ходил в спортзал, сказал, что теперь подтягивается 6 раз, а раньше вообще не умел подтягиваться. Так что прогресс он нереально делает. Кстати, прямо сейчас к нам подходит еще один игрок Салават Юлаева. Это защитник Станислав Гореев. Станислав, здравствуйте. Я думаю, он тоже к нам присоединится обязательно и в микс-зоне, и во время комментирования матча. Но пока большинство не особо получается. Но вот 5-3. 5-3. Вот это уже интересно. Вот он шансик-то. Вот он где. Да. Азамат ждал, и вот наконец он может сейчас его реализовать. Сейчас посмотрим, 6 подтягиваний помогут ему. Вячеслав Буланов, так мы называем киберхоккейного судью, показывает подножку. И это значит, что 5-3 Азамат Муратов. Реальный шанс. Кстати, я разговаривал с Азаматом, он мне сказал, что вполне реально ему выйти из группы. Было. А если он не будет отвлекаться на орг, проблемы, но они, конечно, были, но о них чуть попозже. Хедман, да, в одно касание классно бросал. Да, неплохо, но я как понимаю, там, скорее всего, Бобровский стоит, да? Да. И ему надо над блином, прям пониже. Я смотрю небольшие обзоры. Во, опять девятка, хороший бросок был. А вот повыше, да, над блином? Наоборот, пониже. Ну, вот он как Панарин говорил в Ютубе. В очко и над блином пониже. Кстати, как думаете, Юрушину получится в этом году переиграть? Очень надеюсь. Переживаю. Вот он шанс. И мы поздравляем. Первое большинство. Великолепный скидка на дальнюю штангу и все. Над блином. Да. Азамат Муратов забрасывает первую шайбу на этом киберспортивном турнире и выходит вперед, реализуя большинство. Сидни Кросби, автор этой шайбы. 1-0. Мэтт Дюшейн расстроенный, выкатывается, да, понимает, что на ровном месте получил удаление. Ну, классная комбинация. Не согласен, да, я вижу, на Мэтт Дюшейна смотрю, он предъявляет претензии к главному арбитру Буланову, конечно, недоволен удалением. Не знаю, как к Вячеславу Буланову можно претензии предъявлять. Ну, Мэтт Дюшейн. Мы все знаем, да, что он может. Главное, чтобы, знаете, там, если овертайм был, он не поехал с клюшечкой там в суде, дальше что-то не выяснял. Бержерон в атаке.
Неплохой момент будет разворачиваться. Джонс. Ой, подставлял на пятаке праворукий. Не вижу. По-моему, это все тот же Бержерон. Макдэвид заходит в зону. Муратов снова контролирует игру. Есть возможность бросить Йоси. Щелчок. Видно, шайба попала в стык. Полетела по радиусу. Владимир, вчера была встреча с болельщиками. 42 тысячи присутствовало. Вы ожидали, что столько людей придет? Ну, честно, почему нет? Всегда я настроен позитивно. Я знаю, что в республике любят хоккей, и организаторы, и хоккейный клуб, и правительство города сделали все возможное, чтобы народ получил удовольствие, и все прошло на высшем уровне. Я думаю, всем все понравилось, а вот очередное удаление, и опять будет шансик. Да, 4-е удаление уже у Муратова. Теперь шанс наоборот. Вот сейчас, вот, ай, ненужный был, конечно, потеря шайбы. Надо выбросить, спокойно разгрузить, я думаю. Но Гравел вовремя подстраховал. Последним на пятаке. Лайны прорываются неплохо. Без контракта, да, без контракта Лайны сейчас прорывался. Слушайте, мне кажется, его Азамат подписал. Вот смотрите, Лайна, он даже возле борта так аккуратно стоит, понимая, что человек без контракта, рисковать сейчас не надо. Еще не плей-офф. Да, еще, потому что сейчас сумма 10 миллионов пока никто не страховые не дает. Хотя я думаю, может, Азамат и дал уже какую-то сумму, если он подписал Лайну к себе в команду. А помните, в прошлом году был главный слух, что к вам переходит Ньюландер. Тогда Бурдасов говорил, что, ну, сейчас не знаю, пока его в первое-второе звено ставить. Вот я думаю, что ему надо побегать с Кадейкиным, с Жарковым, чтобы они его поднатаскали по физике. К нам всем запускают, кого надо поднатаскать. Да, но... Потом люди уезжают в НХЛ и покорять и все остальное. Так что в этом году Родиона Амирова мы в вашем звене не ждем. А я не знаю, это на усмотрение тренера. Великолепный был сейчас, конечно, проход. 2-0! Вот это отскок! Вот это отскок сейчас был, да, от своего же защитника. Мне кажется, выдохнул сейчас Муратов полностью. Он расслабился, потому что был в напряжении несколько часов, когда мы не могли запустить трансляцию. Но сейчас счет 2-0, второй период заканчивается. Азамат забивает и выигрывает, и все близко к тому опять. Нет, еще целая минута, пока не выигрывает. Когда прозвучит сирена, вот тогда он поднимет руки, и тогда, возможно, выиграет. Вот сразу видно, что Владимир профессиональный хоккеист, даже здесь с полной такой самоотдачей подходит, сразу меня поправляет комментатор, который всегда любит сглазить и всегда во всем виноват. 2 периода у нас завершилось, Азамат Муратов впереди. И Владимир Жарков, я думаю, останется. Давайте, да. Отлично, отлично. Владимир Жарков остается. Дмитрий Каретко снова не будет в эфире. А это значит, что наши слушатели счастливы вдвойне, потому что этот голос уже их замучил в программе «Салям» в 7 утра. Он постоянно, каждое утро люди в Башкирии просыпаются и видят это лицо, этот голос. И, наконец-то, более опытный и профессиональный Владимир Жарков, который на ваших экранах, у нас в студии. И мы начинаем третий период. Шварцман бежит в атаку, других вариантов у него нет, счет надо сравнивать. Только бросать, атаковать, я думаю, да, потому что у Азамата 6 подтягиваний сказались, счет 2-0, великолепный результат, великолепная игра в большинстве, в меньшинстве, пока все у команды поставлено. Вот. Это сказывается, слушайте, я смотрю тесты новичков НХЛ, особенно проспектов, там надо подтягиваться. У вас в команде есть какие-то тесты на подтягивание? Например, да. Раз мы об этом элементе, да? Сколько вы раз подтягиваетесь? Ну, у нас прям до, как говорится, до максимума не надо, но если ты больше 10-15 раз потянулся, неплохой результат уже тогда. Я напоминаю, что Азамат Муратов игрок компании Мегафон, после этого он продолжит. Хорошо было, да, все правильно делал. Но защитник был. Совсем недавно компания Speedtest проводила конкурс на самый скоростной интернет. И как вы думаете, кто победил? Конечно же, компания Мегафон. Поэтому мы еще раз благодарим этого спонсора, который у нас задрафтовал самого именитого киберспортсмена. И он сейчас свою компанию точно не подводит. Ну, я не скажу, что Азамат ушел в глубокую оборону. Он, наоборот, атакует, играет больше с шайбой. На самом деле, лучшая оборона — это атака. Все правильно.
Кстати, Азамат Муратов вообще никогда не меняет свою тактику. Ой, здесь обрез какой неприятный. Рина прочитал, вылетел за сворот, да. Можно было, конечно, поугнуть и на этом поймать его, но... У Азамата Муратова всегда стоит тактика, все атакуют. Это последняя тактика на атаку, то есть у него всегда подключаются защитники, всегда все готовы атаковать, и неважно какой счет. Кстати, у нас есть пункт в регламенте, Владимир, что нельзя ни в коем случае убивать время, например, стоять там долго перепасовываться в своей зоне или в чужой. Нужно более интенсивно играть, бросать, и если судья увидит затяжку времени, то игрок получит предупреждение, а после этого его могут и вовсе дисквалифицировать и засчитать поражение 0-5. Все сделано для того, чтобы вам, уважаемые телезрители, было намного комфортнее и приятнее смотреть данный турнир, чтобы вы получали эмоции от остро атакующего хоккея. Мне интересно, а в настоящем хоккее могут ввести такое правило? Это будет интересно. Это 3-0. Владимир, он вас услышал. Азамат Муратов в сторону блина, да, очень спокойно закатывает третью шайбу в ворота Шварцмана. Ну и Сергей, конечно, сейчас видно, что по лицу немного поплыл. Мы понимаем, что физическое состояние не самое лучшее у киберспортсменов. Им надо сыграть 7 матчей в группе. Мы начали не совсем вовремя, поэтому здесь накал дополнительный. Вот я разговаривал с Сергеем Понкиным, который представляет компанию CityLink, еще одного нашего спонсора. Он говорит, что я специально весь день с 10 утра не ем, потому что я знаю, что если я поем, повысится сахар, и я просто усну во время матча. Но на самом деле, Владимир, очень тяжело играть 7 матчей подряд. Я даже на себе это проходил. Здесь физическое состояние и готовность решают немало. То есть мастерство понятно, но когда идет уже 3-й матч подряд, у тебя начинает заплывать мозг, как сказал чемпион Республики Башкортостан по киберхоккею Даниил Крайнов, просто не видит глаза. Ну, усталость, естественно, сказывается на спортсменах, это мы прекрасно понимаем. Но все равно они показывают пока яркий и мощный хоккей, который мне вот очень нравится. Но команда Уфа, конечно, пока смотрится предпочтительно. Ну а как иначе? Дома? Да, дома. Да. Но у Сергея был шанс в первом периоде, когда было 4 удаления подряд. Я думаю, вот это такой один из переломных моментов матча был. Вот. Да, у тебя ошибся на синей линии, есть перехват, Дюшен. Азамат может пока себе позволить, счет 3-0, остается 3,5 минуты. Я думаю, он может довести дело до победы. Главное теперь сохранить Ирина Сухарь. Да, над этим надо работать. Один из самых активных нападающих — это Гравел, у которого рейтинг 76, очень низкий для данного турнира, но тем не менее вот он очень хорошо смотрится. Здесь момент Ирины. Да, великолепный дело вратаря. Но я думаю, Мецело бы зафиксировал, да, после такого броска? Я думаю, спокойно, да. Даже не напрягаюсь. Последняя минута пошла у нас третьего периода. И вряд ли что-то у Шварцмана получится. Хотя бы гол престижа, я думаю, стоит забить. Вообще здесь на разницу шайб в группе надо обращать большое внимание, потому что в конце при равенстве очков может сказаться каждая деталь положения вне игры. Ну, как раз Азамат, я думаю, сейчас передохнет, выпустит грамотно звено, которое посвежее, чтобы довести дело до сухой победы. Бержерон против Макдэвида. Выиграть в этой игре у Бержерона вбрасывание практически невозможно, но Макдэвид это делает. Ну а больше ничего не остается делать, потому что ему надо хотя бы один гол забить. Вот Ирина, кстати, попадает в голову, да, как я понимаю? Да, Сдена Хара бросал с кистей от синей линии. 34 секунды. Сейчас у нас последняя минута третьего периода идет в режиме реального времени. Макдэвид. Овечкин. Шварцман идет в атаку, но мало что у него получается. Вот тут. По ленточке. Хотел покрутить, увидишь сейчас, да? 2-1 получает атаку. Ай. Передержал, наверное, Лайна, но и Хара мешал. Хара лег он за 2 метра и перебросить шайбу Чернева сложно. Великолепно. Лайна все-таки не Стас Ярушин, чтобы забивать после таких бросков Сергея Бобровского. И все, Азамат Муратов в первом матче, в матче открытия киберхоккейного турнира 9-го чемпионата России выигрывает со счетом 3-0. Мы с Владимиром Жарковым прокомментировали для вас эту встречу. Ну что ж, Владимир, как думаете, какие шансы у Азамата после этого матча? Ну, пока великолепные. Мы увидели на все, что он способен. Великолепная игра в меньшинстве. Потом забил гол в большинстве. Переломный момент. Соперник раскрылся. Он забил 1, 2, 3 и все. И довел дело до сухой победы. Ну что ж, уже коллеги подсказывают, что у нас готовы интервью, и они готовы. С нами еще один игрок Салавата, на этот раз защитник Станислав Гореев, кстати, который на последний товарищеский матч вышел с капитанской нашивкой. Ну что ж, слово в нашу микс-зону.
А рядом со мной Станислав Гореев. Станислав, вчера прошел большой крупный праздник, День болельщика. Пришло 42 тысячи человек. Как-то это воодушевило команду? Вы теперь готовы идти вперед? Да, очень. Мы даже не ожидали, что столько народу придет. Я был очень шокирован просто этим. Очень приятно, что спасибо, что пришли. Очень классно было. Ты сегодня делаешь большое дело, ты поддерживаешь киберспорт в Республике Башкортостан. Ты сам играешь в приставку? Приставку играю, да, каждый день, наверное, даже играю. Но в хоккей не очень часто играю. Больше в футбол или какие-нибудь другие там игры аркадные. Как-то тебе помогает то, что ты реальный хоккеист? Твое мышление помогает тебе в игре? Да, я думаю, никак вообще на это не сказывается, как бы, но игра есть игра, как бы, она компьютерная. Я думаю, непрофессиональный хоккеист, вот, которые здесь собрались, намного лучше играют меня в эту игру. А за какую команду ты предпочитаешь играть в НХЛ? За Тампу. Почему? Потому что за Андрея топишь? Потому что Андрей там играет, поэтому. Ну и команда у них, хорошая, там, мне нравится Кучеров, Стемкс, поэтому. Ну ты вот посмотрел один период игры, что ты можешь сказать, как можешь прокомментировать? Тебе понравилось? Да, хорошо играют, как бы, хотел бы сам, может, попробовать даже сыграть, посмотрим. Но пока все здорово, и организация классная. Давай мы ждем тебя, что ты сядешь, присоединишься к нашим комментаторам, а мы им передаем слово. Ну что ж, мы снова в нашей студии. Владимир Жарков в блестящем стиле прокомментировал для вас второй и третий период этого матча. Я думаю, что следующий комментатор у нас будет Станислав Гореев. А сейчас реклама совсем короткая, и скоро мы снова вернемся в эфир. Второй тур группы А. Я поступил на работу в предприятие «Медтехника» 14 апреля 1980 года. «Медтехника» возникла как из маленькой всего рентгеновской мастерской. Тогда, конечно, где-то 66% валового продукта давало техническое обслуживание. И, конечно, нужно было ему уделять особое внимание. Длительная история компании все-таки подтверждает серьезную социальную значимость той работы, которую мы выполняем. Ни для кого не секрет, что современная медицина абсолютно бессмысленна без сложного диагностического оборудования, сложного терапевтического оборудования. Очень много внедряется высокотехнологичных методов исследований.
Ну, это все аппаратура. Пришла я сюда студенткой, работала изначально продавцом, кассиром именно в этой торговой точке на Рязанской 5. Далее мне предложили должность менеджера интернет-магазина, где я работаю по сей день.
Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Мы в эфире, мы снова в эфире, у нас начинается второй тур, и с нами уже сейчас Станислав Гореев, защитник Салавата Юлаева. Я напомню, что на последний товарищеский матч Станислав вышел с капитанской нашивкой. Насколько это было важно для вас? Ну, в принципе, как бы было приятно, конечно, но там какого-то не испытывал там какого-то такого ощущения, потому что понимал, что как бы, там, состав молодой, как бы, и я там практически как бы самый взрослый был. Поэтому, ну, приятно все равно. Вы наблюдали со стороны за первым матчем. Мы слышим комментаторов, и я хочу попросить наших технических помощников, если можно, меня кто-нибудь слышит, обращаюсь к Алене Муратовой. Дело в том, что мы слышим комментаторов на английском языке, и у меня есть просьба, чтобы их убрали. Надо обязательно об этом сообщить. Макдэвид, да, он там бежит. Да. Азамат за какую команду? Азамат играет за белую команду. За красную играет команду Азамат. Называется она Уфа. И в первом матче Азамат Муратов обыграл Шварцмана со счетом 3-0. И сейчас идет за второй победой. Вы наблюдали со стороны за этим матчем. Что можете сказать вообще о киберхоккее? Ну, вообще нравится, как бы, я сам играю, но я вот не успел посмотреть там полностью матч, чуть-чуть только отрывки видел, когда уже конец был, там, конец того матча. Как часто играете вообще? Ну, удается вообще, в PlayStation как бы часто играю, там, даже каждый день, наверное, но в NHL-ку не так часто, больше в футбол. А на выездах наверняка с собой плойку берете, да? Да, конечно, играем. Макдэвид захватывает шайбу в центре. Овечкин заходит в зону. Но пока неудачно. Я думаю, что первые 5 минут такая пристрелка у игроков идет. Но вот тут Овечкин пытался на пятак вылезти. Напомню я вам быстро, что Азамат Муратов, представитель компании Мегафон. Впервые в истории киберхоккея состоялся драфт, где компании выбирали себе игроков. И Азамат Муратов представляет компанию, у которой самый быстрый интернет. Недавно компания... Штанга. Да, штанга была. Не слышим мы здесь звон, как на Уфа-арене. Ну, да, микрофончики специальные не стоят. Так вот, компания Speedtest проводила специальные исследования и выясняла, у кого же самый быстрый интернет. И компания Мегафон оказалась здесь, ну, можно сказать, победителем. Поэтому, если вы пользуетесь другим оператором, у вас какие-то проблемы с интернетом, то добро пожаловать в Мегафон. Ну, а мы возвращаемся. 9 минут у нас сыграно. И пока 0-0. Пока 0-0. И непонятно даже, за кем преимущество. Вязкая игра пока что. Все в порядке. Небольшой у нас технический сбой произошел. Посмотрите, как напряжены, да? Александр Завгородний и Азамат Муратов. Потому что вот счет 0-0. И очень важно, кто откроет счет голам, забитым в этом матче. И будет диктовать свои условия. Забьют гол, игра повеселее пойдет. Но пока хорошо действуют защитники, броски блокируются, и, в принципе, ни Муратов, ни Завгородний не обостряют. У Муратова, кстати, в первом матче было много удалений, 4 штрафа он получил, но, тем не менее, он постоянно атаковал в меньшинстве, что, естественно, бросилось в глаза. Агрессивное меньшинство, получается. Как в лучшие годы Пережогин и Терещенко в составе Салавата в 2008 году убегали и разрывали в меньшинстве казанский Акбарс. Я напомню, что после первого периода в перерыве у нас будет интервью с Александром Бурмистровым, который тоже не мог пропустить 9-й чемпионат России по киберхоккею. Кстати, напомню, что он проходит в Уфе в 4-й раз. Вообще Республика Башкортостан — это столица российского киберхоккея, потому что больше чемпионат России нигде не проходил по количеству раз. Это проводите вы, да, всегда?
Не всегда. 4 из 9 прошло в Уфе, 2 в Москве и в других городах тоже проходил. Но вот Уфа — это рекордсмен. А сейчас атака 2 в 1. Неплохо. Гравел разворачивается. Саттера, защитника. Затянул. Никита Сошников на левом фланге появился только что под 90-м номером. Под таким же он играет и в Уфе. Никитка выбежал. Никитка выбежал, да. Но не хватает ему Александра Бурмистрова. Вот Александр сразу заулыбался, понимая, что никто Сошникову передачу точно отдать не может. Такую, как надо, в правый круг выбрасывания. Как, кстати, вам новички, в том числе Никита Сошников, удалось ли притереться в команде? Отличные ребята вообще все, как бы, у нас с того года, как бы, была хорошая атмосфера в раздевалке. Она такая же и сохранилась, как бы. Все классно, супер. Вчера на дне болельщика 42 тысячи. Расскажите вообще, как это было, потому что, насколько я знаю, перед выходом вам сообщили, что будет 23, да, почти в 2 раза больше пришло. Я вообще думал, 17 тысяч будет. А потом, когда я уже пошел в свою зону, я понял, что будет больше народу. Я, если честно, вообще в шоке был от происходящего. Но было здорово. Вы там 1,5 часа сидели. Не устает лицо от вспышек и рука от автографа? Больше... душно, как бы, когда люди, как бы, вокруг тебя стоят, и у тебя через каждую секунду надо расписываться, немножко душновато, как бы, начинаешь потеть там. Закончился у нас первый период, 0-0, Азамат Муратов и Александр Завгородний. Ну, а мы передаем слово нашей микс-зоне, где Алена Муратова пообщается с Александром Бурмистровым. У меня сегодня просто какой-то нереальный звездопад. Александр, как вы здесь оказались? Расскажите нам по секрету. Да случайно погулять пошли по Меге. Увидели вас. Сами в хоккей играете? Имеете представление, что это такое? В настоящий хоккей играю. В такой нет. Совершенно. То есть приставку никогда не держали, НХЛ никогда не видели? Не, приставку держу в руках, но в хоккей не играю, так как более нереальный хоккей тут. А во что вы играете на приставке? Футбол. Почему? Вот к нам приходят из раза в раз хоккеисты и говорят, что они предпочитают играть в FIFA на PlayStation. Почему? У вас есть на это ответ? Потому что игра более нереальная, там такие голы забиваются, которые невозможно забить на самом деле. Вот вы сейчас посмотрели один период. Какие у вас впечатления от игры? Уфа мне больше нравится пока на данный момент. Это правильный ответ. Передаем слово комментаторам. Ну что ж, мы снова в эфире, пока было интервью Александра Бурмистрова, у нас никаких опасных моментов не произошло, очень закрытая игра. Кстати, Станислав, возможно, вы не знали, у нас есть специальный регламент по игре в атаке. Дело в том, что если один из игроков ведет в счете, он не имеет права затягивать время, пасовать в своей зоне или в чужой. Да, он обязан интенсивно атаковать, бросать поворотом, угрожать. Если первый раз судья замечает, он делает предупреждение, а если последующие такие же нарушения будут, то это чревато дисквалификацией и поражением 0-5. Это очень хорошее правило, я считаю. Вот Владимир Жарков сказал, что такое правило надо тоже и в реальном хоккее вести, чтобы время не затягивали. Сразу 0-5. Вообще в спорте надо, в командном вести это. Это еще одно нововведение, которое в этом турнире. И напомню, что формат игры проходит в режиме Ultimate Team, и общий рейтинг игроков overall не должен превышать 85. В сумме это тоже еще одно нововведение, чтобы не было у игроков карточек с рейтингом 99, когда у тебя вся команда 99 летит вообще с любой точки. Здесь все заточено на реалистичную игру и борьбу, как видите, вот тут 0-0. Пока да. В атаке Муратов. Передача Бержерон можно бросать, но Кэрри Прайс на месте. Кстати, интересная деталь у нас произошла в прошлом матче. Вот Жарков сказал, что он посмотрел видео Ярушина, как его Панарин готовил в противостоянии с Бобровским. А у прошлого соперника Муратова Бобровский был в воротах. Вот в эфире Жарков озвучил, что надо бросать под блин. И 2 шайбы из 3 Азамата Муратова залетели Бобровскому под блин. Значит, прав был Володя. Володя разбирается. Мы не сомневаемся. 0-0, и хочется нам больше атакующей игры, но мы понимаем, что это чемпионат России. Многие долго готовились к этому турниру. Например, Азамат Муратов проводил недельные сборы в президент-отеле. Там он играл. Сборы есть. Да, но у нас вот по-разному. Вот Азамат Муратов, например, проводил сборы там. Он готовился, играл в киберхоккей и подтягивался. Кстати, он выкладывал пост и говорил, что совсем недавно не умел подтягиваться, но сейчас уже 6 раз. Да, 6 раз подтягивается. А вот вы сколько подтягиваетесь? Потому что наверняка на тестах есть это подтягивание. Тест был, сколько я? 14 раз подтянулся, по-моему. Это максимум или так в легкую, так без натяжечки, спокойно? Ну, чуть-чуть напрягся, да. Понятно. Как вообще предсезонная подготовка, насколько сложно? Поменялся тренер по физической подготовке?
Да, в принципе, как бы мелочи там какие-то изменились, но он придерживается той же как бы системы, что и в прошлом году тренер. Насколько я понимаю, это его преемник как бы, и в принципе больших изменений нет. 4 минуты с небольшим у нас остается до завершения второго периода. Очень закрытый хоккей мы видим. Все боятся пропустить. Бросок Овечкина, но он совсем не опасный. Здесь только можно побороться за шайбу, но Завгородний такой возможности Муратову не предоставляет. Теперь Александр в атаке. Ищет возможность для броска. Экман Ларсон делает такую полуулитку и передача на дальнюю штангу. Там. Никитка там? Да, но это только... да, это Никита Сошников не попал. Но вот я говорю, не хватает ему привычных партнеров. Передача, по-моему, не совсем удобна. Подкидка, да, по-моему, вот Александр Бурмистров кивает головой. Он-то, понимаешь, надо низом через клюшечку. Конечно. А там подкидочка пошла, и поэтому у Никиты Сошникова бросок не получился. Минута 41 остается до завершения второго периода. По сколько минут период? По 4 минуты период. И в третьем периоде последние минуты идет полноценное чистое время. Еще одна пауза. Ну вот посмотрите, напряжение все равно у игроков. Дело в том, что у нас была небольшая техническая задержка. И здесь все так немного с ума сходили и говорили, что нам тут 7 матчей в группе играть. Физически тяжело, а еще и задержка. Приходится ждать, сидеть без дела. Опасный момент. Макдэвид контролирует шайбу. Клинберг. Ну, такое ощущение, что надо было щелкать, да, сходу? Ну, можно было вперед двинуться, я считаю, еще. Вообще, поторопился. Вот праворукому защитнику удобно ли с такой позиции бросать на правой синей? Да. Ну, если так отдают, как сейчас, то да. Нет, Александр Бурмистров, мы хотели, чтобы Александр Бурмистров третий период прокомментировал, а он собрался уходить. Поэтому я передаю. Да, на комментаторской позиции замена. 2 периода для вас прокомментировал Станислав Гореев. Мы его благодарим. Ну а к нам присоединяется Александр Бурмистров. Я думаю, многие слушатели, здравствуйте, Александр, здравствуйте, играли за вас в Виннипеге и за Атланту. Вы за себя играли раньше, когда был НХЛ? Ну, я вообще очень редко играл в НХЛ. Во что вы играете наверняка? Кто-то там в PUBG играет, кто-то там в Counter-Strike и так далее. Вы во что чаще всего? Ну, FIFA, Call of Duty, тот же самый PUBG. А в FIFA вы в какой дивизион у вас? Раньше играл в Ultimate Team, сейчас так больше не играю. Так, ну, для себя могу поиграть или против ребят на сборах. Понятно. А кто лучше всех рубится в FIFA на сборах? Да, как-то это нет прям такого лидера. Все одинаковые. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ну, все равно, наверное, кто-то выделяется или нет? Все наравне. Да нет, все наравне, я думаю. Третий период у нас идет, уже 2,5 минуты сыграно. Азамат Муратов в атаке. Ну вот насколько вот этот киберхоккей отличается от реального, вот на ваш взгляд? Какие вот главные отличия есть? Ну, наверное, броски. То есть, когда там сходу с неудобной руки забивают в девятки, наверное, самое большое, непонятно. То есть натренировать такое, чтобы с лопаты в 9, ну это нереально, да? Сходу нет, я думаю. Понятно. Вот Владимир Жарков сказал, что это все из интенсивности, потому что на маленькой площадке играют. Ну, намного интереснее, мне кажется, смотреть даже, когда на маленькой площадке играют. Мне кажется, сейчас 2 минуты было. Да, нет? Первое удаление в этом матче. Мы, как мы говорим в киберхоккее, когда показывают судью, Вячеслав Буланов показывает подножку. И отправляет игрока Азамата Муратова, это Евгений Малкин, на 2 минуты отдыхать. Но мы знаем фишки киберхоккея. Дело в том, что у нас на чемпионате республики в первый игровой день чаще забивали те, кто играет в меньшинстве, а не в большинстве. Да? Да, тут есть такое. Я не знаю, это какой-то скрипт или просто дело случая, но так бывает. И вот, смотрите, Муратов сразу же в атаку в меньшинстве бежит. Лайне, но не получилось у него пробраться. Здесь Панарин и его... Даути жестко пытался встретить. Большой трафик на пятаке, и было подставление опасное, но снова шайба линию ворот не пересекла. Александр, вчера был день болельщика Салавата Юлаева. Стандартный вопрос. Шокированы количеством людей? Да, очень много людей было. Даже как-то не странно, но как необычно, то, что так много людей было. Вы хоть раз вообще такое количество людей видели, чтобы приходили поддерживать команду, все-таки в НХЛ поиграли? Ну, в НХЛ таких мероприятий намного меньше, конечно, но нет, такого я не видел, чтобы так много людей было.
Вчера выступал Тима Белорусских, по некоторым историям в Инстаграме я даже видел, что вы зажигали. Как вам вообще певец? Он зажигал, это громко сказано. Мы узнали ваших талантов после вашей свадьбы, после видео, что вы классно танцуете. Ну, это очень редко бывает, но метко. Редко, но метко. Но в целом, как вам вообще концерт? Много ли песен вы знали до этого момента? Оказалось то, что знаю больше песен, чем думал этого исполнителя. Прикольно. Самое главное то, что, я думаю, болельщикам понравилось. И для детей, для подростков было классно. То есть народ балдел, как я понял вчера. Опасный момент. Таварес 1-0. Азамат Муратов пропускает, сразу же откидывается назад на кресло, понимает, что здесь отскок, добивания. Удачно такой наброс. И вот, посмотрите, лицо Муратова мы прекрасно видим. Ну, давайте вот, если у нас будет повтор, Александр, разберем, кто ошибся, кто не доработал. Джон Таварес, центральный нападающий. Сейчас посмотрим. Ну, наверное, второй защитник, который должен был взять игрока, а не пытаться отнять шайбу, помочь самому. То есть он раньше уехал, своего бросил, поехал перекрывать бросок, я правильно понимаю? Можно было остаться своим игроком. Так бывает, и теперь Азамату Муратову нужно бежать в атаку, а это значит, что он открывает зоны, и будет возможность. А еще он удаляется, и Завгородний получает 2 минуты большинства. Я напомню, что Азамат Муратов, представитель компании «Мегафон», в этом году впервые произошел драфт киберхоккеистов компании, выбирали себе игроков, и вот «Мегафон» выбрал себе самого раскрученного киберспортсмена в этой сфере, как сам Муратов себя называет, я легенда киберхоккея, легенда. Ну, он очень скромный, вы знаете, он говорит, что я самый популярный киберспортсмен России. Очень скромно, поэтому, но вот этот скромный парень пока проигрывает 1-0 и имеет все равно какие-то шансы на то, чтобы сравнять счет даже в меньшинстве, но пока из своей зоны выйти не может, но, возможно, это плюс, потому что время все-таки убить надо. Надо забивать уже, а не убивать время. Александр, не совсем удачное начало предсезонки. У вас такой серьезный вопрос я вам задам. Это как-то давит или пока товарищеские игры и не стоит обращать внимание на результат? Я думаю, не стоит обращать внимание на результат, так как все находятся под нагрузкой и готовятся именно к первым играм к началу чемпионата, то есть чтобы прийти в оптимальную форму поездки в Китай. А вот Никита Сошников играет в команде Завгороднего. Как он вам здесь в киберхоккее? В киберхоккее? Да. Но я пока не видел его. Он же бросал. Бросал. Ну, я вот говорю, вот передачки, правда, не те на него идут? Ни вы, ни Кугрышев. Не хватает, ребят? Пока, видимо, нет, да. Им надо... Сошников такой, более продавить, пролезть на пятак, то есть такой хоккеист, так что я думаю, неправильно пора надо использовать свои сильные качества. Я тоже думаю, его надо с первой зоны переводить. Нет, во второе. То есть там иностранцы поиграют в первом, ну а вот во второе Сошников подойдет идеально. Ну, вот пришел Сошников, все равно не весь сезон играли с Кугрышевым. Как за короткое время удалось ли какие-то схемы найти, наиграться? Мы пока ищем, пытаемся найти правильные схемы, как правильно играть друг с другом, выучить друг друга, как подстроиться под кого-то. То есть для этого это и есть товарищеские игры, подготовка идет. Будем надеяться, что в сезоне все будет по-другому. Минута 50 до конца матча. Гравел как пролез на пятак. Игрок 4-го звена. Он самый активный в команде Муратова. Постоянно лезет на пятак. Даже голевую передачу в первом матче записал. Миллер заходит в зону. Сошников. Ой-ой-ой, это голевая. Никита Сошников отдает голевую передачу, а Александр Завгородний делает счет 2-0. Да, Александр, вы правильно показываете. Мы слышали и видели реакцию жены Азамата Муратова, которая порадовалась голу Александра Завгороднего. Ну что ж, я думаю, сейчас Муратов должен обозлиться вдвойне и просто разорвать своего соперника. А как иначе? Тут жена начала за другого, за приезжего игрока болеть. Как так? Сошников, по-моему, да? Все по инструкции сделал, набросил. Дальний щиток. Да, 2 схожих. У гола забил Завгородний, выигрывает 2-0. И вот Муратову теперь придется... У нас здесь, знаете, есть такое правило, что в конце могут считаться шайбы, поэтому киберспортсмены стараются не снимать вратаря, дабы не пропустить. Кстати, Сошников играет в центре, только что набрасывал не был. Нет, это Аурель. Тут интересный момент, в одной команде могут быть игроки с 3 одинаковыми цифрами, а здесь блестящий бросок от защитника Филадельфии, 3-0.
классная шайба и такие, по-моему, все рабочие, реалистичные, да, голы? Ну да, пока все нормальные голы были. Не было с лопатой в С девятку? лопатой пока не было. Да, Азамат Муратов выиграл первый матч 3-0, но второй уже проиграл. И с зеркальным счетом 0-3. 43 секунды до конца. Чуть похоже, я не фартовый комментатор. Зашел, счет был 0-0, а тут уже 3-0. Наоборот, я думаю, ой-ой-ой, еще один момент, Александр, мы хотя бы голы увидели. Ну да, это, кстати, хорошо, а то напоминало футбол. Бержерон вбрасывает шайбу. Думал, что он там будет Маршан, но его в этой команде нет. Хедман хорош на перехвате и физически здесь неплохо сыграл. Ричи, нужен бросок Муратову, но нет. 13 секунд. Ну что ж, ваши впечатления вообще от киберспорта, от организации? Вот так вот быстренько спрошу, и от самой игры какие за такой вот короткий промежуток времени, который вы Прикольно, видели? классно. Такие вещи надо проводить чаще, я думаю. А у нас есть хоккеисты, которые играют, бывший вратарь Салават Рафаэль Хакимов, Валерий Поляков, игрок Талпары и другие парни. Как думаете, когда-нибудь мы сможем вас хотя бы так, не то чтобы для галочки, но вы придете и поиграете вместе с киберспортсменами в Инфилку или в ФИФУ? Да, я не против, можно прийти и поиграть. Отлично, я думаю, наша многомиллионная аудитория услышала Александра Бурмистрова и надеется, да, сейчас нас покажут на телеэкране. Вот, пожалуйста, Александр, вы можете помахать в камеру. Спасибо вам большое за то, что прокомментировали. Спасибо большое Станиславу. Давайте всем руки пожму. Спасибо большое. Мы уходим на короткую рекламу. У нас продолжается третий тур 9-го чемпионата России по киберхоккею. Реклама.
Счет 2-0 в вашу пользу. Ну что ж, дорогие друзья, для вас немного грустная новость, потому что хоккеисты Салавата ушли, и к нам присоединился Булат Салимгареев. Это, конечно, не грустная новость, Булат, вы сами понимаете. Да. Закончился у нас второй тур. Азамат Муратов в первом туре победил со счетом 3-0, но потом, к сожалению, для его многочисленной армии фанатов он уступил с зеркальным счетом, то есть 0-3. И сейчас Азамат Муратов, как одно из главных медийных лиц этого турнира, готов поделиться своими эмоциями от старта турнира. Я передаю слово в нашу микс-зону семье Муратовых. Рядом со мной легенда башкирского хоккея и самый популярный киберхоккеист Республики Башкортостан Азамат Муратов. Я имею право так его представлять. Азамат, ты в своем интервью говорил, что если ты подойдешь в оптимальных кондициях, то у тебя все получится. Как ты себя чувствуешь? Как твои ощущения? Ну нет, я буду, конечно, до последнего говорить, что я хорош. На самом деле нет. Вы посмотрите, мы переживали, что здесь будет холодно. Мы сейчас на льду. Мы стоим на льду, лед покрыт специальным пластиком. Мы на хоккейной коробке, и мы боялись, что будет холодно. Посмотрите, но всем жарко, у всех трясутся руки, напряжение зашкаливает. Это чемпионат России, никто не хочет проигрывать. В первом матче мне относительно повезло со жребием, потому что выпал, да простит меня Серега, мой большой друг Серега Шварцман, не самый сильный игрок из Магнитогорска. И я обязан был его проигрывать, я волновался до тех пор, пока не забросил первую шайбу. Счет открывать должен был я, и лидировать в этой игре должен быть я. Но когда я забросил 3, я подумал, что самое главное сейчас насухо закончить. Да, несмотря на то, что регламент велит нам больше забивать, мне захотелось меньше пропустить. И так получилось, что я не пропускал 5 периодов. В следующей игре я встретился с одним из самых сильных игроков нашей группы. Это Саша Завгородний, Алекс Зава, у него кличка. Тот самый игрок, который купил билеты в Уфу, сломал ногу, сдал билеты в Уфу, отремонтировал ногу и опять купил билеты в Уфу. Мы его регистрировали последним, так, на флажке регистрации. Я почему-то чувствовал, что если я человеку сейчас помогаю, точно он меня где-нибудь выиграет. Но он обязан был выиграть и меня победил. К сожалению, я не смог ему забить, шансы были, но мне было приятно, когда один из лучших игроков России сказал: слушай, я не знал, что ты насколько крут, я начал париться, пока не забил тебе первую шайбу. Все точно так же, как я играл с Серегой Шварцманом. А вообще главное же не победа, главное участие. Я из группы выйду, потому что мне нужно еще... Я знаю, кого победить еще, 4 соперников. Да, мне достаточно будет 3. И что, завтра здесь продолжим биться, и я никуда не ухожу, я чувствую себя в силах. Сейчас будем рвать. Пацаны, болейте за Мегафон, за самый быстрый мобильный интернет. А мы передаем слово комментаторам. Пламенная речь Азамата Муратова. Я думаю, Булат Салимгареев, который только что присоединился к нам, уже воодушевился от таких слов. Я понаблюдал за нашим турниром немножко со стороны. Так. Это на самом деле тает лед под нами, тает лед в сердцах болельщиков, которые между здесь... нами тает лед.
Возможно, тоже в нашем дуэте комментаторов тоже постепенно налаживаются отношения. Впереди тур под номером 3. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, впереди, давайте по делу. Да, впереди тур под номером 3. В группе А мы будем наблюдать за матчем Станислав Давыдов из города Новосибирска и Сергей Понкин, город Уфа, компания CityLink. CityLink, и можно так громко. Это не здесь, это потом. Это CityLink. Да, параллельно на сцене из группы Б будет играться матч между Станиславом Антоновым и Денисом Глуховым, но я так понимаю, что мы настроены на то, чтобы смотреть дуэль Новосибирска и Уфы. У нас есть возможность по ходу периодов переключаться и смотреть, как тут и там дела. Я не знаю, будем ли мы к этому прибегать. Дело в том, что если матч интересный, то, конечно же, мы не будем этого делать, но посмотрим. Да, фигура там, фигура здесь. Вот уже идет загрузка. Аркада против Урал Дамплингс. Команды в желтой и черной форме, соответственно, будут играть. И нам сейчас картинки покажут, кто за кого играет. И мы разберемся, да, что к чему, что вообще происходит. Как вот в прошлом матче Алена Муратова радовалась голу ворот Азамата Муратова. Думаю, что это был гол именно Азамата. Так что надеюсь, что сейчас вот таких казусов у нас не будет. У нас не появилась картинка. Я прошу наших коллег судей, если они меня слышат, подсказать, кто за какую команду выступает, потому что спортсмены приезжают со всей России. Если честно, я с новосибирским киберспортом, я очень сильно уважаю этот город и реальных хоккеистов, которые там есть, и журналистов, но я не слежу за киберхоккеем в Новосибирске. Но я, честно говоря, простят меня многотысячная армия. Денис, не простят, но помилуют. Но хотя бы помилуют. Ну да, возможно, если еще и закартавить в этой речи, то все поймут, узнают знакомого нам персонажа. Тем временем уже 3 минуты со старта первого периода в матче под номером 3 для каждого из киберхоккеистов прошли. Вот нам бы, да, на самом деле все-таки дать какую-нибудь хотя бы картинку того, кто играет и с кем. Потому что для нас пока остается загадка действия на льду. Да, я прошу, чтобы у нас судья все-таки разобрался в ситуации. Включили нам интершум, и под этот звук и звон штанги Никита Кучеров отправляет шайбу в ворота. Да, штанги звенят словно колокола, и уже первая шайба в самом дебюте поединка. До этого мы наблюдали за матчами, которые были, ну, скажем так, не очень-то результативными, но вот такой яркий дебют в этой встрече обещает нам, наверное, обилие шайб. Ну, посмотрим, Денис. Я хочу сказать, что в прошлом матче самым ярким, наверное, игроком был у Завгороднего Никита Сошников, нападающий Салават Юлаев. Вот тут Александр Бурмистров сидел и говорил: ну да, вот тут не такая передача Сошников забил, а тут вот не то, но тем не менее Сошников на свой счет записал важнейшую результативную передачу, бросил над синей линией, на добивание подоспел, если я не ошибаюсь, Таварес. И ну да, у нас зачастую хоккей реально перекликается с хоккеем из мира киберспорта. Сошников, в принципе, и во время Кубка президента Казахстана себя неплохо проявлял, отдавал, забивал. Вот и сейчас киберхоккей проявляет. Друзья, все-таки мы смотрим матч группы Б между Станиславом Антоновым и Денисом Глуховым. Денис Глухов у нас из города Чайковский. Да, и он играет в желтой форме, а Станислав Антонов в красной. Станислав Антонов выигрывает со счетом 1-0. Город Чайковский расположен в Пермском крае, прямо почти на, скажем так, на стыке Республики Удмуртия, Республики Башкортостан и Пермского края. То есть, в принципе, ну, недалеко почти всех даже киберспортсмена. А вот, честно говоря, информацию по Станиславу Антонову я пока не вижу, но думаю, что в дальнейшем мы тоже вас познакомим с этим киберспортсменом. География, а не другое слово, которое вы могли подумать. А не геология, как многие подумали. Конечно, потому что по геологии, ну, такой предмет вы не изучали, Булат, наверное? Я по образованию, сейчас раскрою секрет, дипломированный горный инженер-геолог. 2-0! Ну, точно не изучали. Патрик Кейн забивает уже вторую шайбу, и у нас счет 2-0. Да, команда UDM, ну давайте как Удмуртия ее расшифровывать, нам так будет удобнее говорить. Станислав Антонов забрасывает, и вот смотрите, как сразу Глухов полетел, Кучеров на стем касает, сыгранная связь. Ой-ой-ой! Рикошетище, да, если я не ошибаюсь, было, или поставлено клюш? Подставленище, конечно. Никита Кучеров, он, как наша мама, он и там, и тут забивает.
как говорили в известном мультике. Показывают, да. Да. И за тех, и за других, возможно, мы сегодня возьмем у него еще интервью, но это не У точно. Никиты Кучерова, он прилетел в Уфу. Я думаю, что Александр Бурмистров неплохо сыграл бы роль Никиты Кучерова, и не все бы заметили на самом деле, что это Никита. Но, к сожалению, наши замечательные хоккеисты в киноклубе Салават Юлаев уже отправились по своим делам. А дела наших хоккеистов заключаются в том, чтобы обыгрывать всех своих соперников, по крайней мере, готовиться к сезону, в котором они будут всех обыгрывать. 5 минут до завершения первого игрового отрезка матча третьего тура в группе «Б». Станислав Антонов и Денис Глухов пока впереди. Станислав со счетом 2-1. Слушайте, интересный момент. На вратаря переключился случайно, я так понимаю, Денис Глухов. Глухов. Кстати, Крайнов рассказывал историю, что у него периодически западал джойстик, и вратарь во время атаки уезжал с ворот, здесь 3-1. Никлас Бергстром. Вы забыли об этом хоккеисте? А он напомнил. Кстати, Бергстром вообще не встречался. Бэкстрем, да, не самый популярный выбор, но благодаря тому, что такие жесткие ограничения в регламенте нашего турнира, максимум 85 оверолл у команды, только золотые игроки, редкие или обычные, это уже не важно. Нужно комплектовать состав максимально ровно, либо же с перевесом на одну из линий. Я так понимаю, что если в составе появляется Бэкстрем, это, скорее всего, более ровненький такой составчик, потому что он явно не из топ хоккеистов на своей позиции в этой игре. Поэтому, скорее всего, пожертвовал немножко атакой, казалось бы, Станислав Антонов, но на самом деле мы видим, что шведский легионер Вашингтон Кэпиталс отправил третью шайбу в ворота, а вот и четвертая тут же. Тарасенко, русские отжигают. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Да. Ну что ж, 4-1, welcome to Удмуртия. Сегодня просто распродажа в воротах у Дениса Глухова. А сколько скидка? Я думаю, там все по 29 сегодня или что-то в этом роде. То есть максимальный сейлс висит сейчас на воротах. А вот и пятая нет. Нет, Бен Бишоп спиной. Слушайте, он посмотрел видео, как делает сейв Андрей Василевский, он запомнил. Сделал это коряво, поэтому Тампа и отказался от Бишопа в свое время. Сделал ставку на Василевского. Что-то похожее. Думаю, такое оправдание перехода Бишопа в другую команду можно только будет опубликовать в желтой прессе, но в принципе... Я сделаю это. Нет, все-таки бизнес-онлайн не является желтой прессой. Переключаемся на параллельный матч, да. Спасибо нашим операторам. Станислав Давыдов, город Новосибирск, Сергей Понкин, город Уфа, компания City Link. И впереди пока наш уфимский громила Верзила киберхоккея. Нет. Да. СТЛ. Эхо проигрывает пока. Да, все верно. Впереди Сергей Понкин. Да, у нас просто, я прошу поменять местами именно картинку. То есть подпись правильная, Понкин находится наверху, а Станислав Давыдов внизу. Вот оно что. И так что здесь, да, я на самом деле сейчас тоже задался вопросом, возможно, Понкин проигрывает, да. Нет, STL это City Link. City Link, кстати, C у него латинская, то есть, обычная буква C, а не S. Название у нас в картинке написано было чуть по-другому, но вы, я думаю, понимаете, мы переключаемся с матча на матч, поэтому здесь ничего необычного не должно быть. Ну что ж, компания CityLink, в которой, я так скажу, затаривается, а по-другому не сказать, Сергей Понкин, он их постоянный клиент, и поэтому CityLink вообще первая компания, она вошла в историю российского киберхоккея навсегда, бесповоротно, которая задрафтовала игрока. Кстати, первое. Тут же Мегафон, да. Мегафон с небольшим опозданием, правильно Мегафон, но тем не менее задрафтовал. Кстати, про Мегафон. Так. Недавно почему-то интонации Николая Дроздова пошли сейчас речь о Денисе Таипова. Компания Speedtest проводила исследование о самом быстром интернете. И как вы думаете, кто победил? Не буду угадывать. Компания Мегафон победила, и я думаю, что если у вас есть какие-то проблемы с интернетом, и ваш другой оператор не может вам обеспечить быструю скорость, то добро пожаловать в компанию Мегафон. Я уверен, что вас там ждут. Мы тут сейчас друг другу показали наши сотовые телефоны, у которых у обоих симки из Мегафона. И 4 из 5 у двоих по ЛКП. Да, причем мы их купили в CityLink. Вот так вот мы подмазались к обоим сразу киберхоккеистам. Я просто зашел в CityLink и купил.
Ага, вот так вот, хорошо. Нет, как бы, ну... Нет, я сначала, конечно, ходил в медтехнику РБ, но там почему-то не оказалось Сима, который светильник. Ну, то есть, я еще ехал на Субару, кстати, Денис, точно, да, на Субару ехал. То есть, видите, как на самом деле... Наверное, штраф много вы там неслись, наверное, как нормально. Да. А как на какой машине ездить? Конечно, особенно подъеме вместе с Кириллом Ивановым. Рассказал мне сегодня веселую историю по поводу того, как он добирался до Меги, но, наверное, это немножко не для эфира. Я все обещаю некоторые истории еще со времен чемпионата Республики Башкортостан по киберхоккею рассказать Денису. Я искренне верю, что вы так когда-нибудь он их услышит. Нет, просто это все не эфирное время, а вне эфира мы с Денисом настолько не общаемся, что как прям, не знаю, Черданцев и Шмурнов в нашем футбольном пространстве. Слушайте, вот я не знаю, я вот с одной стороны я как бы Шмурнов, я за Спартак, с другой стороны, с другой стороны я за Шурли, как Черданцев. То есть что мне делать, я не знаю. Как бы кем мне быть? Вот подскажите. Нужно быть Томасом Цорном, чтобы, в принципе, эту всю ситуацию как-то, наверное, решать и контролировать. Мы возвращаемся в игру, и игрок компании CityLink Сергей Понкин. Да, спасибо большое, у нас отличная графика, идеальная, даже не придраться. Сергей Понкин ведет со счетом 1-0. Да, и просто почему мало внимания обращали на игру? Не потому что нам это не интересно, а потому что мы брали паузу, прежде чем счет сравняется. Гол Станислава Давыдова, ликует Новосиб. Сейчас вместе со Станиславом, с Райаном Геслопом и Дрю Даути, и все-все-все, кто в этот момент находился на площадке в составе команды из города Новосибирск. 1-1, и с отрицательного угла Эвандер Кейн забросил. Кстати, у нас, я так понимаю, настолько все круто, что пошел звук еще из второго матча. То есть картинка с первого, а звук со второго. Вот настолько мы готовы. Все. Да, мы вообще с Денисом дома сидим на самом деле. Я в Меге. Да, нет, а я дома. Я живу в Меге. Вот такая сложная ситуация в жизни сейчас у одного из комментаторов. Прямо почти под экватор второго игрового отрезка и, в принципе, матч сравнивается счет. Но надеемся, что местный киберхоккеист Сергей Понкин, да, вот сейчас трясет кулаком, показывает Кузькину мать в сторону Новосибирска Денис Таипов. Нет, не в сторону Новосибирска. Я думаю, что Понкина поддержал. Ага, хорошо. Я буду специально интерпретировать действия и жесты. Почему Понкин не бросил? И спасение в шпагате. Кто же это был? Что за чудо-вратарь? Это был Бен Бишоп. Нет? Бишоп? Да? Да, абсолютно верно. По традиции Бен Бишоп, наверное, самый популярный выбор, который был на чемпионате Башкирии, это точно и который будет на чемпионате России. Как раз вот тот самый случай, когда оверолл не максимальный, но при этом свои функции голкипер выполняет исправно. Антропометрические данные выходят на первый план. А дело в том, что мы здесь увидели Сергея Бобровского вообще впервые. И я расскажу, он играл против Азамата Муратова, Бобровский. И пришел Владимир Жарков, нападающий Салават Юлаева, и говорит: а я знаю, куда надо бросать, чтобы забить Бобровскому. Вот так вот просто смело взял и сказал: сейчас опасный момент. Посмотрим, чем атака закончится. Понкин тут уже второй темп атаки получает. Паризе тут есть, ничего себе, Зак. Мы эти спаздали ворот и прямо устало сняли шайбу. Гол! Зак Паризе! Вот только что удивлялся наличию этого игрока на площадке Денис Таипов, как вдруг он тут же оправдал себя. Остон Мэтьюс и Джордан Стал в ассистентах. 2-1 вновь впереди Сергей Понкин. А еще я напомню, что где-то на турнире присутствует его брат Дмитрий Понкин, который тоже вступит в игру, который представляет компанию Жилстройинвест. Так вот, Станислав Ярушин, если вы знаете, сейчас тренируется к челленджу «Пробей Бобровского», или как он по-другому называется. Суть вам ясна. И он тренируется с Артемием Панариным. И вот Панарин объяснял, куда надо бросать за Бобровским, чтобы забить. И вот Жарков говорит: ему надо чуть ниже блина или вот под блин бросать, и все будет хорошо. И что вы думаете? После этих слов Азамат Муратов 2 шайбы из 3 забивает бросками под блокер, или как мы говорим в простонародье в России, блин. Кстати, интересно на самом деле, вот если к Юхимецу подойти и сказать: слушай, а у тебя блин какой марки? Он подумал: блин, что это? И вот
Интересно, как вот... Да, это терминология такая, когда вот рабоче-крестьянская хоккейная терминология, она, конечно, немножко отличается от общепринятой мировой, но этим, я думаю, можно и пользоваться. Я вам больше скажу, я вот реально ни разу не видел в магазине каком-то хоккейном вот эту часть амуниции, чтобы она называлась блокер. То есть в переводе она означает блокер. Ну, я понимаю, да. И перевод, в принципе, прямой. Ну, хотя, Денис, вы смотрите фильмы, которые в российском дубляже выходят в кинотеатрах или сериалы? Вы заметили, как отличается название сериалов в принципе, от того, как они потом называются в России? Ну, вот, в принципе, то же самое работает и здесь. Перевод, чтобы запутать. Остаться в живых, а на самом деле голодные игры. Ну, например, так, да. Много сейчас вариантов можно вспомнить. Я пока... не буду как бы стараться привести пример, хотя буду. Вот сейчас выходит скоро замечательная игра Хидео Кодзимы, называется она Death Stranding. Ее прямой перевод я сейчас не вспомню, но это выглядит очень ужасно по-русски. И вот наконец-то в сообществе PlayStation решили не переводить название игры на русский язык, и за это им огромное спасибо. Завершается второй игровой отрезок в матче между Сергеем Понкиным и Станиславом Давыдовым. Впереди компания CityLink. Выдыхаем мы 2-1 Уфа. Уфа пока выигрывает. Сибирь? Нет, не обыгрывает. CityLink. Простите, вырвалось. Вырывается сегодня CityLink, Мегафон, Subaru. Причем везде 3 слога. Да, нас, похоже, возвращают обратно. Да, к другому матчу, абсолютно верно. Назад в будущее мы сейчас. Ловкость рук и никакого мошенничества. И мы возвращаемся. Третий матч у нас играет и... команда Удмуртия, давайте мы ее так назовем. Да, я на самом деле, вот учитывая то, что сейчас творится на льду в этом матче, все-таки рекомендовал бы нашим операторам вернуть обратно. Нет? Давайте, знаете, как мы вот до концовочки посмотрим, минут 5-7 останется. Ну просто здесь настолько все понятно, да, что команда из Удмуртии, я уверен, уже одержит победу, так что... много времени этому уделять можно было бы и нет. Ну ладно, я сдаюсь. Нет, с вами никто и не воюет, Влад. Давайте все-таки чуть-чуть, мы должны всем все-таки киберспортсменам время уделять, я понимаю, но я думаю, что за Станиславом на самом деле, да. Глуховым следят люди. И тут 5-3. Вот интересно, давайте мы посмотрим 5-3, чем это все закончится. Сидни Кросби в форме сборной Швейцарии. Это даже не сборная Швейцарии, это команда Женева, по-моему, если я не ошибаюсь. Удаляется на 2 минуты. И вот сейчас 5-3 и гол. Гол 6-1. Да, 6-1, все правильно. Такие лица спокойно, как будто они с другим матчем смотрят. Никто вообще не реагирует. А может, это не те люди, вот мы не знаем даже на самом деле. Нет, это те. Может, это. Вы что, не знаете, это Станислав Антонов. Это он самый, да, это тот. Вы что, не знаете Антонова? Это тезка Станислава Иванова. Нет. Вот. Почему нет? Тезка, Станислав, как нет, Денис? Хорошо. Это ваш тезка, Денис Глухов тоже играет. Да. Даути подхватывает шайбу в большинстве. Тарасенко. Зашел в тупик наш диалог с Денисом, вот, собственно, поэтому мы не поддерживаем общение вне эфира. А что не о чем поговорить людям абсолютно. Меня удивляет Влад своим познанием. Я пока не могу с ним поддерживать диалог на таком интеллектуальном уровне. Спасибо. На самом деле это спасибо, Денис. На самом деле это шутка. Ну, да. Ладно, все равно спасибо, Денис, в любом случае. Я в любом случае благодарен тебе. Я попрошу нас, давайте все-таки переведем нас на другой матч, на второй. Сергей Понкин, штанга. Где играет Сергей Понкин, представитель компании CityLink, есть ли у нас такая возможность? Пока что нет. Нет, есть. Денис, я можно быстренько ворвусь в эфир. Сейчас только посмотрим на счет, это все тот же самый матч. Штрафной бросок. Даниил Антипов обыгрывает Сергея Шварцмана параллельно в группе Б со счетом 2-0. Вот такой результат у нас в этой группе. В группе А реализован буллит, да. Хорошо, спасибо нашему судье Даниилу Рогожину. Можно еще момент? Да, еще информация к нам сейчас придет. А здесь тоже празднует забитую шайбу Станислав Давыдов. Похоже, что счет становится равным 2-2, если до этого момента наши киберхоккеисты больше не отличались. Это 9 номер команды Эко Деандре Кейн. 3-2. Нет, до этого счет был 3-1 в пользу Сергея Понкина, а вот сейчас наш гость из Новосибирска сократил отставание в счете, но тем не менее впереди CityLink, впереди Уфа, а за спиной... Нет, я сейчас образно говорю, оборачиваться не надо, за спиной вся просто Терра Башкирия вся. Вот так.
Мы сейчас всех будем приплетать, вообще все слоганы, все компании, которые так или иначе действуют на территории нашей республики, города Уфа. Так. Булат, меня интересует, как до этого играл Понкин, есть ли у нас такая возможность? Я думаю, есть. В первом туре Сергей Понкин поделил очки с Андреем Щепиным 1-1. Во втором туре сыграл 3-3 с Иваном Сидоровым из Чебоксар. У него пока 2 ничьи в его активе. А вот его соперник в первом матче выиграл техническим нокаутом со счетом 5-0. Нет, не техническим, просто нокаутом. Просто нокаутом в первом раунде у Рушана Галяудинова. Я объясню, почему спутался Булат со счетом 5-0. Просто 5-0 это техническое поражение, если оно существует. Да. Ну, видимо, да, просто я машинально, когда вижу 5-0, да, сразу же об этом начинаю думать. И еще во втором туре Станислав Давыдов сыграл 5-5 с Андреем Щепиным. Какой-то просто... скажем, эпидемии ничейных результатов у нас в турнире. Да, мы надеемся, что вот в этой встрече все-таки, не надо догонять Сергея Понкина. Не надо. Я объясню, кстати, почему у нас есть ничейные результаты. Делается это для того, чтобы не было договорных каких-то матчей, кому удобно проиграть, кто уже потерял шансы, кому неудобно. Здесь в каждом матче борется за очки, и поэтому... терять 2 результативных балла не имеет смысла. Да, и поэтому за победу 3 очка, а не 2, это тоже очень важный фактор. Нет, я имею в виду терять 2 очка, потому что... Нет, я понимаю, что ничья одно, значит потеряли 2. Да, я понимаю. Да. Я имею в виду, что поэтому мы же могли поставить, скажем так, по регламенту за победу 2 очка, но мы ставим 3 очка за победу, это тоже как раз-таки спасает от вот таких вот, скажем так, непредвиденных обстоятельств. 7 минут до завершения третьего периода, Понкин немножко начинает убивать время. Уже даже практически не атакуя и периодически вбрасывая, прошу прощения, шайбу в зону соперника. Но вот сейчас в атаке Станислав. Ищет он момент для броска. Вот этот пас вдоль синей линии, бросок в противоход. Знакомая многим киберхоккеистам тема, но сейчас не получилось. Ну, наседает на ворот Сергея Станислав, но при этом до броска дело не доводит. А вот как изменились башкирские киберспортсмены после чемпионата республики? Все взяли Бернса в этой группе. Все. А чем связан выбор? Хорошая игра на вбрасывании, хороший бросок, что именно его отличает? Бернс защитник, не знаю. Ну да, я просто сейчас задаю вопросы, наводящие. Бернс, во-первых, он очень большой. То есть он большой защитник, габаритный, мощный, силовой хоккей показывает. А во-вторых, вот сейчас он отдает передачу на Макдэвида 1 на 1, но не успеет убежать Макдэвид. То есть второй темп не попадает здесь по шайбе нападающей команды Эко. Мы так будем укорачивать, да, из 3 букв, как бы CTL, Эко и так далее, чтобы вам было понятно. Ну так вот, Бернс, да, у него хороший бросок, но у него отличная игра в обороне. И я думаю, вот этим, многие Хару выбирают. То есть все равно, кто-то говорит, что Хара, вот он плохо катается. Ну, не знаю, зато он большой. Вот он большой, он может любого снести на своем пути. Я тут сразу вспомнил, вот по аналогии с Бернсом, это, наверное, в Салавате Юлаеве в свое время это Якуб Накладов. Такой, скажем, тоже большой, немножко тяжеловатый, но при этом с хорошим броском защиты. Здесь, наверное, Брент Сопел больше, не Накладов. Даже Брент Сопел? Да. Который, так, скажем так, на плей-офф, на шальной плей-офф к нам заскочил разочек, да? Нет, на шальной плей-офф к нам Накладов заскочил. Вот как раз я немножко перепутал. Да. Вот. Брент Сопел, кстати, если кому-то интересно, он по-прежнему в хоккее, он ходит, дает на радио интервью, выступает экспертом на различных каналах, связанных с национальной хоккейной лигой. То есть человек не потерялся вообще. У Сопела нереальная история. Он рассказывал, как в детстве работал на ферме, на тракторе с детства. Он даже летом играл в хоккей, где-то там по грязи, по какой-то. В общем, есть интересная история, если вы погуглите Брент Сопел. Можно отвлеку, но ничего нет интереснее, чем 30 секунд оставшихся в матче. Давайте все-таки обратим внимание, уже затем, когда будем в студии, расскажем об этом. Обороняется всеми силами уже Сергей Понкин, бросок, шайба не доходит до голкипера. 15 секунд до конца основного времени матча и одновременно встречи. Бросок надежды на добивание, но Бишев фиксирует шайбу. Последнее, похоже, вбрасывание будет сейчас в зоне Сергея Понкина, в зоне команды CityLink. Надеемся, что удастся Сергею выиграть вбрасывание и выбросить шайбу, но нет, бросок тут же спасает Бишоп. 5, 4, 3, 2, 1. И это не считалочка про Фредди Крюгера, это победа! Победа Сергея Понкина. Браво, 3-2!
Сергей Понкин, наш мультиспортсмен, и если, да, вы его сейчас наверняка видите на экранах, посмотрите, он не помещается. Надо побольше было экран принести в Мегу. Ну что это такое? Побольше надо было. Метров 100 его сделать, чтобы Понкин полностью в него поместился. Дело в том, что, как говорится, днем он занимается в зале, а ночью играет в киберхоккей. Вот так вот. Ну, я думаю, что если бы вся аппаратура здесь была под Сергея Понкина, многие люди, наоборот, чувствовали себя немножко некомфортно из-за, собственно, собственных размеров. Да, нас возвращают. В студию вновь здесь сейчас скоро появится Денис Таипов. Замечательно. Появились, да, Денис Таипов и Булат Салимгареев, наш мой замечательный коллега, который уже 3 тура откомментировал. Денис, 3 матча видел на стриме, ну не 3, 6, наверное, видел. Какой из них самый запоминающийся для тебя? Видел 4 в сумме. Самый запоминающийся, это когда, наверное, вот 2 Муратова, потому что мы с хоккеистами комментировали, было на самом деле очень интересно. И с вами было очень интересно, но вот... Если именно поэтому? Это не какой-то стёб на самом деле, но действительно было классно покомментировать Жаркову. Он рассказывал, как он в Сеге играл в НХЛ, где надо было вратаря сносить. Какие-то режимы. Бурмистров там прикалывался, говорил, что вот Сошникову нужен другой пас, Стас Гореев. Тоже, они все большие молодцы. Я узнал, что в Словакии активно играют в ФИФУ, даже особенно на сборах режется, поэтому... Денис, раскрою секрет. В прошлом году на этой же территории мы проводили кибер-матч между хоккейным клубом Салават Юлаев и футбольным клубом Уфа. Туда от Салават Юлаева пришли, если я не путаю... Бурдасов и Умрак. Бурдасов и Умрак. Да, друзья, мы пока... закончим наши замечательные разговоры, уйдем на рекламу, а затем вернемся к туру под номером 4.
У тебя серьезный внедорожник. Ты готов к любым препятствиям. Тебя ничто не остановит. Но часто ли ты бываешь в таких дебрях? Разве он так же хорошо управляется? Или настолько динамичен? Или просто хорошо выглядит? Subaru XV. Красота инженерной мысли. У тебя серьезный внедорожник. Ты готов к любым препятствиям. Тебя ничто не остановит. Но часто ли ты бываешь в таких дебрях? Разве он так же хорошо управляется? Или настолько динамичен? Или просто хорошо выглядит? Subaru XV. Красота инженерной мысли. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. А рядом со мной в микс-зоне человек-машина. Первый киберхоккеист, задрафтованный спонсором. Привет, Сережа. Привет. Сережа, как ты себя чувствуешь? Да нормально, отлично. Сегодня очень хорошо. В отличие от прошлого чемпионата республики. На тебя давит эта ответственность того, что ты подписанный игрок? Да, дополнительная мотивация. А так я расслаблен. Как ты свою сейчас физическую, психологическую форму оцениваешь? Ты готов? Да, процентов на 80-90 я готов. У тебя сейчас матч с твоим заклятым другом, будем называть его так, Рушаном Галяудиновым. Он, напомню, что ты проиграл ему со счетом 0-5 и из-за этого не вышел из группы в чемпионате Башкортостана.
Как твой настрой? Ты готов убивать? Да, не сыпь мне соль на рану, сейчас я его убью, вон он. У тебя отличные шансы. 2 ничьи с сильными игроками, 1 победа. Ты настроен сейчас порвать и выйти из группы? Да, точно. Передаем слово комментаторам. Вновь в студии мы находимся и тут же переносимся на матч под номером 4 для каждого из киберспортсменов. Со мной сейчас в студии находится, со мной Цвотом Салимгареевым, Константин Нечитайло. Константин, добрый вечер. Добрый вечер любителям киберспорта по всей нашей огромной стране. Здравствуйте! И вот с таким вот замечательным настроем мы тут же обращаем внимание на лед, где в 3-й раз за сегодняшнюю трансляцию уже играет Азамат Муратов. На этот раз против него Станислав Антонов. И мы узнали, скажем так, географическое место дислокации Станислава. Он приехал к нам из поселка Лесной Свердловской области. Я думаю, что Азамат Муратов только набирает форму игры. Когда игр много, Азамату, мне кажется, только в кайф. Он сам признавался, что ему стоит только выспаться и выкинуть лишние мысли из головы. Он даст бой здесь любому. Сейчас будем наблюдать здесь, прямо сейчас. Да, но выспаться и выкинуть мысли из головы Азамату Муратову не удается никогда. Поэтому все-таки всегда есть сложности. Пока атакует Станислав Антонов, будет отложенный штраф у Азамата. Шайба в зоне, пастой ворот, 1-0. 1-0, ну не будем мы пока, скажем так, много голосом играть. Все только начинается. Ну, давайте, мне кажется, что да, все в самом начале, в зачатке этой игры. Все еще впереди, и Азамат обязательно ответит. Сейчас в центре площадки. Да, ну такие пока пестики, тычинки на поле, все только начинается. Биология, 8 класс или 6 класс, уже не вспомнил. Пишите в комментарии, напоминайте нам, мы уже давным-давно не школьники. Муратов в одной из своих первых атак, выход 2-1. Нет. Защитник здесь положил клюшечку на лед и не позволил. А теперь домой, в защиту. Да, вот так вот мы болеем за Азамата, но тут видим вторую шайбу. 2-0, вы посмотрите. Да, эмоции Азамата Муратова сейчас у него на лице. Достаточно сложно Азамату. Нейтан Маккинон и Конор Макдэвид ассистировали Никите Кучерову. И наш бородатый российский хоккейный гений огорчил, наверное... Так, кто это у нас? Это Пекарин в воротах у Азамата Муратова. 2-0, вот такая вот грусть. Ну, мне кажется, что сейчас все дело в концентрации. Антонов может и расслабиться, преимущество в 2 шайбы может сыграть злую шутку. Да, возможно, он просто возьмет плот и уплывет на нем, как сделал бы Юрий Антонов, один известный. Давайте посмотрим, снова Антонов сейчас раскатывает свою атаку. Да, удается Азамату перехватить шайбу, но это не снова, надолго. Посмотрите, опять вся игра в зоне Муратова происходит. Ну, это... Азамату, конечно, нужно отодвигать игру от своих ворот. Ну, пока, к сожалению, для него это не получается, но вот... И опять опасно! Нет, спасает Бишоп. Вот теперь уже у Азамата была возможность сократить разрыв в счете. Но это был первый контрвыпад Азамата, а вот его соперник пока просто куражит в его зоне. Что будет сейчас? Долго-долго ищет варианты для паса. Позиционно в атаку пытался встать коллектив Антонова. Но вот сейчас из-за ворот розыгрыш. Посмотрим. Да, бдительный защитник и Муратов. А вот Муратов почему-то рассеян и удаление. Удаление за подножку на 2 минуты в меньшинстве. Вы посмотрите, жестикулирует сейчас Азамат Муратов. Мне кажется, в этих жестах и эмоциях Муратова все сказано. Да. Тут пока просто мало позитива, скажем так, в игре Азамата, но мы надеемся, что вот как в первом туре Азамат сумеет одержать победу. В первом туре был обыгран им Сергей Шварцман, но сейчас пока Станислав Давыдов все контролирует, но вот провал. Азамат! Нет, здесь снова клюшечкой хорошо играет Бен Бишоп. Переложить клюшку под другую руку, шайбу под другую руку, мне казалось. И вот туда можно было бросить на противоходе, поймать вратаря, но, к сожалению, атака захлебнулась. Да, но в меньшинстве, как мы видим, у Азамата получается чуточку лучше идти в атаку. Возможно, ему всегда стоит играть так. Каркас ворот за звон такой. Слышим звон, да знаем, где он. Он сейчас от ворот именно Станислава Антонова прозвучал. 4-2, здесь выпад. Снова посмотрите, теперь наши спортсмены максимально сосредоточены.
Да, смотря вот на Станислава Антонова, хочется сказать, что он пока проскальзывает мимо Азамата Муратова, мимо его обороны, и уже, в принципе, себе неплохой задел обеспечил. Но мы знаем Азамата как, хоть и пожилого, но все-таки бойца. Поэтому верим в команду, верим в... Давайте скажем так, мудреного опытом скорее. Ну, можно по-разному сказать, но команда, которая руководит Азамат, называется Green Heart Dead. Такая. Отец зеленых сердец мы его называем, чтобы вот так вот в рифму было. Тем временем, да, очередное удаление. Когда один из игроков удаляется чаще, чем другой, это говорит о том, что ему немножко не хватает скилла, то есть навыка игры. И, похоже, именно в этом превосходит пока Азамата Муратова Станислав Давыдов. Ну, давайте сейчас посмотрим розыгрыш. Вот Азамат пытается разыграть, выйти из своей зоны. И снова такое ощущение, пытался вернуться за ворота. Да, здесь положение вне игры, к сожалению. Мне кажется, замешкался здесь немного Азамат. Нужно было идти вперед. Да, давайте пока отвлечемся немножко. Константин, увлекаетесь ли вы вообще в принципе киберхоккеем? Играли ли в НХЛ? Ну, я играл так, на любительском уровне, с друзьями вечером. Иногда, конечно, да. Вот Азамат пока, как бы скажем, оказывается дискредитированным Станиславом Антиповым. Дрю Даути и третья шайба в воротах Пекки Ринне. Пока в этом матче все в одни ворота, но еще впереди 2 периода, а значит ситуация может неоднократно измениться. Ну вот я хочу у вас, Булат, спросить, как у человека, который уже комментировал киберхоккей, опытный в этом плане человек, что сейчас Муратов должен предпринять, чтобы на площадке положение дела изменить? Ну, мне все-таки сложно вот погрузиться в сознание Азамата, в то, что у него в голове. Главное, не бросать джойстики, не психовать. За это у нас применяется правило дисквалификации, технического поражения. То есть я про то, что концентрацию надо сохранять независимо от результата. То есть сейчас самое главное — это внимательность. И не нужно забыть, вот когда бывает, играет команда, выигрывает 3-0, проигрывает 3-0. Тренер говорит: ребята, 0-0. Ну все, вот формулу сейчас от Булата мы получили. Да, ребята, 0-0 счет. Вот Азамат играть должен так, как будто счет 0-0. Слушайте, а здорово, если сейчас будет вдруг 3-3, какой накал мы получим, правда? Да, но вот уже подходит к концу первый игровой отрезок. Могла четвертая шайба оказаться в воротах Азамата. 14 секунд до его окончания. Да, у нас последние 10 секунд в режиме реального времени. Здесь просто круги нарезает. Вновь каркас ворот. На этот раз уже спасает он Азамата Муратова. Завершается первый игровой отрезок. Завершаем мы первый период, друзья. Пока Азамат Муратов уступает. Да, пока мы переносимся в параллельную группу, в группу А. Здесь у нас матч Андрея Каширцева из города Магнитогорск и Андрея Щепина, город Уфа. Ну, давайте посмотрим, что показывает наш земляк и что ему противопоставляет его соперник. Да, вот сейчас нам бы разобраться, кто за кого играет. Есть вероятность, что вот в темной форме это команда Андрея Щепина, но я не буду заранее так говорить, потому что может быть все что угодно. Вот нам на самом деле до сих пор сложно разобраться, вот кто за кого, да? Это, кстати, мне кажется, засада именно для комментатора киберспорта. Нет, на самом деле... Ты комментируешь реальный матч, ты точно знаешь, кто в какой форме. Ну, возможно, да, потому что здесь у каждого киберхоккеиста свои предпочтения, свой дресс-код, скажем так, и будем уже ориентироваться по ходу. Здесь тоже завершается первый игровой отрезок. Хотелось бы, например, спросить у наших судей, возможно, они нам подскажут, кто в данный момент возглавляет, лидирует в этом матче. Я хочу сказать, что у Андрея Щепина 3 ничьи. 3 матча, 3 ничьи. Вот такой он, скажем, любитель дружбы. Спокойный спортсмен, скажем так, да. Да. Мир, дружба, фройндшафт. Вот такое вот. Если что, фройндшафт с немецкого, по-моему, как раз таки дружба и переводится. В большинстве Уфа, да, значит, что в белой форме играет Щепин, и он выигрывает 2-1. Вот и разобрались. Вот это метод дедукции, да, когда мы так по частям, как Шерлок Холмс, собираем информацию и делаем правильные выводы. Бишоп спасает Андрея Каширцева из города Магнитогорск. И сейчас снова в атаку. Бросок. Снова парирует там Бишоп. Давайте посмотрим. Очень интересно, вот сейчас из зоны уже выходят соперники. Давайте посмотрим. Назад активно очень откатываются. Очень такая эшелонированная оборона здесь, мне кажется. И сейчас нет, даже бросок не дали нанести, вы посмотрите. Ну вот умение этого микродриблинга, даже микродвижений в защите, дриблинг это все-таки в атаке.
Спасает пока соперник Андрея Щепина, но голкипер Андрея Каширцева, Бен Бишоп, пока хорош. Ну, Бишоп вообще вот по тому мгновению, что мы переключились за другой игровой стол, производит, конечно, феноменальное впечатление. Да, и надо все-таки вот признать, я, конечно, люблю Азамата Муратова. Надеюсь, меня не слышит Алена Муратова, но этот матч поинтереснее, и согласитесь со мной, Константин? Но здесь, конечно, больше встречных курсов, вот такая вот игра, которую мы любим, которая захватывает, но, может быть, некоторого профессорства больше в игре Азамата Муратова. Ну, такой доцент наук, доцент кафедры киберхоккея. Ну, он же в очках, конечно. Да, доцент кафедры киберхоккея, Азамат Муратов параллельно там пока играет. Ну, давайте так определимся. В большом хоккее у нас профессор Ларионов, а в киберхоккее у нас теперь профессор Мурат. Да, вспомнили мы замечательного игрока Detroit Red Wings Игоря Ларионова, да, который много лет провел в НХЛ и затем еще в сборной России много играл. Но это тот самый рубеж 90-х, 2000-х, да, который... Да, совершенно верно. Сейчас он агент, кстати, Артема Сергеева, который защищает цвета Салавата Юлаева, продлил контракт, я напомню. Да, ну вот всех там раскидало. Братья Козловы занимаются одним. Козлов у нас, насколько я помню, какая должность? Я про Виктора. Если вы про Виктора, то, по-моему, он в Магнитогорском Металлурге, если ничего не Один из тренеров, да? Да. Да, вот как раз я. Сейчас я вспомнил его на мостике, но не мог вспомнить, в какой команде он был на мостике. Ну давайте вернемся на площадку. Щепин бросает. Да, здесь защитник просто поселился и принял шайбу на себя, но не травмировался. Это киберхоккей, здесь немножко свои правила. Бернс на перехвате. Дальше. Посмотрите, снова атака в другую сторону. Здесь действительно более увлекательный матч. Да, я вот сейчас вот заметил, что в команде Андрея Каширцева есть Илья Ковальчук. Вот он. Вот еще сейчас бросок, Бишоп. Да, я просто к чему говорю. Здесь выбор Ильи Ковальчука очень неочевиден. Он достаточно слабый игрок по меркам этой версии игры. Так что нас не перестают удивлять своими выборами, своими решениями киберхоккеисты. Но часто же, вернее, не знаю, часто ли, но иногда киберхоккеист, наверное, может выбрать себе игрока, исходя из магии имени. Ну да, но, наверное, в этот раз... Точнее, в этот раз так и было, скажем так. Да, в этот раз так и было, но это вот не опять всегда... снова Бишоп там на чеку, вы посмотрите. Непробиваемый просто стена какая-то Бишопу. Ой-ой-ой. Здесь Щепин просто, верни мне мой 37-й, расстреливает. Просто он сейчас оборону. Андрея Каширцева все забывает. Два Андрея играют. Да, Каширцев и Щепин. Давайте так все-таки говорить. Да, мы снова здесь в эфире. Щепин продолжает осаждать. Просто и сейчас Бишоп снова. Вы посмотрите, но только выпускает шайбу он буквально на пятаке. Тут некому было добить. Я понял, нас теперь слышно на территории торгового центра Мега. Но это прекрасно, друзья, на наш голос надо идти. На зов чемпионата России по киберхоккею в городе Уфа с 23 по 25 августа. Все неравнодушные милости просим фудкорт наблюдать за нашими играми. Совершенно верно, мы здесь всех ждем, друзья. И принеси нам, пожалуйста, что-нибудь покушать, если можно. Можно и так. Вообще, на самом деле, переходите по ссылкам, если нет возможности добраться до сюда, до Меги. По всей нашей огромной необъятной стране можно смотреть наши трансляции в интернете на официальных ресурсах телеканала БСТ, главного телеканала республики. Вот так вот, и к этой фразе не придерешься, и с ней абсолютно не поспоришь. Огрызается в конце периода Каширцев, все 20 минут он практически оборонялся, а вот сейчас пару неплохих атак провел. Щепин, он думает, он очень вдумчиво атакует, я прям говорю. Сейчас ему очень долго дали подержать шайбу, мне кажется, можно было уже отбирать. Да, и завершается он там прокружился, по-моему, пару раз, даже так, шайбочкой спокойно себе. Завершается второй игровой отрезок при счете 2-1 в пользу Андрея Щепина. Он, как всегда, задумчив. Вот на самом деле такая поза для скульптуры просто сейчас была у Андрея. Вот это вот задумчивая, философская. Но на самом деле мы знаем, у Андрея, это не должно быть. Сейчас я договорю, да, про Андрея Щепина, затем уже обратим внимание на матч Азамата Муратова, который проиграл 4-0. Так вот, у Щепина проблемы со зрением небольшие, он поэтому устает, у него больше не гасит глаза, он поэтому так их трет задумчиво. Вот мы долго думали, что это на самом деле, оказывается, есть причина. Мне казалось, это тактика какая-то обдумывается. Ну, возможно, кстати, и так тоже. Этот вариант тоже нельзя исключать. Нет, это точная информация, мы с Андреем так неплохо общаемся и, скажем так, тему офтальмологии поддерживаем.
Возвращаемся мы к Самату Муратову и Станиславу Антонову. 4-0, к сожалению. 0-4, правильнее сказать, уступает Азамат Муратов. Да, вот есть у нас Темный рыцарь, там, возрождение, возвращение, 5-0. Слушайте, вы посмотрите, что творится. Ну, здесь просто деморализован Муратов. Да, сейчас плашка 18+ появляется на нашей трансляции, потому что когда один из киберхоккеистов выигрывает 5 и более шайб, это уже не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет. А теперь расскажите мне, Булат, как часто киберхоккеисты вот с этого счета отыгрывались на вашей памяти? Счета 6-0, который сейчас оказался на табло. Не, ну давайте счет 5-0 вернем. 5-0. Секунде назад. Давайте говорить откровенно. Мы любим Азамата Муратова, мы его поддерживаем, мы его уважаем. Но вот в этой конкретной встрече его сейчас цель — это не пропустить вот еще больше шайб. Потому что 3 в первом периоде, 3 во втором, но это, скорее всего, уже говорит о таком рисунке игры. И нужно что-то менять против этого конкретного соперника. Против Станислава... Так, прошу прощения, вновь Станислава Антонова. А как вообще киберхоккеист восстанавливается после таких поражений? Заканчивается у нас игровой отрезок. Я хотел сказать то, что, скажем так, вот, ледяная ванна, как у настоящих спортсменов. Но нет, наверное, не так. На самом деле, да, вот мы... Вернулись мы, наши режиссеры нас очень быстро переключают от игрового стола к игровому столу. Возвращаемся мы к прошлому противостоянию. Здесь 2-1. Да, здесь у нас Андрей Каширцев. Щепин и Андрей Каширцев, мы напоминаем. Прошу прощения, точнее, я хочу обратить внимание у Константина Нечитайла, прошу прощения, на вот игровое время сейчас, при счете, когда играют 4-4, время идет секунду в секунду, то есть обычно же период быстрее идет. И вот когда 4-4, можно сделать так, специально играть в таком режиме, чтобы время шло медленнее тому, кто проигрывает. То есть если он оказывается в большинстве, ему лучше удалиться. Вот такие вот уже тонкости. Это уже тактика и стратегия киберхоккея, друзья. Это mind games, это игры разума, уважаемые друзья. Так что это я все к чему говорю. Многие смотрят на киберспорт как на игрушки. Нет, друзья, это тоже мозг работает, причем работает еще как. Но мы-то здесь с вами можем убедиться, что это вовсе не игрушки, эмоции спортсменов самые настоящие. Мы здесь, наши комментаторские позиции находятся совсем недалеко от спортсменов. И нам здесь прям волны напряжения до нас с Булатом долетают. Да, мы настолько сильно напряжены, что порой путаем фамилии, называем не так киберхоккеистов, но, надеюсь, простят наши уважаемые зрители в интернете и на сайте телеканала БСТ в том числе. Редкая атака Каширцева, пас в зону, где не было партнеров. Там должен был быть Александр Овечкин, если бы он был на льду, из своего офиса бросать, но на этот раз его там не оказалось. Возможно, он там бы должен был и замыкать. Да, но в игре не может просто так появиться Овечкин на поле, если его не было до этого. Здесь нет, несмотря на то, что шайба изменила направление движения в ворота, она не попала. Щепин последние минуты немножко сдает позиции. Нужно Андрею забирать шайбу под свой контроль, потому что мы знаем, пока шайбу у нас нам не забьют. Ну, естественно, это прям сейчас, скажем так, капитаном очевидности. Нет, ну да, я понимаю, и вот сейчас еще вот такие остро опасные моменты. Мы с вами часто отвлекаемся от игры. Игра нас возвращает на место здесь, посмотрите. Ну, снова Бишоп, мне кажется, щитками очень хорошо работает, прям по низу. Там сложно что-то придумать. Мне кажется, верхом как-то надо щелкать. Да, ну я вот хочу не то чтобы свое оправдание, просто объяснить. Иногда самые простые истины, вот в такой момент, в момент стресса, не очень понятно киберхоккеисту. Он же в этот момент очень сильно волнуется, выделяется просто огромное количество адреналина. И, возможно, ему захочется поехать и еще одну шайбу отправить. Но вот, на мой взгляд, все-таки нужно шайбу побольше держать. Все-таки вы больше приверженец оборонительного стиля. Я думаю, что я, как Зенитулла Бельнединов, ведя 1-0, просто запрысь на 40 замков. Еще раз посмотрите. 3-1 Андрей Щепин. Слышу я себя в свои уши. Давайте посмотрим. Мне кажется, сейчас такой красивая шайба влетала. Ну, такое это называется термин в киберхоккее пас-шот. Ну, то есть пас и сразу бросок, или one-таймер, как нам проще вот будет сказать. То есть бросок в одно касание, 3-1, впереди Андрей Щепин за 6,5 минут до завершения матча. Андрей близок к своей первой победе после 3 ничьих до этого, да. Пару слов о регламенте. 4 группы сегодня будут играть. В каждой по 8 киберхоккеистов. Сейчас играет группа А, группа Б. И лишь половина
То есть 16, то есть по 4 из каждой группы выйдут в 1/8 финала. И этим прекрасен чемпионат страны по киберхоккею в столице республики. Ох, друзья, тут такое количество классных киберхоккеистов собирается, что, мне кажется, пора либо открыть ссылочку, либо прийти сюда к нам. Пора порадоваться и пересмотреть фильм с Михаилом Боярским. Но сначала киберхоккей. Да, на своем веку. Сегодня мы играем за сердце Миледи, да? Правильно? Ну, если вспоминать сюжет фильма. Миледи мы кого называем? Алену Муратову? Ну нет, это будет неправильно. Миледи — это награда чемпиона, обладателя Кубка России по хоккею. Вот так вот скажем, да. Мы уж не будем здесь претендовать на покушение, ни на какое. Нет, ну сердце может быть вполне образно. Так, у нас тут небольшая пауза. Это взял соперник Андрея Щепина. Паузу, скорее всего. Да, обычно киберхоккеисты берут тайм-аут, чтобы дать отдохнуть своему звену, которое на площадке, чтобы оно восстановилось. Ну и вот работает все как в реальном хоккее, на самом деле. Абсолютно верно. То есть и звено восстанавливается, и спортсмен восстанавливается, тоже переводит дух, думает о том, как игру продолжить. Да, то есть вот здесь вот у нас в режиме HUT, это Hockey Ultimate Team, 85 наше правило, то есть мы не можем собрать команду сильнее, чем средняя 85. Это говорит о чем? Мы не можем взять супер игроков по 99 сил, которые есть в этих режимах, и то есть нам нужно комплектовать состав максимально ровненько. И даже если брать 3 хороших звена, 4-е получается зачастую очень слабо. И делается это для того, чтобы уровень команд в целом был такой равный. И только мастерство киберспортсмена решало результат. Константин максимально подробно сейчас изложил суть этих всех ограничений. Это не потому, что прикольно. Это потому, что уравнивает шансы всех. И на первый план выходит скилл. Сейчас шайба в штангу, в щиток, к бишопу и мимо ворот. Это траектория, которую сложно, мне кажется, представить вот так вот на первый взгляд. Последняя минута третьего игрового отрезка. Щепин на 2 шайбы лидирует и держит шайбу в зоне соперника. Бросок ближний. Нет. Ну, как вы говорите, пока шайба у нас, нам не забьют, да? Поэтому Андрей, в общем-то, исходит из этой формулы. Так вот, я скажу, Андрей, возможно, нас не видит, но он нас слышит. Поэтому Андрей, который Щепин, делает все абсолютно правильно. А вот Каширцеву нужно срочно, в ближайшие, наверное, секунд 15 отправить шайбу в ворота Щепину, но тем временем ему приходится обороняться. Еще шайба в воротах. Голь, 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 голь. Это испанские комментаторы киберхоккея. 4-1, и здесь уже практически, ну, не то что тут уже без шансов. Если, конечно, существуют киберхоккейные комментаторы в Испании. Я сомневаюсь, что есть там вообще хоккейные. Я думаю, Булат, вы будете первым киберспортивным испанско-русским комментатором. Ола. Хорошо. 5-1. Нет, ола это привет. Бьен это отлично, хорошо. Бьен. 24 секунды до завершения матча. 4-1. Щепин, я поздравляю Андрея с первой победой. Думаю, с ним можно будет... Я сейчас обращаюсь к Алене Муратовой. Наверное, с Андреем Щепиным и можно будет поговорить. Количеством ничьих он заработал, заслужил себе победу. Но он как шахматист. Вот они редко проигрывают. Они много играют в ничью и периодически выигрывают. Вот Щепин как раз-таки из таковых. По 0-5 он забирает от каждого матча. И все, и довольный идет дальше. Главное, что соперник не выиграл. 3, 2, 1 и все. Вот, все, друзья. Щепин. Поздравляем мы Андрея Щепина с победой. Возможно, ждем ее Алену Муратову сейчас. Да, я думаю, что Алена должна обратить внимание на Андрея Щепина, поскольку нужно поговорить с нашим замечательным киберхоккеистом. Завершился матч. Можно еще вернуться к Азамату Муратову. Я так понимаю, они еще не доиграли. Обращаюсь сейчас к нашим операторам. Ждем мы картинки, но пока... К режиссерам трансляции. Ну да. К режиссеру трансляции, который, собственно, и перекидывает нас от матча к матчу. Да, к Азамату Муратову вернулись мы. Я не хочу видеть этот счет, друзья. Отверните меня в другую сторону. Как так получилось? Я сейчас пытаюсь как-нибудь оправдать, пока не могу. Мы даже на мгновение потеряли свой собственный словарный запас. Но будем думать, что Азамат Муратов станет целее, активнее,
Я думаю, я вот сейчас придумал отмазку все-таки. Это отсылка Азамата к... Он не выспался и не выкинул мысли из головы. Нет, это к прыжкам в воду. Это 10-0, 10-0, 10-0. Просто потрясающая техника. Вы посмотрите, как тяжело вдыхает Азамат Муратов. Ну, Константин, на самом деле, я не зря провел аналогию с прыжками в воду, потому что сейчас Азамат очень глубоко нырнул. И вот ему сейчас с 10-метровой вышки 10-0. И ему нужно будет оттуда выплыть как можно скорее. И желательно, чтобы он вошел в эту воду без брызг и вышел из нее. И вышел из нее. Совершенно да, верно. это очень важно, да. Тем более, что мы, в принципе, находимся на льду катка в торговом центре Мега, так что под нами тает лед, он превращается в воду. Я все-таки вернусь вот к этому вздоху Азамата Муратова, тяжелейшему. Словно откомментировал Азамат в эфире главного телеканала Республики матчей 10. Да, вновь в студии была Целим Гареев и Константин Нечитайло. Еще раз приветствуем всех любителей киберспортсмена нашей страны. Да, Константин, вопрос. Каково это комментировать киберхоккей? Слушайте, ну киберхоккей для меня действительно в новинку. Был опыт комментирования женского хоккея. Но киберхоккей захватывает, я вам скажу, не меньше. Тут иногда даже вздох не успеваешь сделать. И как только ты отвлекаешься, на сколько раз киберхоккеисты вернули на площадку. Сейчас такой небольшой план стартапа. А как насчет женского киберхоккея? Возможно же и такое. Слушайте, почему бы не позвать игроков женского хоккейного клуба «Агидель» принять участие как-нибудь в одном из наших турниров? Обращаюсь я сейчас ко всей республике. А мне кажется, Азамат Муратов записал себе где-то в глубины сознания. Ну, друзья, да, завершился тур под номером 4, все матчи сыграны, а это означает все очень... Я продолжаю быть логичным, это означает, что тур завершился 4, значит, впереди реклама и тур 5. И тур 5, совершенно верно, уходим на рекламу, отдыхаем, друзья. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Счет 2-0 в вашу пользу. Рядом со мной в микс-зоне Андрей Щепин, серебряный призер чемпионата Республики Башкортостан. Андрей, на твоем счету сейчас 3 ничьи, 1 победа. Как ты сам оцениваешь свой результат? Все игры были равные. По идее, ничья – это закономерный результат. Сейчас вот первая победа мне наконец досталась. Но будем стараться дальше. Как ты особенно готовился к турниру? Оттачивал какую-то технику, комбинации?
Нет, я особо не готовился, просто по вечерам играл и все. Я слышала, что в чемпионате республики у тебя были проблемы с режимом суперзвезда. Сейчас ты к нему уже привык, приноровился. Как себя чувствуешь, комфортно? А в финале, когда мы играли с Крайновым, чувствовалась задержка по игре, но я все-таки старался, но проиграл. Сейчас коннект хороший, поэтому будем бороться. Сейчас ты рассчитываешь взять золото, я правильно понимаю? Ну, золото, наверное, это мягко сказать. Но попытаемся хотя бы плей-офф выйти. Удачи тебе сегодня. Передаю слово комментаторам. Становится тяжеловесной наша комментаторская рубка. Ко мне присоединяется Рамиль Галиудинович Юлдашев. Рамиль Галиудинович, добрый вечер. Да, ну добрый день, добрый вечер. Кому как, кому. Дебют сейчас будет. Вот я никогда не думал, что дебют Рамиля Галиудиновича совпадет с тем, что я буду в роли опытного товарища по киберхоккею, а вот Рамиль Галиудинович нет. Насколько вы вообще близки к компьютерам, к спорту и все это вместе? Нет, к спорту я очень близок, потому что хоккей для меня это ежедневно. Это моя работа и хобби в том числе. Что касается именно компьютерного хоккея, это для меня, конечно, это все новое. Но я сейчас внимательно посмотрел игры, ну, в принципе, тактические действия игроков практически такие же, как и в обычном хоккее. Поэтому очень интересно, значительно быстрее здесь играют ребята. И уследить за действиями многих игроков не совсем легко. И поэтому вот, участники наши, которые борются за золотые медали первенства России, да? Да, все верно. Конечно, им не так легко уследить, поэтому здесь я считаю, что вот, ловкость, быстрота, ну и также мышление должно у участников присутствовать. Да, и для тех, кому, возможно, не знакомо лицо Рамиля Галиудиновича, я хочу сказать, что это Александр Бубнов, башкирского разлива, такой эксперт. Будем считать технико-тактические действия. Мы, наконец, уже на льду. Смотрим за матчем. Сейчас скажу, кто это. Я знаю, кто это. Это Рушан Галиудинов, Иван Сидоров. Рушан Галиудинов — это команда Уфа. А вот БРФ — это Буре РФ. Так, если подробнее говорить, это команда Ивана Сидорова из города Чебоксары. Сейчас в атаке, если я не ошибаюсь, как раз-таки Сидоров был, но не сумели они там переиграть Бена Бишопа. Хотелось бы обратиться к нашим киберхоккеистам по поводу камеры. Они сейчас нас прекрасно слышат. Вот тот товарищ, от которого идет трансляция, данная камера динамическая, не очень удобно, ну, для комментирования, потому что она так крутится. И тут нужно обязательно плашку о том, что предупреждение о возможной эпилепсии и так далее. Потому что реально такое долго смотреть очень трудно. Вот, смотрите, Рамиль Галиудинович, ситуация такая. Здесь будет очень много бросков, и, я так думаю, очень мало вот именно той тактики, которая на первый взгляд в реальном хоккее. Но если постепенно погрузиться в эту атмосферу, то мы будем все больше замечать, как на самом деле очень грамотно действуют наши киберхоккеисты. Да, я бы сказал, что здесь, в принципе, очень много схоже с большим хоккеем. Очень много зависит, вот сейчас даже в этой атаке, очень много зависит от того, кто выигрывает бросание. Я вот смотрел, предыдущие пары играл, да, там периодически игроки выигрывали вбрасывание, тем самым владели преимуществом. Вот то же самое сейчас, то есть выиграли вбрасывание, да, играли через защитников, потом нападающие, открылись на пятак, и был замечательно забитый гол. Да, там у нас вышел вперед Рушан Галиудинов, Алекс Овечкин отправил шайбу в ворота. Мы уже в параллельном матче. Александр Завгородний, это СПБ, Санкт-Петербург, и Станислав Антонов, UDM. У него расшифровывается команда. Мы называем его Удмуртия, нам так удобнее. Ну, не факт, что это... Он представляет Свердловскую область. Вообще, когда слышишь Антонов, поселок Лесной, Свердловская область, ощущение, что ты включил поле чудес. И вот сейчас начнет раздавать подарки, а здесь 1-0 Станислав Антонов открывает счет. И мы сейчас надеемся, что увидим повтор этой шайбы. И обращаюсь к нашим киберхоккеистам, чтобы проанализировать, а вот и не увидим. Вот они прожали кнопочку, и мы не смогли детально рассмотреть этот момент. Но я надеюсь, что в дальнейшем уже будем более внимательно смотреть за этими ситуациями на льду. Эпизодами. Да. Ну, вот мы смотрим, да, то есть очень хорошо сохраняют шайбу игроки. Если, скажем, опять-таки сказать то, что со сбрасывания выигрывается, значит преимущество той команды, которая владеет шайбой. И очень сложно отдать, хорошо играют, прикрывают шайбу корпусом. И
доводит дело, как правило, любая атака доходит до броска. Ну вот давайте будем честны, вот такие, скажем так, резкие рваные движения в реальном хоккее, они очень энергозатратны. И вот мне кажется, в настоящем хоккее невозможно так долго, в таком высоком темпе, так скажем, маневрировать по льду. Посмотрим, в этом году будут канадские площадки, и хоккей будет намного быстрее, поэтому голов будет больше, да, то есть много игры будет возле ворот, поэтому, возможно, в этом году намного быстрее будет. Ну, канадские площадки все-таки будут не везде. Насколько я знаю, половина почти канадские, почти половина финские. Есть еще останутся пара европейских площадок. Слава Юлаев у нас будет играть на площадке какого типа? Они готовятся на площадках канадского. В любом случае, придем к тому, наша, по-моему, европейского пока остается. Да, пока да. Будем изматывать, измором брать наших соперников на широком льду. Да, очень здорово выходят из углов и игроки, да, их очень здорово прикрывают шайбу корпусом. И посмотрите, какое владение, и все проходят, и все атаки, что хочется заметить, заканчиваются броском по воротам. Ну вот пока Станислав Антонов просто не дает продохнуть обороне Александра Завгороднего. Я думаю, что вообще, во-первых, Станислав Антонов уже играет на стриме, то есть в трансляции раз, два, третий раз подряд. Он уже настолько там обосновался, почувствовал себя королем, что вот делает, что хочет своим соперникам. Что хотелось бы отметить, вот команда Антонова очень здорово возвращаются назад, и вот сейчас была атака на их ворота уже в пятером. То есть они успели вернуться назад, и тем самым очень сложно обыграть пятерых хоккеистов. Но это вот парадокс той самой физически подготовленной команды. Она атакует с преимуществом и успевает обороняться с преимуществом. Да, и поэтому он и владеет преимуществом, и в счете тоже 1-0 ведет. Но вот сейчас ему предстоит 2 минуты играть в меньшинстве за подножку, как любит говорить Денис Таипов. Вячеслав Буланов удаляет на 2 минуты игрока команды UDM. И посмотрим на Завгороднего в атаке. Ну вот опять-таки вбрасывание выигрывает Завгородний, и бросок сразу сходу, да, защитники, если шайба приходит, они практически не раздумывая бросают по воротам. Вот передача, перевод, и тут же идет бросок, да, хороший. Ну вот все-таки есть такое важное отличие. Вот броски в киберхоккее, они все-таки не отовсюду заходят. То есть здесь вот можно с одной точки бросать, и большая вероятность того, что вообще практически оттуда не забить невозможно. То есть здесь нужно цель во многом киберхоккеиста выйти на свободное пространство и отдать передачу туда, откуда, скорее всего, залетает. Но это вот уже детали, которые знают только опытные киберхоккеисты. Ну да, и надо найти, наверное, игрока свободного, который будет свободен и который оторвется от опеки соперника, его найти передачи, и тогда можно. А тут очень плотно, каждый с каждым играют, и здесь в этой ситуации обыграть его 1 в 1 тоже нелегко. Да, но вот сейчас там просто осада ворот была Станислава Антонова, и был бросочек. После того Бишоп отбил шайбу, причем от ловушки, шайба перелетела в ворота. То есть много в НХЛ 19 именно в этой игре жаловались киберхоккеисты на то, что шайба перелетает в ловушку и залетает в ворота. Но вот здесь пронесло, а сейчас Бен Бишоп, и еще Бишоп, ну просто браво. Это здорово, да, вратарь здорово на перемещении сыграл, крупный, большой вратарь, и легко перемещается из одного угла в другой, и тем самым предотвратил атаку такую мощную, хорошую, когда бросок, в принципе, голевой был. Ну, это, конечно, не Андрей Гаврилов, который умудряется еще и воду выпить во время матча, да, и жене позвонить, что он еще успевает делать, мы, конечно, не знаем. Но и на том, конечно, спасибо. Минута завершения первого игрового отрезка. UDM, СПБ, Станислав Антонов, Александр Завгородний. Впереди пока наш гость из Свердловской области Станислав Антонов. И Завгородний, все-таки, вот если отметить так вот, скажем так, по хронологии развития матча, постепенно все-таки пришел в себя. А вот хотелось бы обратить внимание вот в компьютерном хоккее, что атак 2-1 или атака 1-0, да, или атака 3-1, такого практически не бывает. Все играют в обороне очень плотно, каждый с каждым, и вот преодолеть вот эту массированную оборону очень нелегко команде. Да, я вот сейчас обратил внимание на наше замечательное табло, которое находится в торговом центре Мега. С полотенцами сидят киберхоккеисты. То есть вот ощущение, что как в боксе, да, закончился раунд, к ним придет тренер, скажет: так, парень, давай там, отдыши, сделай вот так, сделай вот так. То есть настолько все здесь спортивно, в том смысле, что по нагрузкам эмоциональным за очень короткий срок, вот если брать, скажем так, эмоциональные нагрузки в единицу времени,
киберхоккеист получает, я вот уверен, ничуть не меньше, чем настоящий спортсмен. Ну, была здесь чемпионат России, естественно, здесь и определенное волнение присутствует, и ребята готовятся к этим соревнованиям, естественно, здесь и не только полотенце, возможно, и волокордин, и, возможно, и корвалол пригодится во время. Это, скажем так, более такие динозавры киберхоккея, то есть люди поопытнее. Вот братья Понкины, я думаю, в том числе, может, Азамат Муратов, люди, скажем так, возрастные, привлекают к применению седативных препаратов. Возможно, и Рамиль Галимудинович тоже, прошу прощения, перед тем, как прийти на трансляцию, немножечко пригубил, чтобы успокоиться, волокордина. Да нет, я, в принципе, спокоен, мне очень нравится обстановка такая спортивная, все сосредоточены на в своих компьютерах, и все сосредоточены именно в своих поединках. И мне вот эта обстановка очень нравится. Вот именно чувствуется жизнь спортивная, хоккейная, здесь кипит. Да, то есть здесь 32 человека, которые хотят выиграть. Здесь нету Лады, Тольятти, там, ну, Адмирала, Владивосток. То есть таких команд, которые как бы просто играют сезон. Здесь все пришли победить, здесь все равны. Вот такая отсылка к КХЛ, ну, немножечко так, чтобы зацепить ту самую проблему с неравенством сил, в отличие от НХЛ, в которой в этом году Сент-Луис Блюз одержали победу. Смотрите, разрывов, вернее, больших между обороной и нападающей практически нету. Такого, чтобы контратаки какие-то против одного вратаря выкатить, тоже не бывает. Я вам скажу, они бывают, но да. Сейчас просто очень равные игроки. Вот понятно. Бывают такие матчи, в которых ну просто убегают постоянно. Здесь просто тот случай, когда вот серия плей-офф Салават Юлаев Авангард. Вот примерно туда можно ориентироваться. Ровненькая игра. То есть я понимаю так, что Булат вот играет вот эта пара очень такая мощная, да, сильная, известная, да? Да, ну у нас такое правило, что у нас на сцене играют те, кто вот уже, скажем так, заведомо немножечко фавориты. Фавориты, да? То есть они, эти фавориты, попали в одну группу, скажем так, да? Их А и Б. Я скажу, в каждой группе есть фавориты. Их очень много в каждой из групп. Вот в параллельном матче, который сейчас идет, об этом чуть позже. Здесь 2-0. Станислав Антипов продолжает. Антонов. Да, прошу прощения, Станислав Антонов. Продолжает он куражить на стриме. Так, сначала он обыграл Дениса Глухова, затем он обыграл Азамата Муратова с неприличным счетом. Сейчас он обыгрывает Александра Завгороднего. И вот он уже на протяжении 5 периодов не пропускает. Но мы же отмечали, что игра в обороне у него строится не из одного и двух хоккеистов, а у него в пятером успевает в оборону. Поэтому он приноровился. Видимо, ставка сделана на оборонительный хоккей. В то же время есть хорошие контратаки, где он у него получается реализовать то преимущество, это же та самая сборная Финляндии, да? Вот это, которая умеет закрыться на 100 одежек и все с застежками. Да, вот затем можно сравнить с той сборной Финляндии, которую наших обыграли 1-0. Сейчас Юка Яланин где-то радуется да. того, что мы вспомнили про замечательную сборную Финляндии. Мы, независимо от того, как она обыграла Россию, не Россию, эта команда все равно замечательная. Потому что так сыграть, это, конечно, надо уметь. Тем более, всегда я поражаюсь сборным, которые вот в короткие сроки. То есть тренер приходит в команду, которая, скажем так, только собралась и вот-вот разойдется. И он за такой короткий период выстраивает игру. Но это не относится к этой сборной Финляндии, о которой мы говорим, потому что они прошли все этапы Евротура в этом году. И там в основном были собраны игроки финского чемпионата. Вот, и у них это получилось. То есть команда была такая сплоченная, скажем, один за всех, все за одного и друг за друга. И у них здорово получилось в этом году. Просто пример для подражания для многих других, может быть, сборных, да, что где-то они собирают команды за несколько дней и не совсем получается, звездных игроков. А у них из местного чемпионата очень много было хоккеистов. Да, я просто почему сказал эту фразу в немножко другом контексте. Просто многие пытаются принизить гений Юки Яланина в том смысле, что а что он, в принципе, сделал? Он просто их научил обороняться. Ну, вот и контратака 3-1, о которых мы говорили. И, в принципе, он не искал какого-то другого продолжения атаки. Игрок, владеющий шайбой, бросил поворотом, и тем самым счет стал 3-0. Да, Тейлор Холл просто он перемещался прямо к центру ворот, уже заряжал кистевой и в противоход над ловушечкой отправил шайбу без ассистентов. И уже вторая шайба, уже дубль. Но скоро полетят у нас головные уборы на лед, если он забьет третью. Такое в игре тоже, кстати, бывает. Бывает, да, очень здорово. Мы с вами не сможем, да, бросить головной убор, Ну, я думаю, да. К сожалению. Можем бросить его в монитор, который мы смотрим, но я думаю, нас потом накажут наши техники за то, что мы поломали аппаратуру. Но мало все Антонову. Идет он забивать четвертую. Да, ему все мало, действительно неугомонный.
Вновь у нас тут же переход в матч. Да, ага, вот так вот наша техника просто растет на глазах. Параллельно два матча в правом нижнем углу. Рушан Галиудинов и Иван Сидоров. И там, после того, как Рушан Галиудинов открыл счет и повел 1-0, Сидоров забросил 3 шайбы подряд. И, ага, нас поменяли, нас путают. И уже вышел вперед. Кстати, я пару слов скажу о Иване Сидорове, Буре РФ, как его называют. Вот, чтобы вы понимали уровень игрока. Это игрок топ-25 мира вот в режиме, в котором играют наши киберхоккеисты. То есть это среди 25 лучших. Еще есть такие у нас в составе среди, как вы говорите, сколько у нас участников? 32. Нет, это самый высокий вот рейтинг, по сути. Если бы мы сделали посев, как в теннисе, он бы получил посев под номером 1. Один, да? Да, друзья. Это вот Иван Сидоров. Да, да. Вот. Но мы о нем поговорим чуть позже, после того, как Алена Муратова возьмет свое очередное потрясающее интервью. Алена, тебе слово. Со мной в микс-зоне Максим Труханов. Максим, о тебе очень мало информации, ты такая темная лошадка нашего турнира. Для начала хотела бы тебя узнать, у тебя никнейм Хазей, что он означает? Хейзи. Что это такое, как это переводится, почему ты его выбрал? Ну, просто понравился, выбрал. Просто красивое слово, поэтому ты его выбрал? Да. Насколько я знаю, ты относительно недавно, буквально с 18-го года играешь в НХЛ. Как часто ты играешь? Ну, я по вечерам в основном играю. То есть в неделю, может, там 4, 3, 5 раз. По-разному всегда проходит. Ты как-то особенно готовился к этому турниру? Какие-то тактики, может, оттачивал? Нет, у меня все с начала года. Вообще не готовился никак. И на опыте, может, так решил. Поправь меня, если я не права, но у тебя, насколько я знаю, отсутствует опыт в лан-турнирах. Так это? Да, так. Как ты себя здесь чувствуешь сейчас, когда мы в Меге, когда здесь куча зрителей, камеры, свет? Тебе комфортно? Да, мне комфортно. Я много знаю здесь людей, которые приезжих с разных городов. Мы общаемся с ними помимо игр, когда мы играем. И всех практически знаю. А так все нормально. Какие шансы у тебя выхода из группы, как ты думаешь? Ну, здесь очень много сильных игроков. Главное пройти сначала отборочную, а потом уже будет видно. Спасибо тебе большое, мы возвращаемся в игру. Да, спасибо Алене за замечательное просто интервью. А тем временем 4-я шайба уже оказалась в ворот Александра Завгороднего. Куражит, гуляет в зоне соперника Станислав Антон. Да. Ну, я не знаю, конечно, насколько пока удачен путь Александра Завгороднего, но вот я с уверенностью могу сказать, что, наверное, процент на 90 Станислав Антонов — это топ-1 этой группы. То есть человек, который займет первое место. Но все-таки 3 победы мы у него увидели на сцене, причем победы над далеко не самыми слабыми соперниками. Это о чем-то все-таки говорит. Ну, я так понял из всего сказанного, что Станислав Антонов фаворит группы А Иван Сидоров фаворит группы Б. Ну вот это все выясняется по ходу турнира на самом деле. Но мы же говорим о рейтинге. Да, но вот сейчас, Рамиль Глюдинович, я вам такое еще внесу информацию. Тот режим, который играется в интернете, по сети, там нет ограничений в подборе состава. Там можно взять игроков по 99 сил. Ну то есть близкие к 100, то есть очень мощные. А здесь есть правило. Игроки, ну в среднем они не больше 85-87 сил, и состав в среднем 85. То есть, когда у тебя 3 сильных звена, то есть, условно, ты взял команду Макдэвида, Овечкина, Малкина, Кучерова, Стемкоса, Кросби, тебе приходится брать слабую защиту. Или ослаблять 4-е звено полностью, чтобы вместиться в лимит. Немножко, да? Сейчас вот Мутко бы нам сейчас поаплодировал за то, что мы тут ввели свой лимит. Любят у нас лимиты в нашей стране. Да. Today is a beautiful day for our country, как в момент того, как узнали мы, что Россия станет хозяйкой чемпионата мира по футболу, говорил эти замечательные слова Виталий Мутко. Вот. Ну, а почему так обсуждаем такие сторонние темы, разговариваем? Ну, потому что 4-0, и Антонов продолжает. Ну, а вот в этих компьютерных играх разница шайб имеет какое-либо значение? Нет, есть... вот на самом деле подведение итогов, то есть таблицы, у нас все строго по-спортивному. В первую очередь идут набранные очки, что понятно, да. Затем при равенстве очков между 2 и более соперниками личные встречи. Так, ну ладно, у меня еще, знаете, вопрос. Подождите, я не договорил, самое третье важное, у нас дальше идет не разница шайб, а забитые шайбы. То есть важнее, то есть лучше проиграть 3-10, чем 0-7. Да, 0-7, да. Я еще хотел спросить, я с регламентом не ознакомился, а вот при ничейном результате там что будет? Все ничья? Ничья по одному очку, то есть за победу дается сколько очков? 3 очка за победу, 1 за ничью, поражение 0, да.
Это сделано для того, чтобы не было, скажем так, договорничков и так далее, потому что там может где-то 2 очка набрать уже будет, и вот эти все нюансы, и против этого мы, как и против того, чтобы за победу давали 2 очка. Ну, это слишком сближает игроков в турнирной таблице и затрудняет распределение мест. 5 минут до завершения матча. Завгородний хотя бы одну. Нет, похоже, не будет. Перепасовка в зоне Антонова. Очень быстро хоккей, очень быстро перемещаются хоккеисты. И уследить, конечно, вот участникам, да, отдать должное, что вот уследить именно со своим джойстиком, чтобы отдать передачу, найти игрока свободного, это тоже нелегко. Станислав Антонов, 5-я шайба. Продолжает он. Азамату Муратову 10 забросил он. Александру Завгороднему 5. Ну, пока крушит, просто рвет и мечет все. Вот как вот в фильме «Годзилла» там или Кинг-Конг, да, когда идет по городу и просто не замечает небоскребы. Вот с каждым этапом будет все интереснее, когда уже фавориты, о которых вы говорите, неоднократно будут встречаться между собой. Да, вот в параллельном поединке. Таких, наверное, разрывов больших в счете не будет, и поэтому будет очень интересно посмотреть, да? Ну, знаете, так кажется, что ну не будет. Ну, как пойдет. Как ляжет. Например, в финале чемпионата Башкирии, который был на той неделе, играли Даниил Крайнов и Кирилл Иванов. Так вот, один из матчей серии завершился со счетом 7-1 в пользу Кирилла Иванова, а потом тут же Крайнов обыграл его 6-0 или 6-1. То есть здесь там... А вот, Булат, вот я, вот, скажем, немножко дилетант, так как я пришел практически первый раз, и мне очень интересно. Я очень приятно мне, что при мне Рамиль Галетинович говорит слово «дилетант». В компьютерном хоккее я хотел вам задать такой вопрос. Какие качества именно здесь должны преобладать у участников? Какие качества, да, вот для того, чтобы здесь вот побеждать, быть фаворитом, как вы говорите, да, и вот какие вот должны быть у него быть качества? Ну, во-первых, я вот... Возраст имеет значение? Моторика рук имеет значение, она с возрастом ухудшается, как мы знаем, да? Понял. Вот, поэтому здесь вот эти быстрые, чем быстрее, тем лучше. То есть ты должен как можно быстрее делать. Вот, например, Сидоров на самом деле уже не молод, но при этом его моторика рук позволяет ему уже 8-й раз. Помимо моторики рук, что еще? У нас же у хоккеистов мы знаем, что много качеств физических должно присутствовать. Вот именно я хотел бы спросить. Ну, стрессоустойчивость самое такое, потому что на самом деле вот так вот играть на сцене это очень-очень затруднительно. Еще, конечно, нужно, скажем так, играть постоянно. Вот ты не играешь в нее неделю, и ты уже немножко не тот. То есть здесь нужно постоянно поддерживать себя в форме на протяжении всей твоей, скажем, киберкарьеры. Еще вот как раз-таки по поводу стрессоустойчивости и, в принципе, выносливости. Турнир идет в 3 дня. Сегодня 7 матчей у человека. Завтра, если он проходит 1/8 и 1/4, то это максимум 7 матчей в каждый, 14 матчей. И еще через день, в воскресенье, полуфиналы и финалы, там максимум 10 матчей за день нужно сыграть. Попробуйте, сыграйте, это называется, да? Ну, хорошо, а вот такие качества, как сила, не нужна, знаем, да? Мышление надо. Мышление, конечно нужно. Нужно эту игру понять. А вот участнику турнира, например, участнику вот этих игр, да, вот нарушение режима, да, спортивного, это имеет значение или нет? Я надеюсь, что наши киберхоккеисты не будут... Нет, вообще, ну, у нас, всякое бывает, да, например, где-то, я же говорю, нарушение режима не в том, что, о чем вы подумали. Ну, не выспался человек, поздно лег спать, да. Я об этом подумал, кстати, сейчас. Да, вы об этом и подумали. Вот я с этим связал, и вот это важно или нет? Ну, конечно, это же концентрация сразу теряется. А питание, то есть, важно, нет? Что он поел? Что он там... Ну вот, настолько точно я вам сказать не могу, но я скажу, если он уедет в Монако пить шампанское, как бывало в нашем спорте, вот это его погубит. Мы вновь в студии, Рамиль Галетинович Юлдашев, Булат Салимгареев. После, ну вот, к сожалению, не очень упорных матчей, и там разгром, и там фавориты взяли свое. Но я думаю, все-таки вам понравилось наблюдать за таким, специфическим для вас видом спорта. Очень интересно, я уже теперь ориентируюсь и в участниках, и ориентируюсь в тех, кто находится в топе 25 в мировом рейтинге. И мне становится все интереснее и интереснее с каждым матчем, и мне бы хотелось посмотреть уже те игры, когда будут уже на вылет. Все же они будут, наверное, в ближайшее время, да? Ну, завтра будут, да, когда, и уже когда останется там определенный круг
Да, надеюсь, мы вообще дойдем до таких технологий, что вот мы сможем киберхоккей анализировать также, рисуя маркером, показывая, кто куда побежал и так далее. Но... А я пришел рисовать, Булат. Мне никто маркер не дал. А вот, Рамиль Глядинович пришел с планшетом, но без маркера, а маркер не дали. Ну так бывает, да, друзья. Уходим мы на рекламу, после рекламы предпоследние туры в группах А и группах Б. Никуда не переключайтесь. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. У тебя серьезный внедорожник. Ты готов к любым препятствиям. Тебя ничто не остановит. Но часто ли ты бываешь в таких дебрях? Разве он так же хорошо управляется? Или настолько динамичен? Или просто хорошо выглядит? Subaru XV. Красота инженерной мысли.
Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Еще в 1933 году Владимир Котельников предложил и доказал фундаментальную теорему цифровой обработки сигналов. Чтобы сегодня Ольга Николаевна могла увидеть первые шаги внука, несмотря на расстояние. Но ни она, ни большинство людей не понимают, как работают технологии. Да, людям нужны не технологии, а то, что они дают. Поэтому мы не подключаем людей к интернету. Мы даем возможность быть собой. Стать кем-то другим. Окунуться в воспоминания и заглянуть в будущее. Привет, дочурка. Привет. Как дела твои? Мы помогаем людям поддерживать связь друг с другом. С близкими, которые рядом и которые далеко. Мы не просто подключаем телевидение. Мы открываем миры. Мы хотим, чтобы бизнес рос и был уверен в своих возможностях. И делаем все, чтобы каждый предприниматель мог держать офис в своем кармане. Вести дела из любой точки страны и предпринимать на весь мир. Ежедневно мы создаем то, что людям кажется магией, а завтра станет частью их повседневной жизни. Устройте кинопремьеру дома. Запишите ребенка в детский сад. Держите дело под контролем. Будьте на связи с клиентами. Откройте бизнес. Откройте что-то новое. Будьте там, где хочется. И не ставьте границ. Мы работаем, чтобы вы стали ближе к своим желаниям и новым возможностям. Ростелеком. Цифровой доступ к тому, что нужно. Со мной в микс-зоне Стас Антонов, более известный под никнеймом Джойст. Стас, мы сразу хотим попросить прощения за наших комментаторов и отметить, что Стас приехал к нам из города Лесной, из Свердловской области, не из поселка. Стас, ты, можно сказать, вынес двух своих главных соперников, Азамата Муратова 10-0, 5-0 Завгороднего. Как ты себя ощущаешь теперь? Да, обычно ощущаю, для меня нет соперников, которые приоритетные или которые, не главные для меня. То есть играю со всеми в полную силу. У тебя есть опыт участия в лан-турнирах? В лан-турнирах не участвовал ни разу, офлайн-турниры были, онлайн-турниры были, офлайн не было ни разу. Как тебе атмосфера у нас сегодня? Комфортно? Атмосфера, конечно, комфортно, все на высшем уровне, скажем так, и очень хотелось именно поиграть в такой атмосфере, то есть на высоком уровне с лучшими хоккеистами России. Желаем тебе удачи и передаем слово комментаторам. Ну а мы снова возвращаемся в студию. Я заменил Булата Салимгареем, а Рамиль Глядинович Юлдашев по-прежнему с нами. Ну что ж, поделитесь впечатлениями от того, что вы увидели киберхоккей, насколько сильно отличается от реального, и испытали ли вы похожие эмоции, что и в реальном хоккее?
Ну да, я с удовольствием посмотрел и уже начинаю много понимать в компьютерном хоккее. И, в принципе, действия хоккеистов в компьютерном хоккее и вообще не отличаются от тех хоккеистов, которые выходят на хоккей шайбы играть на искусственном льду ледового катка, там, дворца спорта, да. И, ну, что вот мы смотрели предыдущую игру, хотелось бы отметить, что очень плотно команды играют, сохраняя все тактические действия, предусмотрено, да, как будто тренер или, скажем, наставник или тот человек, который именно работает со своей командой, как будто провел собрание, скажем, установку на игру, да, и каждый придерживается какой-то тактики. Потому что команда играет в обороне, скажем, строго, в атаке тоже очень долго, хорошо сохраняют шайбу и доводят, как правило, до броска многие атаки. Начался у нас матч группы Б, и у нас Денис Глухов играет с Виктором Митраковым, а Денис Глухов пока не одержал, к сожалению, ни одной победы, разница шайб 6-23, но вот Митраков, например, Митраков, простите, пожалуйста, Митраков, он борется за выход в плей-офф, сейчас он на 5-м месте, я напомню, что далее выходят 4 команды, и вот с Данилом Антиповым их разделяет всего лишь 1 очко. За победу, как я понял, отдаются 3 очка, да, а у них с Антиповым одинаково количество игр, да, Денис, посмотрите? Да, абсолютно верно. Да, ну, скорее всего, и Денис Антипов, наверное, тоже будет участвовать, у них по 5 игр, получается, в итоге? Нет, а в сумме в группе вообще всего 7 матчей. Всего 7. 7 матчей, 8 участников, 7 матчей. И да. Данил Антипов тоже отчаянно бьется за попадание в плей-офф, юный киберспортсмен. И, как многие говорят, это будущее башкирского киберспорта, поэтому тоже будем внимательно следить. Да, будет интересно. Я вот и говорю, с каждым этапом будет все интереснее и интереснее, когда команды будут уже играть на вылет, и тогда будут более так напряженные, скажем, игры. И вот в ноль выходят 3-2 игрока, и отличная атака была, и не смогли завершить очень здорово. Вратарь отыграл в этой позиции, переместился из одного угла в другой. То есть вот здесь хотелось бы отметить, во многих командах вратари очень замечательно действуют. Крупные, большие вратари легко перемещаются из одного угла в другой. И таких вот, скажем так, вратарей, которые, скажем, не совсем ловят, или слабенькие вратари какие-то, вот таких командах нет. В общем, такая позиция сильная во многих командах. Первое удаление, и Митраков получает шанс в большинстве. И посмотрим, как он сможет... Небольшая техническая пауза у нас возникла, но мы снова возвращаемся в эфир. Ну что ж, и 1-0. 1-0, очень шикарно разыграли 5-4 и выкатились против вратаря. Но здесь, видите, был лишний игрок. И игрок, владеющий шайбой, нашел игрока свободного и попал ему в клюшку. И тот уже осталось только не промахнуться в пустые ворота. Ну, в реальной жизни мы вряд ли такое когда-то увидим, когда Сидни Кросби отдает передачу на Александра Овечкина, потому что вряд ли они сыграют в одной команде когда-нибудь. Но вот здесь, в команде Митракова, они сыграли, и 1-0, Виктор впереди. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Напомню, что Митракову нужно обязательно побеждать, ну а Денис Глухов, не думаю, что хочет уйти хотя бы без одной победы. Вот сейчас он в атаке, опасный наброс и подбор за ним, шайба за воротами. И так потихоньку может какая-то развиться атака, но Дрю Даути против этого. И Конор Макдэвид шайбу подхват. Вот хорошая контратака, вот 2 против 1 не завершилась броском. И в то же время вот смотришь, да, хороший выход из зоны, была предыдущая атака через борт, и создали контратаку команды, да, и вот броски вот от вратаря отскакивают также. Бывает так же, как и в большом хоккее. Ну да, тут как раз бросок был в расчете на рикошет, что в дальний угол уйдет, и там как раз на пятаке стоял нападающий гостей. Бержерон в средней зоне. Снова передача на Овечкина. Здесь Майерс, тяжелый защитник, бросок. Но блином спасает Бен Бишоп. Так в дальнюю девятку шайба неплохо летела. Да, прежде чем спасать, он хорошо выкатился из ворот, тем самым сократил угол обстрела. И бросить практически свободного места не было. Вот контратака 2 против 2. Нет, да, очень плотно сыграли в обороне и отобрали шайбу. Но опять контратака. То есть так настолько быстрый хоккей, что команды успевают и впереди, и сзади. Отличная игра вратаря, который опять-таки успел переместиться. И вот хороший бросок с позиции с дальнего пятака. И опять вратарь отразил эту шайбу.
Есть атака 2 против 3. 2 против 3 очень сложно. И даже в компьютерном хоккее обойти соперника. Да, если ты не Линус Умарк, то без каких-то таких чудесных финтов у тебя это не получится сделать. Кстати, в параллельном матче мы его тоже посмотрим. Встречаются Иван Сидоров и Андрей Щепин. Андрей Щепин финалист чемпионата Республики Башкортостан по киберхоккею. Ну а прямо сейчас, на данный момент, Иван Сидоров идет на 2-м месте в своей группе. Вас удивил Сидоров, да? Да, меня очень удивил, потому что я первый, кого я посмотрел, это предыдущую игру, где Иван Сидоров очень легко разделался с соперником. Его тактика мне очень понравилась, он очень активный, играет в активный хоккей. Очень, скажем, здорово, вы знаете, его игроки становятся на вбрасывание, и причем я заметил, что вот в этом компьютерном хоккее очень важно, кто выиграет вбрасывание. В принципе, в большом хоккее это тоже важно, но здесь, как правило, долго владеет шайбой, выиграв вбрасывание, да, если, тем более, если вбрасывание в зоне атаки, и, как правило, заканчивается броском, но любой бросок это очень опасно. Ну да, в этой игре очень много решает контроль именно шайбы. Мы, к сожалению, не смогли посмотреть статистику. В следующий раз попросим обязательно оставить паузу, чтобы мы смогли проанализировать количество бросков, процент передач и так далее, время в атаке. Ну что ж, пока явный фаворит выигрывает, но в этом матче отнюдь ничего не ясно. Всего лишь счет 1-0. И Глухов имеет, ну, да я так понял, Денис, да, что в компьютерном хоккее даже 3-0 это такой скользкий счет, да? Конечно, конечно. Что здесь, вот, скажем, преимущество, если в большом хоккее счет 1-0, да, можно держаться, там, сохранив свои ворота в неприкосновенности, то здесь, наверное, очень сложно, да, сыграть так вот плотно в оборонительный хоккей и сохранить вот такой счет до конца, наверное, сложно. Знаете, я аналогичный пример приведу, чтобы всем было понятно. В компьютерном хоккее 3-0 преимущество в 3 шайбы ничего не значит. Это как матч Салтылая-Барыс, когда, помните, за минуту Барыс 3 шайбы забросил. Так что здесь может все абсолютно зеркально сложиться. Я вот наблюдал за матчем Антипова, который был вне эфира, он вел 2-0. Но это, Денис, извини, что перебил, но команды бывают разные. Если взять сборную Финляндии, которая на чемпионате мира, помните, 1-0 обыграли сборную России, нашу звездную, да, команду, когда Антила нам забил гол победный. То есть, смотря какие команды, вот финны могут сохранить такой счет, но в компьютерном хоккее, наверное, это очень сложно. А финны также играют и в компьютерном хоккее. Да? Они забьют, назад спинкой покатятся и тянут время. У нас, кстати, есть специальное правило в регламенте. Дело в том, что у нас все заточено только в атаку, и нельзя перепасовываться в своей зоне, если ты ведешь шайбу. Нельзя играть пассивно и конкретно убивать время. Будет предупреждение, а потом, возможно, и техническое поражение. Поэтому здесь то все... есть ограничивают действия некоторых игроков, да, получается так, что если, например, перепас в своей зоне, он запрещен. А почему запрещен, если, например, атакующий игрок не вступает в борьбу? Почему? Нет, если атакующий игрок вступит в борьбу, то ему сложнее будет делать перепас в своей зоне. И, возможно, есть вероятность того, что он может потерять шайбу в своей зоне. И тем самым, почему вот это ограничивают? Суть в том, что нет, вы можете стоять в своей зоне, никто не ограничит, но если судья поймет, что вы конкретно стоите, перепасовываетесь и время убиваете минуты за минутой, то тут уже все понятно. У нас самое главное правило, чтобы игра была в атаке. Да, зрители, которые у нас здесь пришли, которые нас смотрят в эфире, они получали удовольствие. Хорошая атака была. Компьютерного хоккея. Хорошая трехходовая. Жаль, что мы не можем посмотреть повтор, да? Не будет возможности, но атака хорошая. Жаль, что мы не сможем маркером нарисовать действия некоторых хоккеистов. А так очень здорово, конечно, вот эта атака была. Хотелось бы вот еще раз сейчас посмотреть, как вот из-за ворот была передача об одно касание, перевод и бросок хороший был. Ну что ж, я так понимаю, у нас будет преимущество 5-3 сейчас у Митракова. Да, так и есть. 44 секунды он будет в большинстве. Выигрывает вбрасывание с помощью силового давления. Овечкин за воротами. Ищет адресат. В свой кабинет становится. Куда дальше? Бросок под одно касание. Там, по-моему, рикошет помешал, да, если я не ошибаюсь? Да, вот я заметил, что в компьютерном хоккее очень часто хоккеисты делают улитки. То есть даже и не улитки, а повороты на 360 градусов очень часто, то в левую, то ли в правую сторону. Это как бы это нормальное явление. Да. Что в большом хоккее такого не часто увидишь. Именно владея шайбой. Бен Бишоп совершил прекрасный сейв, просто из девятки достал, но здесь это помогает киберспортсменам больше контролировать шайбу за счет корпуса. То есть они выставляют спину и не теряют ключевой диск. Как здорово обороняющий игрок встретил соперника в средней зоне, здорово оттеснил его от шайбы. Прямо сейчас мы можем наблюдать за двумя матчами одновременно. Во втором
матче играют Иван Сидоров и Андрей Щепин. Там у нас счет 1-3, и, насколько я понимаю, Щепин уступает. Да, так и есть, так и есть. Иван Сидоров ведет со счетом 3. Да, Иван Сидоров. А посмотрите, какая нагрузка. Вот он предыдущую игру буквально только закончил, и уже следующая игра, то есть практически без передышки. И вот мы в предыдущем вот сейчас собеседником с Булатом я задал вопрос, а какие именно физические качества нужны для игры именно вот в этот хоккей. И вот именно, ну, как моторика, да, скажем, да, это важно, как он говорит, качество, но очень сложно. 2 игры подряд, и причем на таком, скажем, уровень первенства России, это не просто товарищеские игры, а очень сложно, конечно, преодолеть. У нас здесь есть, да, у нас здесь Даниил Крайнов, который играл свой полуфинал, и один матч он там проиграл, и он сказал, что в тот момент у меня настолько поплыл мозг, я даже глазами ничего не видел, просто все белое. Здесь большая идет физическая нагрузка и психологическая, важно не перегореть, когда проигрываешь, это часто бывает, и выдержать такой марафон из 7 матчей подряд, когда 3-5 минут разницы между играми, это всегда тяжело. Денис, вот я первый раз пришел на просмотр компьютерных игр, вот пообщаюсь, и единственный из участников, с кем я знаком, это вот с Данилом Крайновым. То есть, и у меня есть как бы, свои симпатии к этому игроку, и хочу пожелать ему, чтобы он, ну, насколько я знаю, он чемпион Республики Башкортостан стал недавно, да? Да, и представляет сейчас Республику Башкортостан, и мы хотим пожелать просто удачи, и чтобы у него были одни победы. Да, конечно, и, кстати, Даниил Крайнов один из драфтованных игроков. У нас прошел драфт вообще впервые в истории киберхоккея, компании выбирали себе киберспортсменов. Вот Даниил Крайнов единственный человек, который играет именно за свою компанию, компания Медтехника, он в ней работает. Кстати, многие спрашивают, как киберспорт влияет на жизнь людей. Даниил Крайнов впервые узнал о киберспорте, поиграл в киберхоккей, не зная правил, начал потихоньку знать, что такое офсайд, проброс и так далее. Потом заинтересовался хоккеем так, что отыграл в любительской лиге 3 года. И далее Крайнов записался в фан-сектор, был там и познакомился со своей будущей супругой. Представляете, какая красивая история. И вот так вот киберхоккей влияет на судьбу людей. Если не удивлюсь, если скоро его и супруга будет играть в киберхоккей, возможно, она и будет участником каких-то серьезных соревнований. Крайнов, то есть, я, насколько знаю эту семью, потому что она тоже увлечена хоккеем, знаком я лично, да, и хоккеем она тоже не посторонний человек в хоккее, а Даниил Крайнов, но в совершенстве владеет, да, то есть он не просто киберхоккеист, он и в большом хоккее знает много. Да, ну и Крайнов сам признался, что его супруга тоже играет в PlayStation, но пока до НХЛ дело не дошло. Третий период у нас стартовал в матче Иван Сидоров. Иван Сидоров и Андрей Щепин. Пока счет 3-1, Сидоров выигрывает. Ну, я так понял, что победа вот эта просто я не смотрю турнирную таблицу, для Ивана Сидорова, да, это, наверное, уже попадание в плей-офф, да, после этой победы, так как у него было 2 победы и 2 ничьих. Правильно, Денис? Да. И вот эта победа уже выводит его в плей-офф. В следующей игре, я так понимаю, что он может уже выбирать соперника, или нет? Ну, там ничего не понятно, как будет в четвертьфинале, поэтому это все бессмысленно, да. А тут важно вообще, нет, вот выбирать соперника, да, например, с 1-го места выходить, со 2-го, с 3-го или с 4-го. Есть разница, нет? Ну, безусловно, те, кто занимает 1-е место, все равно у них рейтинг игры повыше, но, опять же, ты никогда не знаешь, как проведешь групповой этап. То есть все может сложиться по-разному, поэтому, конечно, как и, например, на чемпионате мира по хоккею перед четвертьфиналом, важно занять 1-е место, чтобы играть с командой, которая заняла 4-е место. Денис, я думаю, что вот, с 1-го места просто психологически даже, да, можно уже выходить на игру. То есть одно дело, ты с 4-го места, да, где ты проиграл 3 игры, это какой-то мандраж, может быть, да, то есть ты вышел с 1-го места, то есть ты выиграл в группе, да, допустим, 7 игр, да, как я понимаю, 8 участников, правильно я говорю? Да, 7 игр одержал победы в 7 играх, и поэтому ты уже в плей-офф чувствуешь более себя уверенно. Да, ну и я повторюсь, что психологическая составляющая – это очень важный момент, потому что на наших глазах, на многих турнирах явные фавориты переживали непростое состояние и сливали матчи, в которых обязаны были просто побеждать, поэтому у нас ничего не понятно. Этим и прекрасен киберхоккей, что ты не знаешь, как в августе, что ЦСКА чемпион. Да, ну хочется, конечно, вот отметить, да, что вот, киберхоккей, да, все играют на своих местах.
Нет такого, что 5 хоккеистов стоят на пятаке, допустим, да, и там оголяют все свои тылы. То есть защитники на своих местах, центральные на своем месте, крайне работают в углах. Вот, в принципе, вот с большим хоккеем очень большое сходство. Ну, вы сегодня так полностью прям сюда погружаетесь? До этого вообще какого Никакого опыта вообще не было. Я только читал в соцсетях, как вот Азамат Муратов, именно он у нас организатор всех соревнований по киберхоккею. Только вот так вот узнавал о том, что какие-то соревнования проходят, а вот чтобы так вот вникать, как сегодня, такого не было. Как вы вообще представляли киберхоккей, потому что знали, куда идете? Что вы думали, сможет ли игра настолько реалистично все передать? Нет, Денис, я, честно говоря, даже не представлял себе. Я очень надеялся на вас, на коллег, что вы мне поможете разобраться вот в тонкостях этой игры. И, в принципе, это удается. Ну, я думаю, что вы здесь и сами большой эксперт. Это вообще не обсуждается, потому что и в большом хоккее вы, наверное, главный эксперт в Республике Башкортостан. И мы ждем вашего возвращения на канал БСТ. Лично я тоже очень жду. Спасибо, Денис. Думаю, хоккейные боги нас слышат, и мы услышим ваши правильные, порой карательные, но справедливые слова. У нас 5 минут до завершения третьего периода, и пока все идет к тому, что... мы ведь с вами, Денис, и не видели забитых голов. Мы, то есть, переключили именно на этом счете, когда счет был 3-1, да? Да, абсолютно верно. Как Иван Сидоров забивает, мы не видели. То есть в каком стиле? То есть на контратаках, путем защитники, может быть, от синей линии, да? И вот хотелось бы посмотреть, может быть, с добивания. То есть тоже, наверное, у участников есть своя тактика какая-то, да, определенная, Денис, или нет? Да, конечно. Или это все спонтанные вот эти все атаки? Нет, ну, киберспортсмены тоже тренируются. А посмотрите, как здорово обыграл. Из угла вылез, да, обыграл двоих и остался на рандеву с вратарем. Тарасенко, кстати, сделал это в типичном для себя стиле и в реальном хоккее. Он также любит вылезать из-за ворот за Сент-Луис. Опасный момент, но нет, не удается Щепину забросить. Пока тяжеловато ему. А посмотрите, пожалуйста, турнирную таблицу. Вот соперник Ивана Сидорова, он тоже претендует на попадание? Да. Андрей Щепин, если я не ошибаюсь, на 4-м месте находится. И прямо сейчас я открываю турнирную таблицу. Да, он То есть это получается 2 потенциальных игрока плей-офф, да? Я вам больше скажу, что Сидоров и Щепин еще не потерпели ни одного поражения. У Сидорова до этого матча было 2 победы, 2 ничьих. Да, а у Андрея Щепина 1 победа и 3 ничейных результата. То есть он идет без поражений. И сегодня первый раз кто-то проиграет, если, конечно, за 36 секунд я так понимаю, чудо. что у проигравшего, в принципе, не все потеряно. То есть следующая игра для него будет 6-я, да, я как понимаю, да? Но уже как бы... Нет, следующая 7-я. Да, 6-я. Да, 6-я игра будет, и поэтому здесь, в принципе, шансы еще есть, но в то же время уже проигрывать нельзя. 4-1. Иван Сидоров забивает 4-й гол в этом матче. Вот вы не видели голов, наконец-то мы их увидели. Бросок от синей линии от защитника Филадельфии. Здорово. Ну, конечно, да, здесь вратарь должен был такой бросок брать, то есть от синей линии броски, это в любом случае вратарь, наверное, где-то должен отразить. Ну, наверное, уже и вратарь тоже расстроился, да, Денис, счет уже 1-3, остается там несколько секунд до завершения этой игры. Да, Бен Бишоп, кстати, и там, и тут. Это самый популярный вратарь за счет своих габарит, то есть его поэтому выбирают. У него не совсем высокий рейтинг в этой игре, но вот Бен пользуется небывалой популярностью для себя. 20 секунд остается до завершения. Денис, вот вопрос, да, вот пока 20 секунд сейчас закончится. Вот я в большом хоккее, когда вот работаю на играх, я очень много внимания уделяю там блокированию бросков, да, чтобы игроки соперника, игроки обороняющиеся блокировали. А вот здесь есть такое, что под шайбу ложились, например, подставляли грудь. Есть такое? Да, конечно, да. Зажимаете 2 верхние кнопки, можно лечь под шайбу, можно просто подсесть, можно положить колено, но не всегда это действует, потому что игроки боятся потерять позицию, как и в реальном хоккее. Если ты опустился на колено, и тебя можно объехать. Хорошо, а тут даже и травму можно получить? Конечно, можно, но в этих режимах сетевых, скорее всего, нет. Ну, это не частая картина, но если вы играете, например, в режим карьеры или еще чего-то, то, конечно, травмы часто бывают. Неизбежно, да? Я думаю, что нам надо сейчас камеру переключить на нас, на студию, потому что мы видим, как приставка PlayStation. Да, у нас, кстати, идет второй параллельный матч, и скоро мы узнаем результат. Ну что ж, ваши впечатления от того, что вы увидели за 1,5 периода в игре Сидоров и Щепин?
Ну да, это два очень сильных были соперника, и которые боролись за попадание в плей-офф. Но впечатлил и один, и другой. И видно, что тактические действия, они заранее, скажем, вот, ну, посмотрим, да, вот Сидоров, например, играет, только очень много играет в обороне, в атаке, вернее, да, ну и успевает вернуться в оборону. Мы предыдущую игру смотрели, насколько я помню, да, он, по-моему, с нулем выиграл предыдущую игру. Может, ошибаюсь, да, вот и в этой игре только пропустил лишь один гол. Ну, говорит о том, что у него очень плотно играют хоккеисты в обороне. И, в принципе, когда вот смотрел, у него, в принципе, опасных моментов у его ворот практически не возникало. И это надо отметить. У нас заканчивается матч, 18 секунд между Митраковым и Глуховым, счет 4-0 в пользу Митракова. И он становится 5-0, это уже разгром, это уже серьезно. Да, счет 5-0, но, как вы говорили, что у Глухова это не одной победы, да, и в этой игре даже забитых голов ему сделать не удалось. Ну, не надо расстраиваться, у него есть еще тур, чтобы исправить положение. Я уверен, что он в любом случае получил большой опыт. А участники с 5-го и ниже, они все выбывают из турнира, да? Да, они заканчиваются. То есть они не, то есть на первенство России, скажем, они не выявляют, да, допустим, вот места там, скажем, с 9-го там и ниже. То есть автоматически они уже там по рейтингу как-то, да, их расставляют, да? Так получается? Да. Ну, просто этих мест нет, как бы вылетели и все. Такая олимпийская система, это не как на чемпионате мира по хоккею. Нет такого, как на чемпионате мира по хоккею, поэтому здесь вылетело и все. То есть нет матчей за выживание, как мы привыкли, Великобритания, Франция, например, смотреть эти великолепные матчи. И также за 5-е, 8-е тоже такого не существует. Ну что ж, мы в эфире, вы видите прямо сейчас на своих экранах, Рамиль Юлдашев, Денис Таипов продолжают для вас работать. Думаю, что мы возьмем небольшую рекламную паузу и скоро мы вернемся, потому что развязка группового этапа первых двух групп А и Б чемпионата России по хоккею 9-го в истории турнира, она близка. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Счет 2-0 в вашу пользу. Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Пообщаемся с Иваном Сидоровым. Иван, ты просто машина смерти в режиме худ. С кем-нибудь из участников нашего турнира ты когда-нибудь встречался в сети? Да, конечно, много с кем встречался. И у нас такой турнир, что здесь достойных противников очень много. Все ребята хорошие, и я вот рад вживую всех увидеть и пообщаться. Но все-таки с кем тебе было тяжелее всего сегодня играть?
Сегодня играть было тяжелее всего самый первый матч, потому что это был первый матч после длительной паузы, после долгих бессонных ночей, пока я сюда добирался. В общем, это было трудно. Начинать труднее всего. У тебя очень интересная история. Ты приехал к нам на турнир не сам, тебе помог друг. Это действительно так? Да, мне помог мой друг Василий Малаев. Это мой друг детства, очень классный парень. В общем, он решил, что такой турнир пропускать нельзя, что я должен обязательно в нем поучаствовать. И, в общем, привез на турнир меня за свои деньги. Я также знаю, что за тебя болеют сейчас все твои близкие, родные, мама, братья, сестры, невеста, девушка. Передашь им привет? Да, обязательно. Дорогие мои любимые мама, Оля, Миша, Анюта и любимая Настенушка, я вам передаю привет. Я вас люблю, обожаю, я играю ради вас. Мы желаем тебе удачи и передаем слово комментаторам. Спасибо Алене Муратовой и Ивану Сидорову. Вот Ивана Сидорова сюда привез друг, меня сюда привез просто водитель одного из автобусов. Здесь последний тур стартовал, развязка точнее близка. Мы наблюдаем за противостоянием Азамата Муратова и Семена Литвака. Команда от Уфа это Азамат Муратов, а НТР, как бы вы думали, это Матур. Матур, да? Матур команда, Матур голы. Да. Рамиль Галиудинович Юлдашев, Булат Салимгареев с вами. Таипов очень быстро сдался. Одного матча хватило паренька и пошел отдыхать. Ну, интересно посмотреть противоборство двух уфимских монстров киберхоккея. Но здесь, правда, ситуация турнира несколько разная. Литвак, как я понял, уже попал в плей-офф. Правильно? Да, он сейчас идет на второй позиции. На второй позиции попал в плей-офф уже за тур до окончания, но Азамат Муратова, по-моему, шансов нет. Но у него есть шанс зацепиться за 5-е место в своей группе. Да, это тоже престижно, да. Да, ну и затем он уже перейдет в роль организатора, ведущего и комментатора наших трансляций. А нам его здесь не хватает. Тем временем 1-0 Литвак. Семен Литвак, Тейлор Холлс, передача Алекса Овечкина, ворота Пеккеринне. Ну, не заставила себя ждать первая шайба фаворита. Что посоветуем Азамату? Вот я наблюдаю как раз за действиями Азамата. Он очень сильно волнуется, очень часто пережевывает жвачку. То есть это говорит о том, что здесь волнение, несмотря на то, что здесь для Азамата уже все потеряно, да, выхода плей-офф нет, но все равно он чувствуется парень горячий и не собирается сдаваться в этой игре. И я думаю, что вся еще игра впереди. Да, я надеюсь, что Мегафон не бросит Азамата и будет поддерживать его и дальше в дальнейших турнирах, потому что на самом деле за Азамата вот на коротких отрезках, чем старше спортсмен, тем он как бы сложнее поддерживает темп в ходе всего матча, но он может включиться в нужный момент, а руки-то помнят, да? Вот Дацук, он может ездить по площадке, вроде бы возрастной, но в нужный момент он может взять, бросить и забить гол. Вот то же самое с Азаматом. Булат, ты уже не первый раз обращаешь внимание на возраст Азамата, но я считаю, что у него опыт, мастерство, это превыше всего. Просто, вы сами говорите, что здесь даже есть многоопытные такие киберхоккеисты, которых не совсем все складывается. Да? Да, но здесь в этой игре для него будет престижно, я думаю, обыграть участника плей-офф. Мы ведь не знаем, на какой стадии будет Литвак, да? Возможно, он будет где-то в финале играть, и это будет очень здорово. В конце концов, сыграть достойно с каким-то призером. Но вообще вот это противостояние Литвак-Муратов, несмотря на разницу в возрасте, 30-летнюю разницу в возрасте примерно, она имеет очень давнюю историю. Они сталкиваются, если не ошибаюсь, третий турнир подряд. И для Азамата Семен Литвак это камень преткновения. На последнем, на чемпионате Башкирии по киберхоккею Азамат Муратов уступил Семену Литваку в 1/4 финала со счетом 3-1 в серии. То есть эти парни знают друг друга очень и очень давно. И пока, вот если как в теннисе бывает, там Надаль Федерер, там разница побед, там сколько-то. Вот пока тут преимущество в этой паре у Литвака. Хотел поинтересоваться, а Литвак вот на уровне республиканского киберхоккея, он как в рейтинге идет? Потому что, насколько я знаю, мы с вами говорили, что Данил Крайнов, он стал чемпионом Башкирии, да. А вот Литвак, интересно, на каком? Крайнов чемпион, золотая медаль, серебряная медаль. Так, это Андрей Щепин у нас. Да. Бронза это Кирилл Иванов, чемпион 2018 года, и Семен Литвак. То есть Литвак... то есть бронзу у двух. Да, мы не проводили. Да, не проводят за 3-4 место.
Все понятно. То есть в предыдущей игре вот мы смотрели, Щепин играл против Сидорова, и получилось так, что Сидоров обыграл его, да? Да, то есть получается, что, скажем, не воспитанник, или как правильно сказать, участник города Чебоксары обыграл, скажем. Ну, не зря все-таки он считается фаворитом, Да. хотя на самом деле, если взглянуть на турнирную таблицу, у Сидорова на пути в турнире было 2 ничьи. То есть, на самом деле, и он тут сталкивается с проблемами, и вот судя по тому, как он давал интервью, как он порой появлялся на нашем огромном экране, по нему видно очень сильное волнение. у Ивана. Может сослаться на то, что они, наверное, скорее всего, сегодня только приехали, и у него первые 2 ничьих, и затем он по возрастающей, остальные игры он, по-моему, победил. Ну, возможно, но все-таки вот еще важный момент. Есть вот домашняя игра, скажем так, диванная, да, вот это, когда ты сидишь дома, тебе никто не тревожит, а тут ты сидишь и играешь прилюдно. Вот это волнение, учитывая, я вот немножко поговорил с Иваном, достаточно скромный человек. А вот заметьте, я вот уже в течение, наверное, 1,5 часов здесь нахожусь, и в течение 1,5 часов мы очень часто Ивана Сидорова стали упоминать, называть, упоминать. И, понимаете, ему, наверное, это тоже дополнительно дает толчок, да, это же приятно, когда в эфире, в прямом говорят о тебе, и, соответственно, мы видели, какое у него лицо было, скажем, такое радостное, да, скажем, веселое, удовлетворенное, да, что вот он именно вышел в плей-офф уже, да, и ему уделяется очень так много внимания. Да, я с вами, Рамиль Галюдинович, абсолютно согласен, но вот как раз хочу обратить внимание, что, ну вот история сама вот этого, это же по сути драма, да, вот. Дал друг деньги, чтобы приехать. Вот представьте, что вы пришли к другу домой, да, и говорите, я хочу поехать на кибертурнир, да, дай мне денег. Скорее всего, мне кажется, он не спрашивал. Как вот сказал сам из интервью Ивана стало известно, это его друг сам сказал, ты должен поехать. То есть это вот уже небольшая такая киберспортивная, но все-таки драма. Вы знаете, я вот работаю в хоккейной школе, в детской, да, у нас такие случаи часто бывают. Не всегда удается, скажем, отправить за счет там, средств там, бюджета, да, какое-либо соревнование. И бывает такое, что люди оказывают как бы помощь, жертвуют. Талантам надо помогать. Конечно, конечно. И в данном случае, конечно, вот Иван Сидоров, ну, наверное, тот человек, проникся этой игрой, зная его результаты, зная его рейтинг. Ну и решил помочь, а почему бы нет? Возможно, Иван Сидоров где-то упомянет его, да, возможно, у него там где-нибудь на его форме на хоккей. Я думаю, он может его форме. Часть призового фонда, если он его заберет, скажем так, отстегнуть своему другу, и думаю, будет в этом абсолютно прав. В матче Муратов Литвак, тем временем уже почти середина второго периода, мы не обращаем внимания на лед около 5 минут примерно, но там потому что счет не меняется. Моменты возникают с обеих сторон, но при этом Литвак. Булат, а у вас кому вот в этой паре симпатии больше, к Литваку или к Азамату Муратову? Если это вопрос, который влияет на отношение Азамата ко мне, то это, конечно, я за Азамата. Нет, на самом деле я абсолютно прикипел ко всем местным участникам киберхоккея. То есть мы с ними один коллектив, вместе общаемся, вместе дружим, много времени проводим. И поэтому для меня здесь нет фаворитов, скажем так, из представителей башкирской земли. А вы знаете, вот общаясь с Азаматом, он очень так, знаете, душевно рассказывает про этот вид спорта, хотя я всегда с усмешкой о нем говорю. Ну, сегодня я сам воочию посмотрел, да, и мне, ну, скажем, тоже причем проникся. У многих киберхоккеистов жены, дети, то есть не надо думать, когда ты смотришь на киберхоккеиста, есть такое вот понятие, когда смотришь на киберспорт, вот оно обидное слово, я его произнесу и сразу же извинюсь перед всеми любителями именно спорта, слово задрот, которое вот называют, и это очень неприятно звучит. И вот не надо так называть наших киберхоккеистов и любых других киберспортсменов, потому что это в первую очередь спортсмен. Вот это очень важно понимать. А представляете, да, что недалек тот день, Булат, что киберхоккей могут включить в олимпийский, да, как олимпийский вид спорта, ведь да? уже же дают разряды. Да вы что? Да, можно получить, если не ошибаюсь, первый взрослый за победу на чемпионате России. Каково, да, стать сразу же? Вот КМС, мастер спорта, пока еще, я так понимаю, не продвинули в этом направлении. То есть у нас даже здесь играют на башке. Я так понимаю, что в реестре спортивных видов спорта компьютерный хоккей, он есть. Да, он официальный вид спорта в нашей стране. Так что можем получать спортивные разряды. То есть есть единые квалификационные требования по получению каких-либо разрядов. Я вот думаю, что с этим вот уточняющим вопросом по Азамату Муратову... в следующем нашем репортаже, наверное, всем интересно будет, да?
То есть мы, Есть, конечно, разряды. Вот подсказ Ильина Муратова, да, это точно. Документ я видел в прошлом году в руках Азамата Муратова, когда был прошлый чемпионат Башкирии. И даже были знаете, товарищи. опять-таки, я вот делюсь просто своим опытом, да, в своей сфере хоккея. Вот первый взрослый разряд для... Нет, выиграть одно, но если у тебя он есть, допустим, да, и при поступлении в какое-нибудь высшее учебное заведение даются дополнительные баллы. То есть, опять-таки, это престижно, да, вот заниматься, например, вот компьютерным именно хоккеем и достичь каких-то результатов и тем самым получить какой-то взрослый, допустим, первый взрослый разряд, который будет давать преимущество при поступлении в какой-либо вуз. Ну вот, мы знаем, что например, у футбольных команд, в том числе уже и российских, там, Спартак, Локомотив, ЦСКА, да вообще все, есть свои киберигроки, которые драфтуются. Я думаю, что недалек тот день, когда в каждом университете будет игрок, который вот будет поступать в университет только потому, что он киберхоккеист. Киберспортсмен, не только хоккеист, там разных видов спорта очень много. И на самом деле, я сейчас забыл, как называется турнир, который проводится ежегодно, там соревнуются вузы. Но там другие немножко режимы соревнований, там драки, стрелялки, стратегии и так далее. То есть киберхоккея вот именно в соревновании между университетами пока еще нет. То есть мы не стоим на месте, мы движемся вперед. И если вдруг, если вы не знаете о прогрессе, это я сейчас ко всем обращаюсь, то это не значит, что этого прогресса нет. А вот, Булат, вот такой еще вопрос, наверное, всем интересный, мне в частности. Вот сама республика Башкортостан вот в компьютерном хоккее, как она идет в рейтинге в России? Ой, допустим, вот потому что я знаю, что, ну почему нет? Вы подумайте. Почему вот Азамат, да, вот он же очень много уделяет внимания вот этому, это он развивает, он основатель этого вида спорта. Ну, он председатель говорите, Федерации киберспорта Республики Башкортостан, да. Он основатель, да, и вот очень много, сколько лет уже, да, уже, по-моему, 9-й год вот проводится чемпионат России, 9-й год наша республика участвует в этих соревнованиях почти. Вот. Да, и 4-й раз да, а вот бывают такие, скажем, клубные чемпионаты, да, скажем, Республики Башкортостан, там, ну, допустим, федеральные округа, да, допустим, проводят соревнования среди в Башкирии только проводятся. Нет, я имею в виду среди федеральных округов. Ну, допустим, вот у нас есть представители из Чебоксара, вот предыдущий Иван Сидоров, да, вот, например, он будет представлять Республику Чуваши. Ну вот, в основном проводятся онлайн-турниры, то есть вот такие LAN-турниры. LAN это значит, забыл как переводить, local, это что-то там network. То есть это местные турниры, которые вот лицом к лицу, да, проводятся, они достаточно редко, к сожалению, получаются. А в онлайне сейчас все играют круглосуточно. Ну вот то, что вы говорите, то есть вы сейчас, по сути, рассказываете градацию, ну вот спорта, как вот принято, обычно принято спорт. Ну а почему нет? Вы же сказали, что это вид спорта, что можно категории получить и так далее. И мне бы хотелось знать, а сама Республика Башкортостан, вот я считаю, что она, наверное, в республике одно из первых мест занимает, потому что, ну, насколько я знаю, вот турниры проводятся вот разного уровня. Я только не знаю, международные проводились, не проводились, но городские, все возможные имени, памяти и так далее кого-то, да, известных хоккеистов, да, вот Азамат Муратов буквально недавно там проводил там турнир, спрашивал, интересовался, какие вот именно, как назвать группы, да, именем кого там известных таких, скажем, ну, монстров, ну, наподобие Чередник, Михалев, там, Ишматов, Быков, вот, то есть это же классно, знаете, это тем самым еще вспомнить нашу историю, наших именно ветеранов. Я согласен, да, ветеранов, да. Вот среди вашего спича затерялся вопрос, но вот я его все-таки вроде ухватил. Башкирия — это сейчас столица киберхоккея. Вот это я могу сказать с уверенностью, потому что мы первый субъект Российской Федерации, который вывел киберспорт в рамки телевизионных трансляций. Начнем хотя бы с этого. Финал чемпионата Башкирии по FIFA 18, это футбол, по НХЛ 18 проходили в прямом эфире телеканала БСТ, и 25 августа в прямом эфире телеканала БСТ будет финал этого турнира в том числе. Круто. А вот, Булат, вот президент Федерации киберхоккея вообще в России, это кто у нас? Не Третьяк случайно? Нет, я думаю, там настолько уже закостенелые ребята, которые... Да нет, а почему? Я объясню почему. Потому что есть такая замечательная история, за которую лично я очень не люблю нашу Федерацию хоккея. Какого хоккея? В принципе, хоккей России. Потому что есть национальная хоккейная лига, есть игра НХЛ, да, вы заметили, здесь нет российских команд. Да, заметил. Это мы говорим под аккомпанемент 4-го гола Литвака, ворота Муратова. Так вот, почему его нет? Потому что когда-то национальная хоккейная лига, то есть ее представители приехали к нашей Федерации хоккея, в том числе, я не знаю, к кому конкретно,
Но приехали и сказали: ребята, мы хотим добавить российские команды в нашу игру. А наши сказали: а мы сделаем сами. Показали язык и ничего не сделали. Ну, как обычно у нас, в принципе, и бывает. Вот за это я их очень сильно не люблю. Потому что они говорят, что мы сделаем, не делают. Мы там это, нет. Вот такое, к сожалению, взаимодействие. То есть, как бы на словах не говорилось о поддержке, о помощи, на самом деле все спонсоры наши, они вот перед вашими глазами, о них мы не раз говорили в эфирах, и в них вы не слышите про федерации хоккея. Нет, не слышим, да, действительно это так. Но все равно она, наверное, существует или не существует. То есть у нас, насколько я знаю, вот федерация компьютерного хоккея, которой заведует Азамат Муратов, она есть. Да, нет, у нас есть, ну, возможно. Вот. И, наверное, все же вот у Азамата потом спрошу, мне даже интересно стало, он привязан ли эта федерация к Объединенной Федерации хоккея Республики Башкортостан по хоккею? Я уверен, что нет. Я вот уверен, что нет, но не могу быть, ну, все-таки... Нет, вот, Алена, у нас вот такой, как бы, произошел вопрос у меня, да, вот Федерация компьютерного хоккея Республики Башкортостан как-то сотрудничает с Объединенной Федерацией хоккея РБ. Просто я неоднократно... То есть они являются частью, да, Объединенной Федерации хоккея РБ? Нет, да? Просто я неоднократно... Нет, Алена, я вот неоднократно видел Азамата на совещаниях, когда проводились по хоккею, по большому, да, он там присутствовал. А если, если вы звоните Азамату, и он говорит, что он на совещании, это далеко не так всегда, поверьте. Если вы так уж, я просто Почему? Хочу... Не то, что на совещании, я сам лично присутствовал, он находился там, и именно на совещании Объединенной Федерации хоккея РБ. Такое было. Ну, но в качестве кого, я не уточнил. Да, все-таки пока вот на данную секунду можно уверенно сказать, киберхоккей и хоккей – это не друзья пока, к сожалению, в нашей стране. Это два разных параллельно текущих вида спорта. Ну пусть будет в стране, надо начать с республики, возможно. Я согласен. Да. Если хотим что-то изменить в целом, нужно начать с самих себя. Да, мы вообще перестали говорить о том, что происходит на льду. Тут у нас Муратов в третьем периоде, который уже близится к концу, проигрывает, к сожалению, свой последний матч на этом турнире со счетом 4-0. А параллельно Сергей Понкина обыгрывает Максима Павлова, это вот ребята, которые играют вот здесь, со счетом 1-0. И я вновь обращаюсь к режиссеру нашей трансляции. Если есть возможность показать параллельный матч. Нет, возможности нет, Булат, но я бы хотел вот посмотреть, если у вас есть возможность, какая турнирная таблица вот в той паре. То есть мы много внимания уделили Литваку и Муратову, а вот посмотреть, как играет другая пара, очень интересно. Возможно, это участники плей-офф. Ну, мне нужно будет время, поэтому пока обратите внимание на лед, а я буду искать ответы на все те вопросы, которые мне задал мой коллега. Вообще такие серии, мне очень нравится, да, посмотрите, ну как в большом хоккее, вошел в зону, бросил поворотом, замечательно сыграл вратарь. То есть здесь таких вот, скажем, провалов каких-то нет, или там не приемов шайбы. Вот мы, кстати, вот на этом можно заострить внимание, вот в большом хоккее мы часто на это обращаем внимание, технический брак? Да, технический брак, что где-то игрок не может принять шайбу или не может отдать. А здесь такого нету практически. Если любая передача доходит до клюшки своего партнера, да, ну, вот, да, то есть, так. Да, для того, чтобы шайбу он потерял, только вступить надо в борьбу сопернику, и только таким образом он может где-то шайбу потерять. Ну, не всегда, давайте вот посмотрим, вот атака. Он за счет индивидуальных действий входит в зону. Входит в зону и шайбу причем не теряет. И сейчас доводит дело до броска. Опять-таки, видите, бросок, бросок где-то мимо ворот, и тогда уже потери шайбы. Киберспортивная дисциплина зачастую характеризуется тем, что атаке отдается небольшое преимущество, поэтому передача доходит лучше. Еще я скажу, есть две кнопки для передачи. Одна передача низом, а другая с подкидкой. Вот. И которая с подкидкой, ее принять сложнее все-таки. А подкидки бывают с удобной стороны, ведь в большом хоккее с неудобной стороны. Здесь есть такое понятие? Вот настолько, если бы я во всем разбирался, я бы сидел там на сцене. Мы завтра с тобой вновь встречаемся. Я хочу, чтобы ты подготовился и на все вопросы мои ответил. К сожалению, я не защищал диплом по дисциплине киберхоккея. Я совершенно в другом, скажем, в другой области обучался. Вот, поэтому все-таки, я думаю, если вы хотите знать ответы на эти вопросы, вам нужно поговорить с конкретным киберхоккеистом, вот, который имеет большой опыт. Который 0-4 проигрывает? 5. А уже 0-5, который проигрывает? Это с таким киберхоккеистом? Ну, к примеру, с ним почему бы и нет. Азамат Муратов очень компетентен во всех вопросах, связанных с игрой.
Просто не все из того, что есть в голове, получается осуществить с помощью рук. Ну вообще, вот Азамат Муратов такую фразу любит, то, что бывает лагает между головой и пальцами. То есть вот контакт, сигнал мозга не доходит. Завершается последний поединок Азамата Муратова. Поражение 5-0 от Семена Литвака. Семена поздравляем с выходом в плей-офф. Это... Даже группа поддержки, да, в лице нас Азамату не помогло, да, забить гол престижа. Мы очень переживали, да, переживала Алена Муратова, супруга Азамата. Ну, мы видим, как переживает и сам Азамат, очень часто так пережевывает жвачку, но это спорт. В любом случае он остался победителем. Да, мы сейчас ждем картинки с матча, который у нас идет параллельно. Да, в данный момент у нас, к сожалению, пока нет технической возможности перейти на параллельный матч. Ну, в таком случае, я думаю, тогда нужно уйти на рекламу, дать отдохнуть и Рамилю Галиудиновичу, и, собственно, мне. Да и, возможно, мы увидим все-таки картинку. Друзья, давайте пока на рекламу, а затем разбираться будем по ходу дела. Но так или иначе, после рекламы результаты группа А, групп Б и первые 8 участников 1/8 финала мы узнаем. Реклама. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Еще в 1933 году Владимир Котельников предложил и доказал фундаментальную теорему цифровой обработки сигналов. Чтобы сегодня Ольга Николаевна могла увидеть первые шаги внука, несмотря на расстояние. Но ни она, ни большинство людей не понимают, как работают технологии. Да, людям нужны не технологии, а то, что они дают. Поэтому мы не подключаем людей к интернету. Мы даем возможность быть собой. Стать кем-то другим. Окунуться в воспоминания и заглянуть в будущее. Привет, дочурка. Привет. Как дела твои? Мы помогаем людям поддерживать связь друг с другом. С близкими, которые рядом и которые далеко. Мы не просто подключаем телевидение. Мы открываем миры. Мы хотим, чтобы бизнес рос и был уверен в своих возможностях. И делаем все, чтобы каждый предприниматель мог держать офис в своем кармане. Вести дела из любой точки страны и предпринимать на весь мир. Ежедневно мы создаем то, что людям кажется магией, а завтра станет частью их повседневной жизни. Устройте кинопремьеру дома. Запишите ребенка в детский сад. Держите дело под контролем. Будьте на связи с клиентами. Откройте бизнес. Откройте что-то новое. Будьте там, где хочется. И не ставьте границ. Мы работаем, чтобы вы стали ближе к своим желаниям и новым возможностям. Ростелеком. Цифровой доступ к тому, что нужно. Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой.
Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется.
Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. У тебя серьезный внедорожник. Ты готов к любым препятствиям. Тебя ничто не остановит. Но часто ли ты бываешь в таких дебрях?
Разве он так же хорошо управляется? Или настолько динамичен? Или просто хорошо выглядит? Subaru XV. Красота инженерной мысли. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Клуба Салават Юлаев, Кореев. Я немножко волнуюсь, переживаю, потому что у нас сегодня очень длинный день, мы сегодня все долго работаем. Я знаю, что ты совершенно случайно сегодня к нам попал. Ты вообще какое-нибудь отношение имеешь к хоккею? Играешь сам на приставке? Ну, на приставке в основном я в FIFA играю, вот. А так, ну, несколько раз, может, играл в НХЛ-ку. Ну и по детству на компьютере только. А как ты считаешь, вообще компьютерный хоккей, он помогает в реальном хоккее или же он мешает и отвлекает от игры? Да, если в меру, я считаю, что не мешает, что такого-то вот. А помогает, ну так, если чисто игровое мышление там развить маленькое, так все в удовольствие. А можешь дать оценку вратарям в хоккее? Они действительно похожи на реальных или же все-таки какие-то лаги, какие-то непонятные вещи происходят? Ну, я считаю, что в НХЛ вообще маленько недоработано, вот, именно в приставке по сравнению с FIFA, что маленько есть такое некоторое несходство, так сказать. Понятно. Вчера был очень большой праздник хоккейный, он на тебя произвел, наверное, огромнейшее впечатление. Ты знаешь, сколько человек присутствовало? Да, по официальным, в инстаграме Салават Юлаев написали, что 42 тысячи было. Ну, было вообще очень круто, массовое такое, очень много людей. Ну, это здорово, что сказать.
Какие впечатления в команде? Вы это обсуждали, как-то это вас воодушевило, вы пойдете теперь вперед, вы чувствуете эту огромную поддержку? Да, конечно, все ребята обсуждали, что очень много людей пришло именно пообщаться с игроками, как бы посмотреть весь этот праздник. Теперь мы знаем, что сколько людей вообще интересуются хоккеем, Салаватом Юлаевым. Ты уже готов к сезону, ты себя чувствуешь сейчас полноценно. На сколько процентов ты готов к сезону сейчас? Ну да, в принципе, мы уже на финишной прямой, там у нас осталось буквально неделя. Я думаю, уже мы все на 95-100% готовы к сезону. Желаю вам удачи и, конечно, ждем золота. А мы передаем слово комментатору. Огромное спасибо Андрею Корееву, который стал очередным хоккеистом, который посетил наше мероприятие. Андрей, еще раз спасибо большое. До свидания, удачи в новом сезоне. Ну что ж, вот такое вот у нас большое масштабное событие. 4 звезды, 1 звездный эксперт Рамиль Юлдашев. Ну, просто какое-то созвездие, да, Большой Медведицы мы с вами наблюдаем. Я думаю, что это, друзья, чемпионат страны по киберхоккею в Уфе по-другому не бывает. Денис Таипов, Константин Нечитайло. С вами, друзья, мы перемещаемся в группы С и Д. Да, группа С и Д, и на ваших экранах вы видите Кирилла Иванова и Алексея Шевченко. Хочу сказать, что Кирилл Иванов, представитель компании Subaru, и сегодня он будет представлять этот известный автомобильный бренд. Я напомню, что у нас произошел первый в истории киберспорта драфт игроков, где известные компании и бренды выбирали себе игроков и поговаривают, что на все матчи, а мы надеемся, что Кирилл Иванов пройдет дальше, Кирилла Иванова привозят на автомобиль Subaru. Да, киберспорт развивается, у нас тут свой драфт. Скоро большие компании нефтегазовой промышленности будут бороться за игроков, мне кажется. Я думаю, все будут от этого только счастливы и в выигрыше. Немного времени у нас остается до начала матча, команды уже готовы. И давайте поговорим еще раз о прошлых группах. Что там произошло, турнирная таблица. Ну, наверное, всех удивил Иван Сидоров, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это человек, у которого больше 1000 побед в режиме Ultimate Team и всего лишь чуть больше 100 поражений. То есть у него статистика просто сумасшедшая. У нас пока, вот у меня просто оператор... Да, да. Ну вот, конечно. Мы повременим с результатами. Я лишь хочу сказать о звездах, которые запомнились. Ну и был еще один очень интересный персонаж. Это Станислав Антонов, который тоже в блестящем стиле свой групповой этап отыграл. И мы надеемся, что в плей-офф они будут показывать такой же яркий хоккей. На самом деле в групповом этапе, вот сейчас игра у нас началась, я просто мысль свою закончу. В групповом этапе обрати внимание на то, что игры были такие напряженные. И даже Рамиль Галяудинович настолько проникся, что сказал, что ему сейчас, вот конкретно сейчас, это даже интереснее, чем настоящий хоккей. Погрузился человек. Да, ну конечно, конечно. Здесь такое действие, это все-таки чемпионат России, все... Не просто, здесь люди приезжают из разных городов и борются за высшие награды. Ну и давайте расскажем о сегодняшнем матче. Я так понимаю, что у нас Кирилл Иванов как гость играет в желтой форме, а его оппонент Александр Шевченко играет в темной, то есть в форме Колорадо. Да, ну вот и как раз символическая буковка «С», да, на груди игроков, которые представляют компанию Subaru. Ну, в общем-то, все забрендировано, все по-взрослому в киберхоккее, друзья. Давайте посмотрим сейчас за развитием атаки. Нет, тут надо бы передачку уже делать, отдавать. Ну и сейчас бросок. Джонс неплохо, кстати, входил, да, в зону, бросал, так на противоход, под блин. Хороший был бросочек, но тут, может быть, добить бы хорошо, потому что у меня такое ощущение, что голкипер-то и не сразу зафиксировал шайбочку. Пауза. Первая пауза у нас возникает в игре. Ну вот, смотрите, тут фанаты Subaru прям прыгают на трибунах. Вообще, интересную картину я наблюдал. Когда был чемпионат Республики Башкортостан, то вот, киберспортивные болельщики, которые прямо здесь на трибунах присутствуют, они прорисованы. Один темнокожий парень держал плакат с надписью «Let's go медтехника», когда играл Даниил Крайнов. Так смешно и интересно было, но я думаю, что и Let's go Subaru мы обязательно тоже увидим. Что значит проникновение зарубежных слов в российский менталитет?
Ну что, друзья, давайте вернемся на площадку. Здесь такая вязкая игра. Рамиль Галиудинович, кстати, уже отмечал, что достаточно внимательно команды действуют в обороне. И вот сейчас мы тоже обращаем ваше внимание на то, что вот с этой минуты, где-то уже, может быть, минутку, 40 секунд, команды тоже в обороне очень внимательны. Вбрасывание у нас на синей линии. Интересно понаблюдать за составом Александра Шевченко, потому что я впервые вижу это киберспортсмена. Вот я вижу у него Кутерье на точке, не самый популярный игрок, но здесь он присутствует. Это Литанг, неплохой бросок. И здесь обращаю внимание ваше на то, что Шевченко, мне кажется, вот по моим наблюдениям, старается бросать из любой удобной позиции, а там как пойдет. Бернс подхватывает шайбу. Но тут же посмотрите, какой прессинг. Литанг на синей линии, бросок, неплохо верхом выцеливал под перекладину, но Бен Бишоп оказался на месте, и вбрасывание будет в зоне Кирилла Иванова. Не просто Кириллу Иванову и другим киберспортсменам, дело в том, что они с утра здесь находятся, и, можно сказать, здесь с утра ждали своего звездного часа, когда же им дадут возможность сыграть, и вот, наконец-то, без 28 вечера. Ну и мы слышали мнение о том, что входить в игру всегда тяжело. То есть вот это вот именно первая игра. Действительно, киберспортсменам и Иванову, и Шевченко сейчас непросто. Вбрасывание у нас. Снова на синей линии. Много так положения вне игры. Маккинон подобрал шайбу. Момент. И сейчас тут такая каша мала была. Мне показалось, что игроки сами между собой не разобрались, кому нужно было действовать на площадке. Вот над кем должен был быть этот красный кружочек гореть над головой. Надежно играет Иванов. Не стал он выбрасывать шайбу вратарем вблизи от своих ворот, отдавать какой-то пас. Все спокойно. Он понимает, что ошибаться нельзя. И такие игроки на таком уровне, конечно же, минимум собственных ошибок допускают. Ну, я обращаю внимание уважаемых зрителей наших, интернет-зрителей, что большое количество вбрасываний мы в этом матче наблюдаем. Гол! А вот и первый гол. Это Патрис Бержерон, нападающий Бостона, открывает счет в этом матче. И Кирилл Иванов выходит вперед. Ну вот сейчас, мне кажется, Кирилл Иванов получает некое преимущество, потому что мы говорили о том, что очень сложно в игру входить, а Иванов счет открывает. Посмотрим, какие микросхемы игровые в голове у Алексея Шевченко сейчас. Хороший бросок, вообще хороший проход. Давайте посмотрим сейчас. Да, тут вот до конца хотелось бы еще раз посмотреть повтор. Бержерон классно в круг вбрасывания правой вкатился и отличный бросок нанес. В общем, все как и должно быть. Майерс входит в зону. Тяжелый защитник под 57-м номером. Такой большие габариты имеет. Снова он вкатывается. Посмотрите, четверых, по-моему, прошел. Раз прошел, подождите, вылезает на пятак. Так очень хорошо вылезал, корпусом прикрывал шайбу. Лез туда на пятак так нагло. Но снова Майерс шайбу подхватил, несмотря на то, что она была у Варламова. Здесь борьба за Ивановым. Йоси пытается вывести. Ну и теперь надо выходить из зоны, да. Жиру. Пытается Шевченко раскачать Иванова, но пока не все у него получается. Еще одна попытка захода в зону, но здесь вездесущий Майерс успевает накрыть и эту попытку Шевченко. Ну и обратите внимание, действительно, Шевченко очень внимателен, и, простите, Иванов очень внимателен в обороне. Но вот сейчас удаление. Да, но одну оплошность пока допустил. Я, кстати, просмотрел эпизод, когда там было нарушение. Видимо, такая мелкая помарка произошло, но, тем не менее, Иванов будет играть 2 минуты в меньшинстве. Жиру, а возле борта Хедман. Что придумает? Передача Бержерона не удалось в меньшинстве в атаку убежать, но здесь Йонас Донской. И вот сейчас шайбой по борту там хорошо надо отдавать. Передачу кому-то из партнеров не получилось. Захлебнулась атака. Панарин на Джонса. Не точно. Вот Кейн, посмотрите, побежал в зону атаки, оставил круг бросания, а защитника уже не оказалось, но времени Иванову для этой атаки не хватило. Ну что ж, после первого периода счет 1-0 в пользу первого в истории чемпиона Республики Башкортостан. В нынешнем сезоне
Иванов занял 3-е место. Ну что, мы, наверное, можем отметить то, что действительно киберспортсмены только входят в игру, да, и очень внимательно действовали в обороне, как вам кажется? Да. Пока такая осторожная игра, и понятно, что вряд ли кто-то будет открываться, даже если разница всего лишь в одну шайбу. Вот если будет 2-0, я думаю, что проигрывающая сторона побежит. Но здесь еще никогда не знаешь, в какую сторону повернется. Тем более, что Иванов бежит в атаку в меньшинстве. Ну и потом мы сегодня видели уже на нескольких примерах, когда большой отрыв в счете уже тяжело отыгрываться. Поэтому коллеги киберспортсменов сделали для себя выводы и сейчас очень внимательны при обороне собственных ворот. Макдэвид. На Хедмана. Ну, Иванов пока контролирует ситуацию. Вот он вот сейчас уверенно. Опять, вот посмотрите, пытались туда вылезти на пятак. Очень нагло он старается лезть на пятак. Сразу, мне кажется, его цель выбраться туда, к пятаку, и бросить, либо отдать передачу, там как получится. А вот вы обратили внимание, что несмотря на то, что Иванов начал период в меньшинстве, атакующее преимущество у него, и вот вам, пожалуйста, 2-0. Счет становится 2-0. Александр Овечкин отличился в составе Кирилла Иванова, команды Subaru, Бернс и Жиру в ассистентах. Ждем повтор эпизода. Вот здесь Овечкин радуется заброшенной шайбе. Очень важный гол, потому что преимущество уже 2-0. Давайте сейчас посмотрим. Классный проход. Проход и бросок, все очень хорошо. Обратите внимание, как Иванов активно подключает защитников к атаке. У него впереди то Майерс, то Хедман. В этот раз Бернс совершил прорыв, то есть он не боится обрезов. Вот именно поэтому, мне кажется, активное подключение защитников дает ему преимущество в том плане, в плане количества игроков в зоне атаки. Кучеров, а вот это неплохой момент, но шайба попала во вратаря, здесь Иванов схватился левой рукой за лицо, как я сейчас на него смотрю, отдал передачу сам на Клода Жиру, и тот забросил пока что первую шайбу. Сокращается у нас разрыв в счете, друзья, игра приобретает прям вот напряженный такой характер. Неожиданный гол. Казалось, что после броска Кучерова ничего опасного не будет. Давайте посмотрим. Здесь бросок вообще практически безопасности. Интересно, я думаю, что Кирилл подумал, что Жиру поехал в другую сторону, а он резко, смотрите, прям за спиной вратаря объехал и забросил в пустые ворота. Таким образом, счет у нас становится 1-2. Ну там было полное ощущение того, что атака закончилась. Да, но вот Бишоп на этот раз решил не фиксировать шайбу, продолжить игру, но, к сожалению, для вратаря команды Subaru это закончилось взятием ворота. Литанг. Неплохой заброс и Бишоп. Я думаю, сейчас передачи вот не будет. Здесь, да, здесь нужно успокоиться. Уже обжегшись на молоке, дуешь на воду, как говорится. Великолепные познания у вас в пословицах русских народных. Йоси. Несмотря на то, что бросок заблокирован, Литанг шайбу подобрал. Напомню, что Крис Литанг — легенда питерского СКА. Во время локаута он подписал контракт с клубом, и на следующий день локаут закончился. 2-2. 2-2. 2-2. Я говорил, друзья, о том, что будет напряженный характер встречи очень. 2-2. Ничья. Все заново нашим киберспортсменам придется сейчас начинать. Давайте посмотрим на повтор. Алексей Шевченко. Но вот у меня вопрос, дабы не ошибиться. Вот в протоколе у меня написано Александр Шевченко, а в субтитрах Алексей. Я думаю, что редакторы сделают какую-то уточняющую поправку. Ну вот пока у нас повтор эпизода. Кучеров поборолся, вывел на дальнюю штангу. Но я думаю, что Иванов соберется. Он все-таки не зря первый чемпион в истории. Вот здесь давайте еще раз посмотрим. Да? Ну такой трудовая шайба такая залетает. Ну вот я думаю, что передача на соперника немного подкосила. После этого сразу же Шевченко побежал в атаку и, по сути, сделал свой второй гол. Снова вброс, знаете, по такой тактике омского авангарда вплыва в серии Салавата Юлаева. Сбросили сейчас и побежали в зону, да. Совершенно верно. А там разберемся, Боб Хартли тренирует Шевченком, когда мы этого не видим. Он его учит бросать по воротам, искать шайбу на добивание и бежать. Они созваниваются по WhatsApp. Да, может, по скайпу, да. Вот сейчас давайте опять обратим внимание, как будут действовать. Ну вот сейчас, вот посмотрите, бросок, да. хорошо сейчас бросил.
Это у нас там Маккинон был. Джонс бежит в атаку. 3 в 2 не получилось. Он разворачивается, ищет партнеров. Вытягивает время, пока остальные сменятся, потому что раз дальняя скамейка и 2 все-таки смена затянулась. Надо и здесь надо видеть, что вот такой там силовой прием был применен. Все, фиксирует сейчас шайбу. Будет у нас вбрасывание. Мне бы интересно было посмотреть, что там у борта происходило в тот момент. Ну вот, не покажут нам, к сожалению. Вбрасывание мы сейчас будем смотреть. Такая куча мала сейчас. Надо разобраться, встать в зоне, успокоиться. Чистого льда достаточно много. И тут надо быть аккуратнее с отскоками, мне кажется. Тут было несколько таких опасных отскоков. И отложенный штраф. Отложенный штраф. Кирилл Иванов впервые сыграет в этом матче в большинстве. Получает он преимущество 5-4. Давайте посмотрим, как Иванов будет реализовывать большинство. Быть может, встанет конвертом. Выигрывает вбрасывание. Дюшейн. Такое ощущение, что передержал, и защитник... Согласен с вами, мне кажется, что можно было быстрее отдавать туда. Бросание... Ой, игра у нас пока проходит в центральной зоне, не обостряет в большинстве Иванов, так как Шевченко шайбу контролирует, выкатывается, вот даже сейчас, бросает, да, и даже бросок. Вязка у нас так достаточно проходит большинство. Опасных моментов мы пока не видели. Ну вот Тарасенко шайбу корпусом прикрыл. Бёрнс. И потихонечку расставляется. Отличный момент. И бросок Тарасенко. Но такое ощущение, что не тот хват руки был. Если бы был праворукий, он бы смог бросить в одно касание и забросить. Может быть, можно было еще и передачку отдать, мне кажется. Бросать не стоило сейчас. Возможно. Смена проходит в атаке. Тарасенко остался на льду, и он прессингует прямо сейчас. 4 игрока откатились назад. В полном составе, кстати, играет уже Шевченко. Бишоп, и он на месте. Сейчас опять, посмотрите, практически нет у нас, не фиксирует голкипер. Не останавливает игру, отдает сразу туда на партнеров. Для того, чтобы атаку раскачивать. Овечкин заходит в зону. Расставляется Иванов. Ищет передачу для партнера, но пока не находит адресата. Хэмилтон, Майерс в одно касание, подставление. Неплохо, неплохой момент. Ну и все, и сейчас вот да, сейчас будет вбрасывание. Было видно по рисунку игры, что нужно передохнуть. Смотрим мы за тем, кто окажется лучше на точке вбрасывания. Несмотря на то, что выиграл Шевченко вбрасывание, шайба у Кирилла Иванова остается. У нас совсем немного вот до окончания второго игрового отрезка. И да, друзья, он завершился. Равный счет. Довольно интересный матч мы наблюдаем. 4 шайбы за 2 периода. Посмотрим, как будет складываться дальше. Надо сказать, что второй период все-таки больше в атаке прошел. Больше туда, к воротам друг друга стремились соперники. Как вам вообще, Денис, сегодняшний день, первый игровой день чемпионата страны по киберхоккею? Слушайте, я не думал, что он откроется вот так вот, с таким звездным составом, потому что пришли Александр Бурмистров, Владимир Жарков, Станислав Гореев. Гореев, кстати, на последнем матче товарищеский вообще с капитанской нашивкой вышел. Да, с Александром Бурмистровым я, кстати, столкнулся вот здесь, словно соседи в подъезде. Поздоровались мы так. Ну и Андрей Кореев был буквально недавно с Аленой Муратовой. А это гол. Это гол. Да, это пока гол. мы тут обсуждали хоккеистов Салавата, Кирилл Иванов собрался, взял волю в кулак и уже повел со счетом 3-2. Интересно, чем ответит Алексей Шевченко. Преимущество 0-2 у Иванова, он отыграть смог, но здесь уже немного другая ситуация. Я не думаю, что Иванов какие-то мелкие ошибки в третьем периоде себе позволит. Смотрим, и проход Овечкина, ну и Макдэвид блестящий. И вот сейчас, да, тут исполнение, конечно. Посадил на пятую точку Варламова, тут уже никак просто не мог. Давайте еще раз посмотрим. Вот уже Варламов бессилен, и тут шайба пересекает линию ворот. Да, но чуть позже подошел и Андрей Кореев, тоже он пообщался, дал интервью. В общем, хоккеист Салавата второй день.
мелькает у нас во всех медиапространствах Уфы. Ну и вот тут тоже было сейчас интересно. Тут уже щиток лежал на льду. Было бесполезно. Может быть, надо было приподнять и верхом бросить. Овечкин хорош в защите. Хедман. Овечкин шайбу подобрал. И отложенный штраф. Иванов снова будет в большинстве. Второй раз подряд. Сейчас вот нужно посмотреть, да, удаление, как оно будет реализовано, потому что сейчас при счете 3-2, когда соперники дышат друг другу буквально в затылок, каждый игровой момент очень важен. А все-таки у нас, я напоминаю, что уже третий заключительный игровой отрезок этой встречи. Продолжает команда Субарова атаковать. Иванов постоянно прессингует в третьем периоде. Но вот здесь у Бержерона появляется шанс убежать. Обратно он на Литанга, но Дюшейн в перехвате действует шикарно. Дюшейн, ой, какой... Давай вы посмотрите, как он обошел тут. Штанга? По-моему, штанга, да, была в этом эпизоде? Или Варламов спас? К сожалению, не обратил внимания. Я смотрел за тем моментом, за моментом обхода даже больше, чем за завершением атаки, к сожалению. Подходит под конец большинство. Ну, как минимум один опасный момент Кирилл Иванов сумел создать. Маршант. И снова перехват. И шайба вновь у команды Субара. Дюшейн. Субару идет в атаку. Кстати, Субару объяснил свой выбор, почему они драфтовали Кирилла Иванова. Говорят, что вот их компании нужны как раз вот такие молодые, амбициозные ребята. И на тот момент еще Кирилл Иванов был чемпионом Республики Башкортостан. Так что это очень удачное приобретение, коллаборация, которая позволяет Субару солидно выглядеть на этом турнире. Ну вот это, кстати, всегда интересно, почему та или иная компания драфтует того или иного киберспортсмена. Чем компании руководствуются? Вот, например, Даниил Крайнов, он работает в компании Медтехника и ее представляет. Это единственный киберспортсмен. Можно сказать, что он уникальный на этом турнире. И Даниил Крайнов действующий чемпион Республики Башкортостан. И сейчас здесь было интересно, но такой бросок не получился, мне кажется. А проход был хороший. Хороший момент создает Иванов. Видно, что давит. Но опять же, мы не хотим никого хвалить, потому что знаем, что комментаторский глаз — это главное оружие, которое существует на этом свете. Не мастерство игроков, а именно комментаторский глаз. И я еще хотел бы обратить внимание, вот вы про Иванова говорите, а я хотел бы обратить внимание, насколько Алексей Шевченко, он сконцентрирован максимально. Нет, Шевченко вообще в порядке. Он проигрывал 2-0. Многие на таких моментах уже ломаются, а он собрался и сделал еще 2-2. Так что, я думаю, в его исполнении мы еще увидим несколько ярких матчей, это точно. Ну, а возможно, и будем наблюдать за его игрой и завтра. И если он сможет пробиться в этап плей-офф и попасть в своей группе в топ-4. Давайте будем смотреть, наблюдать. У нас много интересного. Оставайтесь с нами. Я думаю, что можно расположиться дома на уютном диване, если вы не можете добраться до Меги. Для этого все сделано. В атаке продолжает находиться Иванов. Остается 4 минуты и 50 секунд до конца третьего периода. Копитар. Не получилось в зону войти, очень плотно в средней зоне и прям на синей линии. Посмотрите, как встречает Иванов. Вот вброс пошел. Но здесь снова вот подбор, да, за Ивановым? Да, здесь подбор был, и, ну так, вбросили на, как бы сказать, в расчете на то, что игроки успеют быстрее, но нет. Конечно, в составе Шевченко нет же антиплистрима, чтобы игроки быстрее намного добегали. Да, тот мог, конечно, на любой заброс ответить. Ноги были фантастические. 2 минуты получает штраф у Кирилла Иванов. Это значит, что Шевченко будет играть третий период практически до конца в большинстве, если не сумеет отличиться. Ну и судя по растерянному лицу Иванова сейчас, который мы можем наблюдать, он не очень понимает, за что получил 2 минуты. Подножка была на синей линии. Тут, конечно, все очевидно. Вячеслав Буланов отработал блестяще этот эпизод, увидел с идеального ракурса все. Ну, в общем, как всегда, Вячеслав Буланов в полном порядке, как и Бен Бишоп после этого сейва. Великолепно просто он отразил бросок в одно касание, в девятку от себя, ловушкой в шпагате. Ну, в общем, все, как его учил в свое время одноклубник Андрей Василевский. Да, здорово тут было, конечно. Шпагат такой великолепный.
Еще один опасный момент Шевченко бросает. Бросок практически сходу был, он без подготовки. Но тут без вариантов, к сожалению. Дюшейн, неплохой бросок. И Варламов шайбу зафиксировал. 59 секунд еще будет в меньшинстве находиться Кирилл Иванов. Варламов переводит игру. Вбрасывание будет. Я думаю, сейчас будет у нас тайм-аут. У кого-то из киберхоккеистов. Скорее всего, его взял... Да, его... Нет, по-моему, вот смотрите, тренер Субару что-то объясняет своим игрокам. И Шевченко меняет тактику в большинстве, ставит зонтик. Вот давайте сейчас посмотрим, что ему это принесет. Панарин заходит в зону. Ну и надо расставиться Шевченко. Совершенно с вами согласен, надо вставать. Вот сейчас в позиционную атаку все может перерасти. Главное отодвинуться от бортов. Бишоп. Бен Бишоп на месте. 36 секунд и 1/10. Ну здесь чем быстрее ты отодвинешься от борта, тем больше у тебя шансов на то, чтобы нормально позиционно встать в зоне. Потому что, конечно, когда ты разыгрываешь шайбу у борта, есть вероятность быть впечатанным в этот самый борт. 30 секунд до конца третьего периода. Ну и, собственно говоря, мы можем говорить матча, потому что дополнительного времени у нас не будет, и Булитов тоже на групповом этапе. Жиру. Пас на Бержерона. Бержерон. Неплохое подключение защитника. Ах, там не было никого сразу, чтобы сходу принять шайбу. Было бы хорошо. А если бы еще сходу бросил? Карлсон подхватывает шайбу. 5 секунд. Надо выводить из зоны. Жиру. Все. Вот теперь все, дорогие друзья. Давайте. Да. Кирилл Иванов одерживает первую победу в этом турнире. Мы, конечно же, благодарим Шевченко за эту хорошую искрометную игру. Действительно, интрига была до последней секунды. И действительно, киберспортсмены нас держали в напряжении прям до завершения встречи. Мы их благодарим. Спасибо вам большое. И у нас будет совсем короткая реклама, после которой мы вернемся в студию и будем смотреть второй тур второй части группового этапа чемпионата России по киберхоккею. Никуда не уходите и не переключайтесь. Оставайтесь с нами, друзья. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Проведем промежуточные итоги группы А и Б вместе с Азаматом Муратовым. Азамат, для начала скажи, как ты оцениваешь, как ты себя показал сегодня на турнире? Прекрасно, сильно, необыкновенно, мощно, быстро, скоростно, как и положено игроку команды «Мегафон». Но я на самом деле такой сладкий игрок был для всех игроков группы, потому что я играл с таким большим-большим грузом на плечах, внутри головы, вокруг ответственности за то, что происходит, и пытался получить удовольствие. Но большого удовольствия я не получил, но я счастлив, что я принял участие в этом турнире. Наверное, это для меня будет последним турнир. Этому объяснение я дам чуть позже. Последний чемпионат России. Он у меня был 8-й. Да, я из него выхожу с гордо поднятой головой. Я легенда киберхоккея. И больше меня в чемпионатах России никто не принимал участие. Ну и тем более никто больше меня чаще не организовывал эти события. Но я рад, что Мегафон не опозорил. Взял железные очки там, где должен был взять. В одном матче против питерского парня Виктора Митракова. Но мне просто 2 раза не повезло. Так бывает в киберхоккее. В одном матче чисто развалился. Ну, так тоже бывает. Мог выступить получше. Но выступил, как выступил. Это уже хорошо. Я рад каждой шайбе, которая забросил ворота на этом турнире. Вот, собственно, и так. У нас есть к тебе небольшой вопрос как к организатору. У нас случилась нештатная ситуация. Покинул нашу импровизированную арену Рушан Галяудинов. Как теперь будут считаться очки и что мы теперь будем с этим делать? Я хочу сказать, что очки посчитаны, коррективы внесены. Главный судья мне об этом доложил. Мы тут обсуждали с ребятами ситуацию. Она получилась очень некрасивой. Первое мое желание было, я не знаю, мы будем разбираться в этой ситуации. Давайте обрисуем. Человек не явился на первую игру, получил техническое поражение.
по непонятным для нас причинам, а мы все одна большая семья, если у тебя есть причины, ну просто приди, расскажи. По непонятным для нас причинам, но мы не имеем доказательств, но мотивы начинаем догадываться. Человек взял и ушел посреди последней игры тура, получив второе техническое поражение. Соответственно, исходя из регламента и правил, мы обязаны дисквалифицировать его соревнования вообще и аннулировать все матчи, которые он провел. Таким образом, появился дисбаланс от изначального в турнирной таблице, и мы сейчас просто в некрасивой ситуации из-за поведения Рушана Галиудинова. Как будто уфимцы что-то тут здесь подыграли, и как будто уфимцы здесь что-то придумали. Первая моя реакция была, если то, о чем я думаю правильно, если человек позволяет себе настолько неуважительно к нам, к сообществу киберхоккейному себя вести, обсуждать вопрос о лишении его бронзовой награды за еще позапрошлый чемпионат Башкортостана. Это такая эмоциональная составляющая. Понятно, никто у него бронзу не отнимет, то есть, что было год назад, что было в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Но желание было такое. И я вижу просто, наши уфимские ребята, башкирские киберхоккеисты, они говорят, мы не хотим с ним больше иметь ничего общего, мы не знали, что он так может поступить. Будем разбираться в ситуации. Ну а сейчас, в согласии с регламентом, мы все результаты его не просто 0-5, а мы обязаны его дисквалифицировать. Аннулировать этих матчей не было. В группе А было не 8 игроков, а 7. Знаешь, хочется немножко закончить на позитиве, и я думаю, меня поддерживают абсолютно здесь все. Я хочу, чтобы ты повернулся сейчас спиной, Азамат, и ты абсолютно оправдываешь слоган Мегафона «Киберхоккей начинается с тебя». Спасибо всем, удачи всем, кто еще продолжает борьбу. Передаем слово комментаторам. Спасибо, дорогие друзья, спасибо Алене и Азамату Муратовым. Официальное заявление, между прочим, от Азамата Муратова мы с вами в эфире сейчас услышали. Это последний чемпионат Азамата Муратова. Вот так вот, эксклюзив прям в эфире. Но теперь вернемся к игре. Булат Салимгареев, мой коллега по репортажу, добрый вечер. Да, я очень распереживался, когда Азамат повернулся спиной. Я думал, дальше будут какие-то дальнейшие другие действия, но, слава богу, на этом мы и остановились. Сейчас мы готовимся к тому, чтобы перейти к матчам под номером 2. Вот сейчас с моего сигнала кивка головы Кирилл Иванов и Андрей Гуркин запускаются в игру Уфа, Магнитогорск, Салават Юлаев, Металлург. Вот, то есть 3 противостояния сразу мы сейчас увидим. Так еще и хочется сказать Василий Чижов, Геннадий Величкин. Посмотрим, чем закончится противостояние. Возможно, и так даже можно будет сказать. Я бы сейчас пытался вспомнить чешского наставника Металлурга, который был, по крайней мере. Я вот не могу вспомнить. Он и есть. Я просто сейчас вылетела фамилия из головы. Поэтому мы сделаем вид, что мы просто решили вам это не говорить. Подумайте сами и узнаете об этом самостоятельно. Андрей Гуркин, Кирилл Иванов, команда Subaru Кирилла Иванова, которая на последнем повороте, буквально в прошлом туре, обогнала команду Александра Шевченко, и Кирилл победил со счетом 3-2. Будем наблюдать, удастся ли закрепить текущему бронзовому призеру чемпионата Республики Башкортостан по киберхоккею. И сразу с места в карьеру. Вы посмотрите, простите, Булат, я вас перебью, потому что тут прям с пылу до жару на льду у нас. Да, вы говорите как ВДВшники 2 августа, я вас всех сейчас перебью. Да, пока сразу, скажем так, взял быка за рога, просто втопил сразу 5-ю передачу на своем Subaru Кирилл Иванов. И оправдывает он пока такое негласное звание фаворита, но и Андрея Гуркина, насколько я знаю, многие тоже боятся на этом турнире. Тем и хорош наш чемпионат, что слабых соперников здесь нет, и групповой этап такой, все кость в кость. Да, но пока мы не видим, скажем так, обоюдоострого хоккея. Первые минуты подавляющее преимущество уфимского киберхоккеиста, который не может его воплотить в забитые шайбы. Возможно, сейчас перепасовка на уровне синей линии. Пас вдоль ворот. Нет, да, все-таки состоялся, но там уже накрыли эту передачу. Да, и теперь борьба у борта здесь. Чем она закончится? Вот давайте посмотрим. Снова к борту игра. Что означает свисток арбитра? Да, удаление. Да, мы сейчас просто замешательство Константина вызвано тем, что у нас немножко звук идет быстрее, чем картинка. Это вот такая подсказка режиссера нашей трансляции, возможно, это исправить. Потому что мы услышали звук, а потом уже поняли, что проблема в том, что был зацеп и было удаление.
Да, пока катается в поисках свободного партнера Кирилл Иванов. И сейчас интересно было, как вы посмотрите. Бишоп там неплохо плечом играет, шайбу в итоге вылавливает, но давление нарастает просто. А пас был хороший, выискал он там свободного партнера. Бросочек был, но Бишоп здорово сыграл. Да, Бишоп пока на волне вот этого успеха не может подхватить эйфорию. Вот есть такое у Салавата Юлаева, бывает наша команда бросает во вратаря соперника до тех пор, пока у вратаря не включается режим героя, он не ловит просто разогревается, кураж, да. совершенно и верно. И потом да. получается 55 сейвов Андрея Кореева, если не больше, вот если я ничего не путаю. Вот любят это уфимские хоккеисты, киберхоккеисты делать. А я думаю, что нужно сразу же проверять вот серьезные экзамены. Не усложнять задачу постепенно, а сразу... сразу с места в карьер, что, между прочим, мы с вами наблюдали прямо в начале матча сразу. Да, но при этом счет остался 0-0. Значит, все-таки запречь с места в карьер не удалось. Поэтому, мы знаем, у нас башкиры долго запрягают, да, но очень быстро едут. Да. Надеюсь, что быстро не значит то, что скоро Кирилл Иванов доедет до финиша и выйдет из турнира. Нет, мы надеемся, наоборот, на обратное, что его Нет, путь... он далеко проедет, абсолютно точно, мы уверены в этом. Да, что путь его будет очень долг. И главное, быстрый соперников он не заметит. Но этого же мы желаем и всем остальным 31 киберхоккеисту. Ну нет, еще 30 и Рушану Галиутдинову. Мы так будем теперь немножко... Я, конечно, не люблю так делать людей изгоями, но так уж ради интереса. Ну давайте вернемся на площадку. Тут что у нас сейчас? А у нас сейчас неудачный выход из обороны. Интересно, как вы посмотрите, долго держался и до сих пор сохраняет шайбу. Это все Власик там все катается, но так и не сумел он найти момент для броска. Вот. А вот и ответ. По-моему, там успел все-таки сработать ловушкой Бен Бишоп. Возвращаясь к предыдущему игровому эпизоду, не дает он мне покоя. Там уже сил просто не было выехать для того, чтобы бросить, мне кажется. Ну, возможно, вот и 1-0. Брэнд Бёрнс, самый бородатый игрок на свете, с передачи Йонаса Донского и Микки Саламеля. Это значит, что это четвертая двойка, четвертая пара защитников. То есть самые слабые игроки, мы видим их скиллы, да, 76-79. Ну и по такой игре было понятно, что долго нули на табло мы с вами наблюдать не будем. Да, и Кирилл Иванов размочил счет и вышел вперед. Как, собственно, и в прошлом матче своем. Но мы помним, как там Александр Шевченко, прошу прощения. Андрей Шевченко все-таки это другой вид спорта, это другой товарищ. Это известный украинский футболист, но не тренер сборной Украины по футболу. Вел 2-0 Кирилл, и тут же две шайбы потом в один миг пропустил. Да, совершенно верно, поэтому у нас киберхоккей абсолютно непредсказуемый. Это не игрушки, друзья, это чемпионат России в столице Башкортостана. Да, перефразируя певицу Айову, это не игрушки. Мы играем в киберхоккеюшки, я не знаю, как это еще можно сказать. Да, 3,5 минуты, 3:50, если быть точным, до завершения. Напоминаю, что вот многих, наверное, возникает вопрос, кто особенно не до конца понимает суть времени, то время идет быстрее. 4 минуты реального времени должен идти период, если вот он абсолютно без пауз. Вот это так мы должны ориентироваться. При этом в первом и втором периоде последние 10 секунд идут секунду в секунду, как должны быть, а в третьем периоде целая минута. Ну и по большинству мы помним ваш экскурс. Да, 4 в прошлый на 4, раз, вот да. это, да, тоже важно. Причем 5 на 4 чуть-чуть замедляет только время, а 4 на 4 уже основательно. Одна из последних атак Кирилла Иванова на входе в зону. Его уже останавливает силовым приемом соперник. Макдэвид ударяется в борт, от этого получает кинетическую энергию и уезжает в другую сторону. Много плутает. Я хочу заметить, как прекрасно обороняется Иванов. У него на синей линии игроки выстроились так, что не должны были пропустить, но все-таки пропустили неплохую атаку соперника. Очень хорошо обороняется, действительно. Посмотрите, прямо от синей. Обратим внимание еще раз, мне кажется, сейчас еще более эшелонированная оборона будет. Чем дальше периоды будут двигаться, тем больше внимания обороны. Да, чем ближе развязка, тем более уже надежно будут играть хоккеисты. И тем временем Сирена, первый период завершен. И пролетел он словно вообще скоростной поезд РЖД. Не заметили мы его, спасибо киберхоккеистам. Да, но надеюсь, что вы были не в плацкартном вагоне. И надеюсь... А это уже зависит от нас. В плацкартном что... вагоне люди едут или нет. От комментатора здесь это зависит. Я надеюсь, что в этом вагоне открываются окна. Вот так вот РЖД. Надо работать в полную мощь. Мы тут всех сегодня зацепим. Кого еще сказать? Да, у нас тем временем
ожидает Кирилл Иванов, так долго смотрел в нашу сторону, пока Андрей Гуркин, я так понимаю, паузу небольшую взял, чтобы внести небольшие изменения, возможно, в звенья перестроить. Возможно, звенья, да, перестроят. Да, ну, возможно... Ну все, вбрасывание сейчас будем наблюдать уже за тем, как... Да, Клод Жиру его забрал и тут же прям напрямую, не стесняясь, лечит в атаку. И сразу ищет партнеров, отдал! Открыл свои правила любого вообще вида спорта, в принципе. Вот, в принципе, сейчас это и сделал Иванов. Гуркин в зоне. Гуркин ищет момент для броска. Внимательнее здесь нужно быть, конечно. Да, звук борта мы сейчас слышали. Шайбу его пересчитал Виктор Хедман по левому борту. Въезжает в зону, на синюю линию будет отпасовывать. И нет, все-таки пытается за счет корпуса сохранить здесь шайбу. Снова в поиске свободных партнеров. И посмотрите, очень долго возит шайбу. Да сейчас просто, если бы у Виктора Хедмана была страница ВКонтакте, у него было бы написано в активном поиске. Сил у него просто неимоверно у Хедмана, вы посмотрите. Да, лидер обороны Тампа Бэй, наверное, наравне с Михаилом Сергачевым. Конечно, швед, он покрывает большие расстояния на площадке и играет очень много времени. Ну вот наверное, это, кстати, мы сейчас очень реалистично и увидели. Да, но всегда я хочу сказать, что Виктор Хедман очень много времени проводит на площадке. Больше него, наверное, только Василевский проводит. Ну, Василевский, безусловно, конечно. Ну, если только он 3 шайбы не получит, его не поменяет, то такое бывает крайне редко. Так, ну, от провалов, конечно, тоже не стоит застрахован. МакДэвид. И здесь теперь, да, МакДэвид, игра перешла уже в другую зону, не успели мы моргнуть. Мы специально не говорим слово имя Конор, чтобы в нашу трансляцию не включился Хабиб Нурмагомедов и не сказал замечательных пару ласковых слов относительно Конора, поэтому просто МакДэвид. И штанга! Сейчас штанга! Гол! Сидни Кросби. Один из лидеров Питтсбург Пингвинс с передачи Алекса Овечкина. Злейшие враги в этой игре становятся партнерами. Сначала нас оглушил звук штанги, но все-таки шайба нашла дорогу в ворота, там, где она должна быть. Давайте посмотрим. Да, это все. Хороший навигатор был у шайбы в лице Сидни Кросби, который направил ее по точному адресу. Интересно, каким голосом, мы же знаем, навигаторы у нас бывают разными голосами разговаривают. Профессиональным хоккейным, я думаю. Ну, хорошо. Тем самым, который говорит EA Sports, It's in the game. Вот это известная фраза. Есть такое видео уже в интернете, где молодой человек подходит просто и заставляет этого товарища, кто озвучивал, сказать, и это очень круто на самом деле. Вот эти вот нотки, мне кажется, любой, кто играл в спортивные симуляторы, эту фразу знает наизусть. Ну вот, второй период немножко поменял свою картину и в сравнении с первым, да? Характер игры изменился. Безусловно, да. На встречных курсах атаки друг друга сменяют. Да, и это заслуга Андрея Гуркина, потому что мы заметили, как он перестраивался, здесь бросок на крылья, то есть вот это то самое тренерское чутье. Вот бывает же в футболе, да, передают записки на поле, да, вот в хоккее быстренько тренер подсывает, дает указания. Вот сейчас примерно то же самое сделал Андрей Гуркин, но в рамках киберхоккея. Обратите внимание, друзья, наши спортсмены должны не только управлять игроками, но и тренерской мыслью тоже, что мы наблюдали в перерыве. Да, то есть ты здесь и игрок, и тренер. Совершенно вот верно. И в конце, конечно, можно принести прощение. Вот, вы посмотрите сейчас. Удаление будет, да. За подножечку. Достаточно жестко было сыграно. Снова флешбэк у нас к Денису Таипову. Это Вячеслав Буланов. 2 минуты. Продолжаете вы пиарить Буланова? Российского арбитра. Ну да, ну он как бы олицетворение. Вот есть же как в книгах Гоголя, да? В произведениях, точнее, Гоголя, люди с говорящей фамилией, люди, которые вот своими образами собирают всех. И вы посмотрите, здесь было очень опасно, ничем не завершилась атака, но мог вратарь сам тут, по-моему, напортачить себе на гол, пока мы отвлекались на литературные произведения. Да, но я как раз к тому говорил, что есть собирательные образы. Вот в книге Гоголя они часто встречаются, и Буланов собирательный образ, вот ну, Буланов, не очень хорошего арбитра. Я вас понял. Буланов собирательный образ российского арбитра для Таипова. Так и запишем. Все, да, так и сделаем. Все, зафиксировали. В регламент тоже, наверное, внесли. Осада ворот Кириллом Ивановым осуществляется, но Андрей Гуркин с честью выходит из-под прессинга. Опасно Таниса Зарипова. Прошу прощения, это все-таки не Магнитогорский Металлург, да и тем более Зарипов уже год как играет в Акбарсе. Какая перепасовочка! И здесь Биша пока все контролирует, и оборона тоже помогает. Ему, я, кстати, вспомнил наставника Магнитогорского Металлурга Йозеф Янлыч.
Вот так вот. У меня в голове крутился Гудочек, но я вспомнил, что это вратарь московского «Спартака», и я поэтому решил промолчать тот момент, когда мы вспоминали. Шоумен тот самый, да, вратарь «Спартака», он является таким зажигающим на матч. Да, вы перепутали. Не, я понимаю, я решил специально не говорить, потому что я понял, что это, скорее всего, другой человек. 3:33 до конца второго игрового отрезка в матче Кирилла Иванова и Андрея Гуркина. Уфа против Магнитогорска. И здесь звон штанги снова оглушает торговый центр «Мега». Да, сейчас просто как светошумовая граната, звук штанги нас разнес здесь, что мы ничего не видим и не слышим. Но вот, возвращают нас к матчу уже атака Кирилла Иванова. Ну, много суеты сейчас появилось, да, туда так, сюда так, там потери, здесь туда потери. И обратно, да, очень теряется шайба, знаем, плохо обрабатывается. Известную загадку про качели, туда-сюда обратно, боже, как приятно, да, вот, которая много заставляла задуматься в юношеском возрасте еще. Проверка, скажем так, на испорченность. Минута остается. 39 уже отыграны. Иванов! Нет. Настолько все грустно, что даже джойстик немножко начал разряжаться у Кирилла. Нужно ему будет сейчас, скорее всего, подключить USB кабель, чтобы оставаться. И опять вы посмотрите. Все шайбы сегодня от штанги, да? Все от штанги. Опять сначала звон штанги, потом шайба ворота. Да, Алекс Овечкин с передачи Конора Макдэвида. Вроде говорят, штанга друг вратаря. Но вот сегодня... сегодня враг, действительно. Да, 3 раза в итоге она подсобила атаки, но с другой стороны был момент, когда Иванова штанга спасла, если вы вспомните. Да, Алекс Овечкин не из офиса, но тем не менее с одного из других рабочих положений. Но свое дело знает, да. Ему не важно откуда, важно, что он забивает шайбы. Вновь Иванов впереди, но я все-таки считаю, что это преимущество зыбкое, потому что сумел уже Гуркин один раз отыграться. Совершенно с вами согласен. Одна шайба — это вообще, можно сказать, не преимущество, он только на табло. Завершается у нас второй игровой отрезок. Прозвучала сирена. Да, сирена, которая пока на данную секунду делает победителем Кирилла Иванова. Но не будем забегать вперед. Кстати, вот еще важный момент. В матчах очень-очень равных поединков, очень равных соперников, очень мало бросков. Вот сейчас на 2 периода всего 10-6 по броскам. И чем дальше мы будем идти, тем больше мы будем ходить в плей-офф, тем меньше будет бросков. Совершенно верно, это логично, потому что если ты не даешь бросать, тебе и не забросят. То есть постепенно мы будем переходить на тот самый план, когда оборона будет превалировать над атакой. И, безусловно, мы сейчас уже в этой группе это видим, что обороне большое внимание киберспортсмены уделяют. Да, это что ж, третья 20-минутка стартовала со вбрасывания в центральном круге. Здесь не дали бросить, а вот сейчас 3-1! Сейчас бросок и 3-1! Конор Макдэвид с передачи Эрика Карлсона, который, я надеюсь, живет не на крыше. Это, если я не ошибаюсь, американский легионер. Кого? Сан-Хосе. Сан-Хосе Шаркс, да. Я всегда думал, что он швед, но вот потом посмотрел информацию, и оказалось, что он американец. Да, канадец с передачи американца. 3-1. Ну вот сейчас уже такая более весомая заявка от товарища Иванова на то, чтобы с 6 очками возглавить группу «Д». Начать с победы выступления в группе, безусловно, приятно. Давайте вперед убегать не будем, потому что нам-то интересна упорная борьба. Согласен, да, вот сейчас представители... И сейчас вот так закрыл глаза, открыл, а уже 3-2. Нет, а вот еще удаление будет у ММГ, Магнитогорского Металлурга, так хочется сказать, да, у команды Андрея Гуркина. Всегда, когда я слышу фамилию Гурки, хочется сказать Ефим, но вот не могу, потому что все-таки играет Андрей Гуркин. Ну, посмотрим, как удастся ли Кириллу этим большинством воспользоваться, либо же наоборот. Просто здесь в киберхоккее меньшинство — это еще не проблема. Можно и забить меньшинство, и еще не раз даже. Да, и мы сегодня уже видели примеры, когда в меньшинстве шайбы забрасывались. Да, но, думаю, уфимские любители киберхоккея, даже республиканские, явно хотят, чтобы не пропустил Иванов в большинстве. Ревут трибуны, обратите внимание, просто такой рев трибун мы сейчас наблюдаем. Но сейчас атака, давайте посмотрим. Выход из зоны, здесь шайбой никто не владел. Ее такое ощущение, будто из вида потеряли на несколько мгновений. Да, продолжает Иванов, продолжает атаку за атакой. Ну, я так что отвлекаюсь, да, надо
более чуть внимательно посмотреть на лед, где Андрей Гуркин, ну, пытается все-таки отыграться, но вот то, как в обороне действует Кирилл Иванов, оставляет ему очень мало шансов, и он бросает не очень очевидных позиций. Я сейчас про Андрея. Да, здесь такие броски, которые достаточно либо легко парируются, либо сложно добиваемые. Нет шансов для того, чтобы там добить, подправить шайбочку. Даже если пылесос в руках Бена Бишопа не засасывает шайбу, рядом есть товарищи, которые метелочку такую подальше убирают. Да. Сейчас, конечно, было бы актуально поговорить про ЖКХ, но давайте не будем говорить о болезни. Интересно, наши ли слова вы вызвали секунду назад улыбку на лице Андрея Гуркина? Андрей Гуркин, ну, а какая улыбка была? Такая довольная или немножко саркастическая? Не успел так быстро заметить, я заметил. Если саркастическая, то мне кажется, он просто на какой-то игровой эпизод отреагировал, что, мол, ну как? Ну вот бывает киберхоккеисты, когда играют, они, ну как это могло произойти? Ну это же нереально, ну это же не должно быть так. Вот у них такие бывают улыбочки, типа, ну почему? Вот с таким сожалением это все обычно получается. Вот. Ну это из моих наблюдений за лицами киберхоккеистов в момент матчей. Здесь борт звенит. Ну и что, давайте посмотрим снова. Тут и звон борта, и звон штанг нас сегодня преследует. Но звон штанг сегодня предвестник шайб. Да, 3 из 4 шайб были забиты с помощью каркаса ворот. Только один раз каркас ворот помог не пропустить шайбу, а все остальное время он работал против команды, которая в тот или иной момент оборонялась. 8:30 до конца, и сейчас, по-моему, на часах тоже 8:30, да. Вот так вот время уже 8:30 по местному времени. А мы продолжаем наблюдать за схватками киберхоккеистов, не отрываясь. Да. Удаление здесь будет. Мне очень понравилась фраза Константина: схватки хоккеистов. Ну, да, наверное, так тоже это можно назвать. Я даже солидарен, потому что равная достаточно борьба на площадке. Совершенно верно, несмотря на то, что отрыв увеличился в 2 шайбы, но игровое преимущество отдать кому-то из киберспортсменов сейчас достаточно сложно. Да, просто есть товарищ, который реализовывает свои моменты чаще, это Кирилл Иванов, и которого это получается чуть-чуть реже, это Андрей Гуркин. Но сейчас в большинстве вновь Иванов, но при этом шайба его соперник. Вот потеря произошла, выход из обороны, Овечкин втыкается в соперника, здесь положение развернуться, мне казалось, он пытался для того, чтобы устоять и отдать передачу, но не получилось. Да, не получилось, здесь силовые действия оборонцев Андрея Гуркина помогли, а здесь проброс, нет, не будет его, первый на шайбе Иванов. Какой финт! И еще, подождите, даже умудрился ведь и передачу отдать! Александр Овечкин! Из офиса, но не щелчком, а, по-моему, кистевым броском сейчас он отправил шайбу. Нет, я и говорю, умудрились еще отдать передачу. А там такой очень классный финт был, да, шайбу с одной стороны прокинул игрок, с другой подбежал. Это было очень красиво. Алекс Овечкин, Владимир Тарасенко и Мэтт Дюшен у него в ассистентах. Такой вот интернационал поучаствовал в этой атаке, два россиянина и канадец. И вот здесь пас и кистей, да, все-таки, тут не без замаха. Там все-таки кистевой был, да. Да, вот я говорю, вот еще раз сейчас посмотрим. Да, это без замаха бросок. Да, кистевой. Ну, мы знаем Овечкина, который все-таки кистевыми хорошо владеет. Так что, в принципе, вот что мне нравится в НХЛ, в сравнении, может быть, там с тем же FIFA, здесь все-таки более близки к реальности киберхоккеисты. И вот арсенал каждого хоккеиста, он более приближен к реальности. Совершенно с вами согласен. День уже наблюдаю за схватками. И могу сказать, что действительно... Они живете ли вы возле роддома? Вот хочется мне сейчас узнать у Константина Нечитайла. Наблюдает за схватками, значит, живет возле роддома. Надеюсь, нет. И Рамиль Галяудинович, кстати, сказал о том, что все очень реалистично происходит, поэтому вот здесь я с вами солидарен. Ну, хорошо, что мы с вами солидарны. Ну, на самом деле, мы все единомышленники, все 32 киберхоккеиста, все организаторы, все сотрудники, комментаторы, журналисты, мы тут все делаем одно общее дело, поэтому мы все, собственно говоря, друг с другом. Так и резюмировали. Да, вот так вот. Мы тут все, и мы счастливы, как сказали вы в одном из телепроектов. Ну, сейчас давайте посмотрим, здесь нужно оторваться от борта. Да, но счет 4-1, большинство Иванова, я думаю, предрешено все-таки все в этой встрече. Отрыв произошел, но такой, вы посмотрите сейчас, там, как она не юркнула в ворот. По-моему, черенком клюшки отразил шайбу голкипер команды Андрея Гуркина. Не успел я здесь усмотреть, но она прям так стремилась туда, в уголок ворот. Но там она, к сожалению,
для болельщиков из Магнитогорска не оказалось. Здесь кружит. Ну, мне кажется, вот я сейчас уже начинаю так постфактум, конечно, но увидев одну игру Андрея Гуркина, я начинаю видеть его проблемы. Недостаток Арсенала. Вот он делает одно и то же весь матч. Он делает одно и то же, которое у него при этом не проходит. Ну, сложно ему, наверное, было разнообразить свою игру, именно потому что он входил в группу, да, начал играть первым в группе. Или это постоянная проблема? Я вот не знаю, вот я скажу так, что те киберхоккеисты, которые из Башкирии, которые уже участвовали в чемпионате Башкирии, в этом режиме играли, при этих правилах, они все-таки более приспособлены сейчас. А мы все знаем то, что нам, людям, как существам, нужно всегда уметь приспосабливаться. Совершенно верно. Человек такое существо, которое может привыкнуть ко всему. Скажут сейчас жители Челябинска и всей Сибири и так далее и тому подобное. Мы на самом деле никого не хотим обидеть. Нет, а я сейчас, да, я не обижаю именно жителей, я про другие, скажем так, ситуации, связанные с этими населенными пунктами и территориями. 8-7, 6-5 и так далее. Победа со счетом 4-1. 4-1, наверное, мы можем зафиксировать уже. Но посмотрите, как последние секунды матча все равно держали в напряжении зрители и нас с Булатом. Да, там Малкин пытался заехать вместе шайбы в ворота, но у него не получилось ни самому оказаться в воротах, ни шайбы туда отправить. 4-1 победа Кирилла Иванова. Фиксируем мы, скажем так, хороший, двойной, удачный победный дебют Кирилла. Здорово, да, несмотря на то, что, ну, в общем-то, до второго игрового отрезка сложно было отдать, даже по итогам двух игровых отрезков, сложно было отдать какое-то игровое преимущество кому-то из соперников. Но вот счет закончился, игра закончилась прям вот так вот. Но вот я скажу, что зарешала шайба Иванова в конце второго периода. Вот это вот в раздевалочку, которую 2-1 он повел. Да, и вот в итоге сделал такой мостик в третий период, и там он уже и там уже все хорошо для него складывалось. Совершенно верно, я снова с вами солидарен. Ну, еще бы мы тут друг с другом не были согласны. Да, Булат Салимгареев, Константин Нечитайло с вами. Тур под номером 2 в группах С и Д завершен. Долго не будем вас как бы увлекать нашими разговорами. Сейчас реклама, третий тур. Я думаю, да, должны передохнуть, выдохнуть перед третьим туром. Да, и последняя важная информация, то, что, скорее всего, на сегодня, мы пока не знаем точно, третий тур последний для нас будет, а уже группы С и Д доиграют завтра. Реклама, и смотрим тур под номером 3. Отдыхаем. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу.
Август. Не спеши. В Меге спокойно и легко. Легко и быстро все найдется. Освежит. Освежит и будет хорошо сидеть. Август. Не спеши. Все успеешь с Мегой. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. У тебя серьезный внедорожник. Ты готов к любым препятствиям. Тебя ничто не остановит. Но часто ли ты бываешь в таких дебрях? Разве он так же хорошо управляется? Или настолько динамичен? Или просто хорошо выглядит? Subaru XV. Красота инженерной мысли. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Sky Group. Счет 2-0 в вашу пользу. Рядом со мной стоит представитель компании Subaru, безусловный фаворит своей группы Кирилл Иванов. Кирилл, 2 матча, 2 победы, отличный старт. Расскажи, чем отличались игры? В первой игре тяжело было адаптироваться, то есть привыкал немножко к коннекту, немножко от волнения отходил. Ну, игру провел очень плохо, но повезло, что удалось выиграть. Вторая игра уже пошла немножко попроще, только Снупи, Гуркин в третьем периоде меня
довольно-таки сильно поддавил, ну, то есть было тоже тяжело, несмотря на счет 1-4, счет абсолютно там игры не отражает. Есть еще силы? Ты готов показать свой максимум? Ну да, конечно, у нас, как говорится, группа смерти, и то есть здесь в каждой игре нужно выкладываться по максимуму, терять очки смерти подобно, как говорится, поэтому в каждой игре стараюсь, и чтобы был хороший результат. А поделись с нами, расскажи, говорят, ты сегодня приехал на какой-то особенной машине? Да, меня привезла компания, которую я представляю, компания Subaru. Привезла на Subaru Forester, за рулем сидел сам, то есть мне предоставили все. И, то есть, очень комфортно, хорошо доехали за разговорами о машине, то есть, ну, то есть меня полностью про нее мне рассказали, и поездка прошла хорошо, незаметно, быстро, и все хорошо, спасибо, Subaru. Не будем тебя больше отвлекать, желаем тебе удачи и вперед. А мы передаем слово комментаторам. Спасибо большое, спасибо Алене Муратовой, спасибо за интересный рассказ про Subaru, кстати. Вот вы говорили слухи, а слухи явью оказались. Правда на Subaru приехал? Ну вот так вот, да, я к вам на Subaru. Да, Кирилл Иванов после 2 матчей, 2 победы, 6 очков. Поздравляем Кирилла. А мы, скорее всего, подключаемся на поединок. Сейчас Дмитрий Понкин и Вадим Пономарев, как я понимаю. Да, Жилстройинвест представляет Дмитрий Понкин, один из наших спонсоров. И против него Андрей Гуркин. И я советую одному из товарищей отключить тренера, вот эти вот подсказки, что нажать, куда поехать, они очень сильно заслоняют нам обзор. Я не знаю, чье это. По-моему, это все-таки товарища Дмитрия Понкина, да, потому что вот эти вот фиолетовые цвета выдают команду да, они Понкина. Очень нам... Он еще и в футболке фиолетовой, да, вот если вы обратите внимание. Ну, конечно, сейчас девушки скажут, там, на самом деле, это цвет вот чего-то. Ну, у мужчины, я вам скажу, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Больше мы цветов не отличаем, в принципе. Ну, кроме белого и черного еще к тому же. Зеленый у нас всегда, у нас в республике все с зелеными сердцами. Это да, не салатовые, не какие-нибудь еще, не бледно-зеленые, не светлые, просто зеленые, вот и все. Поэтому не придирайтесь к нам, если там вам покажут что-то другой цвет, для нас это просто фиолетовый. Или сиреневый, не знаю, я не разбираюсь. Середина. Близится уже первый игрового отрезка. В атаке Дмитрий Понкин. Товарищ, с которым я имел честь комментировать матч чемпионата Башкирии. То есть Дмитрий в роли эксперта очень-очень хорош. Задержка, насколько я понимаю, сейчас была... Да, 2 минуты. Да, совершенно верно, 2 минуты. В атаке Понкин сейчас будет получать преимущество. Но мне казалось, что шайбу не перехватывал соперник. Вот я не заметил момента перехвата, чтобы атаку останавливать. Я про это. Там такое ощущение было, что да, неоправданное удаление, согласен. Ну, я все-таки, да, но с одной стороны так, с другой стороны не могут же тупануть арбитры. Там же не Вячеслав Буланов, там все-таки же просто И сейчас роботы. вы посмотрите, нет, уже такое было ощущение, что шайба будет зафиксирована, но нет, темп игры не сбивается. Да, это Андрей Гуркин, просто, наверное, на волне второго матча. Вот он же в конце прошлого поединка атаковал, вот сейчас он продолжает это делать, несмотря на то, что его оппонент играет в большинстве. Да, возможно, это камень в огород Дмитрия Понкина, который не справляется с тем, что у него численное преимущество. Все еще впереди, главное на табло по нолям пока, поэтому пока по нолям шансы равные у обоих киберспортсменов. Да, я согласен сейчас. С Константином атака. Атака Андрея Гуркина. В борт его просто здесь впечатали, чуть не отправили на скамеечку. Бывают же такие ситуации, да, когда забрасывают игрока прямо на скамейку, причем команды соперника. Совершенно верно, да. И там игрок, заброшенный на скамейку, всегда несколько ошарашен. Интересно наблюдать в этом случае за телевизионной картинкой. Ну, конечно, неприятно быть в роли шайбы, которую просто взяли и бросили куда-то. Здесь Гуркин неплохо вошел в зону, бросал, но накрыли эту попытку отправить шайбу в ворота Бена Бишопа. Второй шанс. Но в передаче не доходит до партнера. Ну, пока все-таки чуточку лучше Понкин. Ой, нет, наоборот, не Понкин, а вот именно Гуркин. Как твои ощущения, Константин? У меня ощущение, что пока игроки достаточно равную игру показывают, вот какое-то игровое преимущество сразу сходу я отдать не могу. Это вы своим наметанным кибервзглядом смогли определить фаворитов встречи. Да, наметанным левым глазом, про право я такое сказать не могу. Одним из двух я вот это все-таки... Ну, мне так кажется, но я тоже не претендую на, скажем так,
главный источник правды, но вот это мои субъективные Ну и сейчас ощущения. давайте посмотрим за выходом из зоны. Да, удается Остановиться, Буркину. да. А вот это потери. А вот да, и тут уже Понкин может ответить. И Буллет будет сейчас штрафной бросок. Нет, 2 минуты. Все-таки посчитал главный арбитр матча, что это недостаточные основания были для Я бы повтор посмотрел. штрафного броска. Так. Давайте. Нет, не посмотрим. Нельзя, сказали нам киберхоккеисты. Кросби и Жиру, если не ошибаюсь, на точке выбрасывания. А насчет Кросби я был уверен на 100%. А вновь в меньшинстве Гуркин, он идет в атаку. Он второй раз подряд уже. Вот. Он второй раз в меньшинстве играет и второй раз атакует. Второй раз идет в атаку, и посмотрите, даже бросает тут бросок. Да, но вот сейчас только через борт удается выйти из обороны Дмитрию Понкину. Непонятные финты, как будто ноги подкосились. А вот 5 на 3. Здесь вот, да, и здесь удалили еще одно. А Дмитрий Понкин лавировал, да, налавировался на нарушение правил. Знаете, Дмитрию Понкину 41 год. Он, я так понимаю, второй по возрасту после Азамата Муратова на этом турнире. У вас все-таки, Булат, есть все-таки определенный для вас возраст очень важен. Нет, я просто с другим уклоном на это намекаю. Чем ты старше, на мой взгляд, тем меньше времени на это все нужно. Но ты уделяешь. Работа, семья, дети, выезды, огород, не огород. Вполне возможно. Надо, кстати, поговорить с нашими киберхоккеистами. Насчет Азамата я просто уверен, что у него не хватает времени именно получать игровой опыт. Насчет Дмитрия... Потому что Азамат Муратов нужен всей республике всегда. Да, все и сразу. Если что, звоните туда. Не в программу «Времечко», да, а сразу звоните Азамату Муратову. Он приедет и починит вам дороги. Не знаю, может, он и это умеет, кто не знает. Атака Понкина. Овечкин. Пас перехватывает Стемкос. Жиру. Вновь Стемкос по правому борту. И здесь сейчас отдать кому-то из партнеров. Нужно помогать. Здесь у борта очень долго возится. Вы посмотрите, какое большое количество времени шайбой владеть, не отдает никому ее. Я вот очень хочу посмотреть на статистику бросков. У меня ощущение, что на двоих было не больше 5. У меня такое ощущение, что да, бросков было или много, вообще их не было, да? Потому что было очень много вот такой вот возни, передач, позиционной игры. До бросков дело редко доходило. Да, но это не потому, что игроки не умеют атаковать, это потому, что они очень хорошо обороняются и друг другу не позволяют выходиться на точки. Секундай! Не следил сейчас за временем Дмитрий Понкин, вот, не заметил, что время кончается, и, собственно, поэтому немножечко не успел нанести бросок. 0-0 по истечении первых 20 да, минут. Никто из киберспортсменов не отличился. Да, сейчас мы понаблюдаем за статистикой, и я надеюсь уже... Дают нам возможность посмотреть саммари первого игрового отрезка. Да, хайлайты мы наблюдаем, их всего 2, и let's go magnitude. Это болельщики Андрея Гуркина. Так, статистику понятно. Статистику мы не увидим, мы же хотели статистику бросков это отключает сейчас помощника товарищ Понкин. Это вот он делает правильно, чтобы нам... Это, во-первых, не только нам, это и ему неудобно. Да, посмотрите, практически везде он сейчас ставит нет. Да, везде не ставит галочку. И да, запускает второй период. Там нужно немножко другую кнопочку нажать, чтобы показать статистику. Ну, нет, так нет. Значит, там и нечего смотреть. Ну, а вы, Влад, как часто играете в киберхоккей? Не, я вообще не играю в киберхоккей. Я участвовал ради интереса в чемпионате Башкирии 2018 года. Ну, набрал 1 очко в группе с одним из, скажем так, тоже не особо опытных игроков. А так нет, мне против компьютера поиграть поинтереснее, чем против людей, потому что вот такого уровня игроки, ну, просто катают в лед и даже не заметят меня. Ну, а против компьютера, как вы часто играете? Нет, вообще почти не играю. Я не являюсь обладателем PlayStation, поэтому... Но зато как разбираетесь. Я думаю, что звание профессора Азамата Муратова вы не заберете. Но, возможно, какого-нибудь... Доктора наук. Доктора наук, да. Я не знаю, что выше, по-моему, все-таки... Нет, вообще это разные категории. Профессор это вот именно... Ладно, не будем в это углубляться. И сейчас, посмотрите, тут не зафиксирована была шайба, сразу ее выбрасывали. Я бы сказал, что это такой куштайнеш сейчас был от Дмитрия Понкина, такой подарочек. Вот бывает, когда ты выходишь от гостей, там в пакете конфеты, чупа-чупсы, вот сейчас беляши. Вот сейчас то же самое было. Надо еще просто понимать, что на часах в любимом городе 20:57 уже. Поэтому, может быть, где-то и концентрация бывает потеряна. Да, здесь
Нет, на самом деле это вот вообще вопрос у меня часто вызывает. Игроки, когда вратарь ловит шайбу, пытаются тут же ввести в игру, но не всегда это рентабельно, не всегда это нужно делать. А вот они привыкли машинально это делать. Я уже видел не раз на чемпионате Башкирии, как подобные их действия тут же приводили к пропущенным шайбам. То есть вводится шайба, игрок соперника тут как тут, гол. Вот этого нужно избегать. Мне кажется, все-таки порой лучше. Ну и действительно, в профессиональном хоккее голкипер лучше зафиксирует и игру вбрасывание, скажем так, устроит, чем выбросит ее необдуманно. Да, согласен с Константином. У нас, пожалуй, Бен Скривенс только грешил такими моментами. Да, ну давайте вспомним всех грешников Салавата Юлаева. Я вот сейчас так, швед, но не Николас Светберг. Скривенс. Нет, раньше, еще раньше, очень раньше. Все-таки Светберг уже был до Скривенса, а это еще раньше, причем на много лет. Товарищ, который садился на колени и получал в девятке вот этот. Я вот тоже сейчас, вот у меня второй раз сначала Яндычу вылетело из головы, а теперь... Ну, возможно, мы вспомним и сегодня, либо завтра вам сообщим в этом человеке, который, скажем так, постоянно садился на коленочки, получал в девяточке. И вот давайте сейчас на поле вернемся. Тут очень ожесточенная была борьба на пятаке. Голкиперу не просто приходилось. Эрик Эрсберг. Вот точно. Вот, я сейчас откашлялся и вспомнил, что это Эрик Эрсберг такой, скажем так, не самый удачный выбор был тим-менеджмента. И сейчас выход, вы посмотрите какой! Нет, здесь... Какой нерезультативный выход. Не удается Понкину до сих пор реализовать свои шансы, как и равно Андрею Гуркину. Уже 32 минуты без шайб. Ну а выход-то был шикарный. Какая возможность была, словно бутерброд упал маслом не наверх, а вниз. Ну и я бы все-таки не стал его подбирать после того, как он упал вниз, поэтому... Ну вот поэтому и не подобрал. Ну да. Скажем так, закон полости, да, так называемый, вот закон бутерброда, он сейчас сработал. Если что-то плохое должно случиться, оно обязательно случится. Вот выход не был реализован. И сейчас, посмотрите, здесь тоже захлебнулась атака. Хотя мне казалось, что сейчас будет острая передача. Какая-то ошибка. Да, уходит под лед пока шанс обоих киберхоккеистов на забитые шайбы. Вот 0-0, сейчас... Но от этого, посмотрите, зрелищность игры-то не страдает абсолютно. Ну да, матчи плей-офф уже как будто вот немножко шлейфом отдают, да, которые игра совершенно точно идет на встречный курс. Да, но при этом счет 0-0. Вот такой вот парадокс. Но это замечательное действие обороны и голкипера. Атака по правому борту. Пас будет, не будет. Я сейчас как будто сижу с ромашкой и отрываю 1-0! Это счет таки открыт. Николас Бэкстрям с подачи Алекса Петранджело и Моргана Райли. 1-0. Дмитрий Понкин все-таки, вот сколько он играл в большинстве, а в итоге забил в равных составах. Ну вот только мы сказали, что несмотря на то, что счет не открыт, игра нам нравится. И Понкин сказал, да пожалуйста, вот вам. И открыл счет. Да, открыл счет. Наконец-таки распечатали Бена Бишопа. 1-0. Наконец-таки один из братьев Понкиных. Первый был Сергей, он играл в группе, по-моему, Да. И, насколько я знаю, вышел из нее. Мы еще итоги, по-моему, не говорили, да? Я думаю, да. Но вот сейчас я не знаю, сможем ли мы в эфире их объявить, но они абсолютно точно будут на сайте. Да, и там уже сможем ознакомиться и постфактум все сказать, потому что после пересчета очков мы на это внимание не обращали. И смотрите, сейчас бросок был такой острый. Ну вот сейчас... Опять, но он в чистокол игроков скорее попал. Вот сейчас Дмитрий Понкин сыграл как хоккеист реально. Вот он просто зашел, видел точку, бросил. И бросил. А вот киберхоккеист, более часто играющий в сравнении с Дмитрием, он, скорее всего, бы замахнулся, потом бы перевел на кистевой и спокойненько отправил шайбу в ворота. То есть, видите, здесь какой подход разный. Здесь не всегда хоккейные приемы реальные помогают. Или отдал бы передачу. Да. То есть, вот все-таки киберхоккеист, который играет вот постоянно, его арсенал становится больше, он бы поступил по-другому. А он просто по рабоче-крестьянски бросок поворот. Перерыв, друзья. Да, при счете 1-0, пока... Смотрим. Сегодня третий матч подряд уже в стриме сейчас идет в группах С и Д. Значит, мы смотрим, по сути, группу Д, да? Третий раз уфимский киберхоккеист лидирует. Уфа держит марку, я бы сказал. Да, все правильно, хозяйка соревнований. Да, Уфа хозяйка, много мы разных турниров. Киберспортсмены максимально сосредоточены. Много мы разных турниров в последнее время принимает наша республика. Недавно был... И сейчас удаление будет. Да, обратим внимание. Подножечка, да, от Андрея Гуркина. Он так прям
немножко недовольненько ногу на ногу закидывает. Ну, вот так вот, не очень гостеприимны местные киберхоккеисты к нашим гостям. Посмотрим за реализацией большинства. Но, вспоминая прошлый неудачный опыт, Понкин еще ни разу не забил в большинстве, даже наоборот, порой играл хуже, имея на одного игрока больше на площадке. Надеемся, что сейчас может так не быть, будет. сейчас исправится ситуация, да, в лучшую сторону. Нет, пока не удается. Вот сейчас Гуркин. Чуть там положения вне игры не было у Понкина. Кистевой. И сейчас кистями так как. Ну, учитывая, как мало бросков делает Гуркин, он сейчас просто вот из любой позиции пытается забросить шайбу. Зайдет, и опять зайдет. Будет бросок, да. Вот, Ответная атака. Здесь положение вне игры было близко вновь. Вот уже в равных составах киберхоккеисты. Пока Понкин лидирует, но вольготно себя чувствует, конечно, не имеет права. И посмотрите сейчас, что мы... Тут нет удаления, по мнению арбитров. Да, там, возможно, разобрались, а возможно, не разобрались наши... И сейчас атака сходу, сразу. Будет ли передача? Есть передача! Да. За ворота туда уходят. Ну, неплохо было разыграно, но вот проблема оказалась в том, что тот игрок, который должен был бросать, у него шайба была под неудобной рукой. Да, и очень сложно было уже бросок совершить, по сути. Бэкхенд вот у него бы там... По крайней мере, бросок качественный, скажем так. Как мы уже говорили, как раз с Дмитрием Понкиным обсуждали, это... Вот я сегодня забываю фамилии, сейчас мне снова напомнит Константин Читайло. Это эксперт на телевидении в НХЛ, такой очень дедочек такой. Вот это я вам точно не скажу. Нет, потому вот что с зарубежными фамилиями у меня прям засада. Ну вот, в общем, тогда просто скажу историю. Этот товарищ, скажем так, славится своими комментариями, то есть резкими в адрес игроков, там всего такого, то есть он больше пиарится на этом. И вот у него была фраза бэкхенд, форхенд, бум-бум-бум. Ну, то есть прям так говорил, бэкхенд, форхенд, бум-бум-бум. В итоге... И сейчас давайте посмотрим, вернемся, я прошу прощения, Влад, верну вас на секунду на площадку. Конечно. Здесь опасно могло получиться, но игра уже снова переходит в другую зону на встречных курсах, ревут трибуны просто. Да, так вот, товарищ сказал эту фразу, она стала крылатой, и а потом здесь получился... большинство сейчас... А потом получился клубный трек, вот под эти слова, то есть бэкхенд, форхенд, бум-бум-бум, бэкхенд, форхенд, бум-бум-бум. Наложили потом, я так это думаю, было очень классно, поверьте, это прям круто-круто. Да, 5-3, вот так вот сразу же два удаления хватает. Два удаления подряд. По-моему, 6 всего уже у Гуркина, если не 7. Сложно сейчас придется. Да, сейчас вот на соседнем у нас игровом месте Даниил Крайнов играет с Владимиром Пресняковым со спины, если посмотреть. Нет, это я про певца вспомнил, Владимир Пресняков. На самом деле против него там играет Артем Шабалин. Сейчас вот вылезали туда, на пятак старались. Снова на пятаке какие-то проблемы устроить, но не получилось. Но на пятак стремились в любом случае очень настойчиво. Ну да, вот уже 8 минут остается у Гуркина, чтобы отыграться. 3 на... Посмотрите. 3 на 5. 3 на 5 он реализовал в меньшинстве, на 2 игрока меньше имея. Он сравнял счет. Обалдеть, вы посмотрите, словно... Какой здесь настоящий хоккей. Вот где страсти шумят. Истерический смех Дмитрия Понкина, который истерически саркастический, потому что он понимает, как это глупо пропустить, играя 5-3. Ну и что, давайте сейчас смотреть. Что-то у нас посвистывает тут, прошу прощения. Да, нам тут свистели на ухо кое-что важное, которое мы вам сообщим вот чуточку позже, когда этот матч текущий в стриме будет заканчиваться. Ну пока ничья на табло. Напоминаю, что ничьи в нашем групповом этапе вполне возможны. Совершенно верно. Но очень должно быть обидно Понкину, который 6 раз играл в большинстве, а вот он в большинстве. А вот сейчас выход опасный. Давайте посмотрим. Гол! Через О. Сидни Кросби, там был Тарасенко, справа накатывался, но Кросби не пожадничал, а поступил правильно. Убирал так, давайте сейчас, я все-таки прошу, коллеги, дайте нам посмотреть повтор. Я скажу, зависит не от коллег, зависит от киберхоккеистов, которые вот нажимают кнопочку и пропускают повтор. А я сейчас в данном случае я киберхоккеистов назвал коллегами. Все, хорошо, я вас понял, кстати. Да, ну хороший гол, качнул вратаря, да, тот уже по инерции уехал. Да, и такая раскачка была великолепна.
Вот где страсти, еще раз скажу. Да, времени на раскачку у нас нет, как говорит один известный человек. 7 минут до конца, в большинстве был Понкин. Так. Сейчас свисток. Он, получается, реализовал большинство какое-то, да, или нет? Просто мне сейчас этот момент интересен стал. Или же это в равных составах была шайба? Мне кажется, в равных, надо посмотреть. Ну да, наверное, уже этот вопрос мы в этот момент упустили. Ладно, это не особо важно на самом деле, но тем не менее просто было очень-очень интересно нам это узнать. 5 минут до конца матча. Атака И Понкина. здесь опасно. Ну, вот мне показалось, что сейчас абсолютно лишняя была передача. Бросьте оттуда с угла. Для чего нужна была эта передача, как вам кажется? Ну вот, возможно, все-таки как раз я повторюсь, в реальном хоккее, наверное, бросили бы, в киберхоккее вот эту ситуацию все-таки лучше было отдать. Правильно делал Понкин, проблема оказалась дальше в том, что у его партнера вот тот самый бэкхем был, то есть под неудобную руку пошла передача. И поэтому там дальше уже какая-то смазанная попытка в сторону ворот только была. 3 минуты остается. Уже даже чуть меньше. Да, вот 2,5, тут очень быстро летит время. Тут даже предупреждение об офсайде у нас на секундочку вылезло. Последняя минута в режиме реального времени. То есть последнюю минуту мы прям будем секунду в секунду наблюдать, поэтому еще есть шанс у Андрея Гуркина отыграться, но для этого ему нужно играть 3 на 5. Как мы уже до этого заметили, в других ситуациях он шайбу не забивает. По правому борту вход в зону был, Власик заходил и удаление. Очень негостеприимно поступил Андрей Гуркин. А он специально удаляется, я же говорю, он хочет забить его. Он последовал вашему совету абсолютно точно и сказал, вот сейчас забью, сейчас удалюсь и забью. Да, ну возможно, почему нет? Вот спортсмены, они суеверные люди. И вот киберхоккеисты, я думаю, не отличаются, да? То есть они понимают, что в меньшинстве у него получалось лучше. А на самом деле, мы же видели, сколько было раз в большинстве игры Дмитрия Понкина, в эти моменты Гуркин смотрелся лучше. Вот давайте сейчас посмотрим. Вот подтверждение ваших слов сейчас буквально с листа. 40 секунд. Тарасенко. Спасение. Бена Бишопа ловушечкой. 30 секунд до конца будет снимать голкипера. Гуркин. Надо ли вообще это делать? Непонятно. Куда здесь пробирались? Да, 20 секунд до конца. Понкин. В большинстве чуть не выбрал еще чуть-чуть, еще немного. Вы посмотрите, сейчас опасно было тут, но к борту как-то сместили игрока. У меня было ощущение, что он сейчас вырвется едва на оперативный простор. 5 на 3. 5 на 3, друзья. Сейчас забьет Гуркин, прошу прощения, похоже. Хотя ему для этого нужно будет выйти из зоны. Он пьет. Доехать до чужих ворот, а всего у него 8 секунд. Пьет воду, готовится максимально. Да, все комфортные условия для забитой шайбы себе сейчас Андрей Гуркин создал. Осталось только реализовать. И вбрасывание. Давайте внимательно смотреть на площадку. Ну, Понкин здесь, похоже, не даст он своему гостю. Про соперника из Магнитогорска заплетается у меня язык. Все, друзья. 2-1. 2-1. Замечательная победа Дмитрия Понкина. Сразу же помечаем. Это Жилстрой Инвест. Поздравляем Дмитрия Понкина. Поздравляем столицу Башкортостану. Да, он сейчас весь. Хорошая победа в напряженном матче. Заслуженно можно сейчас выдохнуть. Дмитрию Понкину нам выдыхать совершенно еще верно. рано. Нет, что нам с вами выдыхать точно еще рано. Да, вновь в студии Булат Салимгареев и Константин Нечитайло. Друзья, на этом мы сегодня будем завершать первый игровой день. Завтра группы С и Д доигрывают, затем 1/8, 1/4. Там уже как успеем. Совершенно верно, друзья. Всем спасибо, что были сегодня с нами на этом празднике киберхоккея, чемпионате страны в городе Уфе. Да, друзья, и не забывайте, что наш турнир держится на 3 китах. Это мир, спорт и рок-н-ролл. Вот на этой позитивной ноте мы и заканчиваем. Всем счастливо, всем спасибо, друзья. Пока-пока, друзья.